Сюрприз, сюрприз, сюрприз. Денчик вернулся. Денчик вернулся. Денчик вернулся. Сюрприз, сюрприз, сюрприз. Денчик вернулся. Денчик. 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 Я фиксик. Денчик. Денчик. Что это за кал? Ляпч. Чик, чик. Бэнь, бэнь. Чик, чик. Я нажал на Escape, и у меня срань, которую показывают приложение чата, просто взял и выпилилась по приколу. Это как те самые игры из нулевых годов, на которых на которых очень экспериментированно все с клавиатурой сделано, с всякими бинтами. Поэтому ты мог при нажатии почти на любую кнопку какую-то срань рандомно получить. Халява у меня. Сюрприз, 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 Денчик вернулся. Доброй ночи. Добрым утром, сказать. А? Кук. Я помню, мне мозг говорил примерно месяц, так полтора назад, что, блин, Дэн, у тебя стена какая-то пустая. И у меня реально до сих пор такая мысль есть, чутка. И мне такая интересная мысль пришла в голову. Она не практическая, но просто ради идеи. Доброй ночи, доброе утро. Доброе утро. Я представляю, есть человек, который натянул, может, зеленые обои, а может, он гринскрин как-то по-особому закрепил на стену за диваном, прочь там фурнитурой. И он сделал довольно-таки интересный эффект, что у него вроде есть обычный декор, да, ему не особо есть что-то скрывать. Да, есть что-то составляющее, кроме его тела.
и какого-нибудь микрофона, да? Но у него за место какой-то бледной стены сзади какие-нибудь либо фон вырезан, поэтому это выглядит довольно-таки интересно. Да, вот есть в сыру поставить тупо с гринскрином. Либо там реально какая-то аутирующая дичь. Возможно, нарисованная стена с плакатами со старыгами. Ну, в моем случае. Вау. Кстати, мне очень нравится то, что я на превьюхе для своего канала довольно-таки часто рисую старые. Старых рисую. И вот эти превьюшки можно буквально вычленить из каждого ролика и сделать картину-галерею, где и слева будет старыга, и справа будет старыга. Брр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 rrррrr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 r
такой. У меня буквально было состояние, как будто я управляю мясом для емли. Как будто у меня вот эта интуиция, вот эта шедевральность ни в какую не пробудилась, а просто как зомби хожу. Но сейчас более-менее нормально. Каждую секунду время становится квинтиллион лет, когда возьмет время ход, мы не помним это. Смысла не имеет особо, молния. Такие рассуждения. Особенно если это фиксированное время. Тогда просто можешь сказать, что мы очень медленно воспринимаем время. Типа... Ну давайте не об этом, да. Об этом как-то в другой раз. Сас. Допустим. Потихоньку поживаю. Я опять ем то же самое каждый день. А в чем ирония? У меня матери делает какую-то пищу, да? Какой-то хавчик. Но при этом она заставляет эту срань есть и на завтрак, и на обед, и на ужин. Что довольно-таки странно. Прям очень фриково. Типа у меня сейчас есть... А что у меня есть? Рис с этими овощами и фаршиком. С мясом, так сказать. Вот, и у меня похоже молния, только заместо куска мяса много фаршика. В маленьких кусочках. Так вот, и теперь я эту халупень еще где-то день, полтора есть и буду. И типа такой, Был вкус нейтрально, а у меня довольно-таки горячая была. Когда еда горячая, она довольно-таки вкусно воспринимается зачастую. Но я чутка обжег язык. Но я обжег язык так средне, нормально, нормально. Не болит. Даже сейчас чутка восстановился. Так, пожалуй, будет. Что пар исходил по моему языку. Уф. Пар исходил, но моему языку было, ну, похоже было. Интересно, насколько сильно языки у разных индивидуумов различаются. Есть же, по идее, характеристики языка наподобие какой-нибудь чувствительности, прочности определенных слоев. К примеру, у кого-то есть довольно-таки стойкое сердце. Там, да, сосна мускулатура и прочее генетически вложено. А язык? Не сказать, вообще зато ты на вкус. Да, ну типа. Кстати, нос еще отвечает за восприятие вкуса. Если ты закроешь нос, то ты не будешь ощущать большинство taste. Какой синоним для вкуса есть?
ощущение на твоих вкусовых сосочках. Как у меня отец говорил. Ну, привкус и вкус это не одно и то же. Сейчас прошу Ишку. Какое участие в восприятии вкуса принимает нос? Так. Вот. Taste. Perception. Better. Я вслепую написал. Ну, допустим. Когда вообще разбирали, типа flavor и taste. Ну, flavor это не прям что в привкус. Оно как бы и на основном плане есть, и в виде привкуса, и так, и так. Но в основном, да, на основном. Ну, опять же, имитирует. Понял, чё? Да, действительно, нос играет критическую роль в восприятии вкуса. Olfactory receptors. Угу. Flavors. И рецепторы носа, которые, собственно, отвечают в кавычках на запах. Смотри, Хавайт, смотри, при Хавайтов. Я не лингвист. Не нужно быть лингвистом, чтобы это понимать. Зачастую. Так. Ну, то есть, да, те самые рецепторы, которые отвечают за запах, они еще и усиливают вкус. Ну, если не нравится будет еда, то да, лучше с закрытым носом. Опять же, УФЖС? Что? Что? Так вот, зачастую, когда ты что-либо нюхаешь, ты еще это отчасти воспринимаешь на вкус. Я это сейчас замечал. Nasal passages contact with these receptors. Ага. И, то есть, еще есть ретроназальное взаимодействие. То есть, когда мы пережевываем еду, к примеру, луркаморе, я что сказал не то, молния? Ты так взъерошился на месте. Так вот, то есть, как мне нейронка писала, когда мы едим и, да, когда мы прожевываем, там, проглатываем часть вот эта атмосфера, вот этого воздуха приходит вверх по носу и триггерит обоняние. И результат триггера этого обоняния тоже записывается во вкус. Еще из этого может выйти то, что если чувак не следит за своим ртом, у него там какая-то поганая срань в том плане, что да, он там не почистил зубы, или у него, в общем, какие-то проблемы, то у него вкус будет тоже дерьмовый. Офигенно, ссылки молния. Особенно, когда тут уже Википедия Вики есть. Понимаешь, эти ссылки даже вставляются очень долго молния. Кстись, садомит.
Я знаю, что такое лукоморье, блин, молния. Зачем ты говоришь мне о нем? Писец. А, я скоро дойду до того, что всех людей тупо банить с моего канала буду, даже активных. Потому что у меня срак горит от непонимания некоторых чуваков. Просто чат не буду читать, а буду тупо аутировать. В смысле, что ты знаешь? Ты, Молния, я тебя просто спросил, почему ты Лорка Мори упомянул. Я в этом смысла не вижу никакого. И ты мне почему-то начал ссылать, что такое луркоморье. Да, офигенно, Молния. Блин, писец. Ну и срань. Будут ли ролики сегодня? М, мгм, мгм, мгм. Exhale. Ладно. У меня, кстати, было в планах в сентябре выходить на улицу, как бы ходить вокруг, чилить. Я ненавижу людей молния. Но есть еще особенные индивиды, которым приходится повторять по 100 раз, и они все равно какую-то срань пишут. Вот я их просто терпеть не могу. И в эту категорию могут попадать очень много разных людей, которые просто не могут свою точку зрения аргументировать и не особо хотят. Ну, кстати, сегодня, вообще в последнее время, довольно-таки аномально теплая осень. Или я что-то путаю. У меня записи были. Унижаем слабых. Yes. У меня была записка насчет того, как я начинал чилить, ходить собственно, по гаражикам в одиночку, смотреть там на небо, аутировать, наслаждаться ветром. In slow motion, pages turning, only focus, and it's frightening. Так, а где? А где? А где? О, Удо, Амурия, Октябрь. Ту-ту-ту-ту-дум. Октября. А, так это в октябре было. Уф. Блин, кажется, мне много написано. Куда съехала? В смысле съехала? Ладно. Так, не, хочется что-то по чиву врубить. О, нет, это 25 октября было. Лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё. Блин, я тогда еще из Шараги уходил раньше на несколько пар. И я забегал там в Озон, в ДНС, и там с Почты России что-то забирал. У меня тогда действительно много было довольно-таки классных получек. А, да?
Опечатка названия стрима? Ну, аукируем. Да, в этом и смысл. Ну, у нас еще и на Т есть сегодня. Блин, как же офигенно в дневнике, оказывается, было писать. То есть у меня кольцевая лампа появилась где-то в октябре-сентябре. Клавиатуру я поменял с 300-рублевой на очень классную, которая на Авито приобрел за четверть цены. Это про Logitech Comfort. Петличку, та, которая у меня сейчас стоит, и которая мне просто шедевральный звук. As I close my eyes. Папара. Писал о том, какое хорни было. Got left behind. Так. И запись кончается 5 ноября, когда я не Денис, я Денчик Бомдом. Халё. И 5 ноября мне просто написано, что у меня распывордивает сильный кашель же второй день с высоченной температурой. Главное просто выжить, вылечиться, еще трещит голова. Но рано тогда очень хреново себя чувствовал. Я тогда и шараги как раз и ушел, потому что меня тупо тильтануло. Нет, не одно и то же, Бомдом. Ты не шаришь. Не листай видеоролики, которые стер из буфермена. Что для вас фашисты, нацисты, анархисты являются левыми, да? Правый анархист это типа ссаные враки. Конечно, в США очень уж любят преподавать и правых анархистов, но у них правое перетянуто просто на глаз, на очко глазами. Dan Ish. Ссаные враки, ну, неправда. То есть, знаешь, от слова врать. Это враки. Я все же анонсмент снял, поэтому, думаю, от бота сейчас может заметить сообщение. Нацисты, национал-социалисты. У фашистов буквально идеология такая. Увидев сообщение. Ну, потому что я анонсмент снял перед обычным сообщение. За государство не левое. А Бомдом, ты походу не понимаешь. Ну да. Они за уравнение идут, Бомдом. Все. И у них довольно такие интересные взгляды на рыночек. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вообще много даже больших чуваков любят приплетать то, что вот, у этих чуваков... Не, все же рынок, который контролирует государство, тоже довольно-таки левая вещь. Типа, я не вижу ни одного права реализирования. У них такого нету, ну, почему? У анархистов буквально об этом говорится, то, что у них нету кого-то, кто стоит над всеми. Поэтому это анархия. Анархомонархизм. У фаши буквально название происходит от фаша, пучок. У кого такое написано, у мамки твоей на заднице бомдом. Тупые вопросы задаешь. Посмотри определение анархизма, не знаю, в Википедии саной. Или там у маргинал Ежи Сармата на хайлайтах. Типа ты мне еще спроси, где написано, что у нас Вселенная, как бы не галактика, у нас система планет гелиоцентричная.
а не вокруг Земли все вертится. Я тебе что, тоже буду доказывать это, олух? В ночном клубе в твоей деревне. Блин, ну это чутка лишнее было, Моня. Вообще вся срань, которая объединяет людей, буквально заставляет их что-либо делать, как-то ограничивает их сильно, это довольно-таки левая вещь в основном. Если там особо свободу не дают, именно выбирать, как ты будешь зависеть от вольного. К примеру, в той же Германии и в большом количестве других стран, которые любят называть таким совком вне СНГ, там действуют, к примеру, нормы на всякие рекламные баннеры. То есть, да, есть какая-нибудь вывеска, она не должна быть креативной. У нее должен быть определенный размер, определенный, блин, шрифт и определенный цвет. Иначе город становится разноцветным, монотонным, ой, не монотонным, и это все плохо. Знаете, как в некоторых городах, собственно, в РФ есть стиль по-древнерусский, ой, это не древнерусский, по-российско-имперский. Там заставляют переводить названия. Да, блин, бомдом. Там ставить вот эти ери прочие срани. Так вот, я тебе это должен объяснять, бомдом, блин? Или ты тупо забываешь? А, Я, кстати, да, буду аукич настраивать. Пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам. Молния, у тебя есть 25 рублей. Можешь предлагать свои варики на аукеч. А как мне это устроить? Point аук. Типа я никогда ауки не проводил до этого. Ну там, в принципе, ничего не нужно сильно мудрого знать. Как будет наша аук работать? Смотри, люди будут предлагать варианты. Я буду записывать их. Давать им сумму в рублях, которая будет влиять на, собственно, их шанс выпада на то, насколько большое будет колесо прокрутки, точнее, часть колеса прокрутки, которое будет заполнено именно определенным вариантом. Во, пожалуй, так захвачу. Потом будем крутить, да, будут победители, у которого выберется определенная область. Сейчас туда же куска нету. Но я буду заполнять. Я буду медленно заполнять по поступлению. Поэтому можно как-то закастомизировать. Импорт, интеграция, аукетч. Может, настройки тут интересные есть. Фон. Тарам. Старыги ТП. Это копеек со времени Российской империи наук. Со времени Российской империи наук, а на что именно? О. How wet is your pussy? Exactly. Я загрузил его. Применить. Шаровой лук. Просто лук. Уф. Уф. О, мой бог! Так во где этот фон идет.
Я думаю, там что-то маленькое и типа на колесе именно. Оно до сих пор лысое, как в Джекбоксе лысая женщина. Кажется, страшно было части. Уф, лысая женщина. Boob scream. You like kissing boobs, don't you? You're a boobs kisser. Шанс на победу. Блин, но фон слишком яркий. Бой кисарский. А можно время как-то... А, бой кисарить. Полностью с изметянки. Лами лысые женщины. Ну, типа, да-да-да. Мия, ламия не считаются. Потому что они лами. А, то есть максимум час аукируем. Окей, 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 окей. Я тогда чутка сменю название стрима. Я думаю, где-то в 17:30 крутануть. Почему? Ну вот, так ограничили умственно. Даже нету всяких единиц. Аукируем. В 17:30. МСК. Только шариков не написано. Ну смотри, еще... Ну как сказать? А можно назвать их не трулевыми тогда. Но еще одна характеристика левых, типа или-или, может идти к тому, что есть механика угнетаемых и угнетаемые. Просто такие два народа, два человека. И там, в кавычках, уравнение должно проходить. Как бы у Маркса это, вроде у Маркса, борьба классов. Но опять же, как мы видим, в результате просто люди, которые были в низшем классе, переходят в противоборствующий класс. Здравствуй, Инфинити. А люди из более такого высшего состоятельного класса переходят в нижний. У провоков нету такой системы обидчивой, ресентиментарной, как правило. Поэтому, кстати, и нацистская Германия левая, и фашистская Италия тоже, потому что у них довольно-таки сильный ресентимент был именно к тому, что они раньше исторически были велики, а вот тут нечестные люди из-за кибербулли. Ну, это твоя проблема, Бомдом. Донать мне, не знаю, с вопросом. Если твоя голова непробиваемая. Да, я смог расширить окошко до такого форматика. Тут даже видны строчки, по которым можешь все заполнить. Ну тогда я это добавил как тупый магу, чтобы утировать в основном пока что. Где-то в 16:30 пойдет таймер, чтобы до 17:30 у меня все это крутилось 1000 лет. Кстати, интересно, какие треки могут действительно хорошо, лучше звучать в основном? Те, которые были сделаны с первоначальной лирикой, то есть чуваки придумали текст песни и только потом минусовку написали. Или когда автора осенило на инструментал, и слова сами подтянулись. Блин. Ну тут уже к примеру нужно идти.
Если мы считаем большое количество рэпа... А, Не, ну тут уже довольно-таки интересный результат получается, который даже озвучивать не хочу. Кто судьи? Тара-пам-пара-пара-пара-пам. Не, Бумдом присмертно пишет. Он такой типа... Ничто не понял. И уже приходится мне умирать. Мне кажется, подобная реплика есть у Рубика из Доты перед смертью. My gosh. Победа. О, ну и ролик. После трека проиграю. О, фак, вернись. Ну да, эта тема довольно-таки интересна, но я заранее осуждаю ее. Советский Союз и нацистская Германия не похожи. Блин, как вроде бы Ежи Сармат рассказывал. А нет, нет, нет. В общем, был ролик про нацистскую Германию. И среди них, среди социалистической партии и коммуняк, а, было довольно-таки интересное сравнение в том плане, что фикс-картавость, да, не, вроде нормально. Типа, камон. Да и как ее пофиксить? Мне не мешает. Так вот, схлестнулись буквально на довольно-таки большой выставке люди, которые представляли национал-социалистическую партию. Ну, вот в Германии было. И вроде бы из СССР приехали чуваки, и среди них была компетиция по рисункам, по артам. И там у нации был довольно-таки технически сделан такой абстрактный орел, а у представителей Советского Союза была просто такая живопись с двумя колхозницами, которые работали. Ну и стоит ли говорить, кому голоса пришли? Покаталась. В 90% ее можно исправить. А в чем смысл бомдом, блин? Картавость, ну смотри, если ты не проговариваешь R, если у тебя произношение R отличается в отличие от других людей, да, от каких-то там дикторов в большинстве своем, то ты просто поймешь это. Это как найти чувака с шестым пальцем. Или увидеть среди обычных членов 20-сантиметровый. Все не пофиг на картавость, потому что она как бы выделяет человека. И иногда я выговариваю R бомдом. У меня не такая картавость, которую я не выговариваю. У меня такая картавость, что я ее, наоборот, переговариваю. Я на ней акцент делаю. Поэтому садись в 2 бомдом. Может, дело мозга, может быть. И может, потому что ты еще и ББ смотришь, который картавит еще сильнее, чем я. Я же сама чутко картавит. Когда рисовка кадров есть такое. Да и в некоторых культурах буквально язык, который способствует акценту на всякие там «р», или наоборот, не выговариванию их. Японский язык, там, французский. Да, реально окружающим людям противно. Может, тебя это раздражает, бомдома? Знаешь, меня лично раздражают люди с таким дикторским голосом. Не те, которые там микрофон, блин, всратый Фифайн за 2000 купили. И несмотря на то, что там встроенный компрессор есть на каком-то техническом уровне, они еще фигачат один. Там из какого-нибудь ОБС или, блин, из каких-нибудь хипстерских программ.
Такой, они еще голос такой низкотональный специально подстраивают, изучают его, и они звучат все как один. Стихотворение уникальное. Вот картавость в этом плане гораздо более уникальна. То есть люди, которые проглатывают «р», есть, которые чутка акцентируют, как я. Есть те, которые прям но это уже, да, писец. Нельзя речи толкать. Не бум дома, я могу постараться. Подожди. Я могу постараться не слишком уж сильно выговаривать «р», но у меня ото дня в день меняется картавость. Йо! Around the world, tell stories about all the girls. Халё, можешь погадать на Злату? Да, погадаю. Есть что ты можешь вариант закинуть? МОЗ на Аукич со своими 20 рублями 13 копейками. У Моуни есть 25. Эй, у тебя, кстати, тоже есть мод. О, фак. Как же резко было. Да, у тебя еще 10 рублей есть плюсом за неплохую активность. А не программист кого-нибудь? Да, бомдом, что-то всем пофиг. И у меня довольно-таки часто картавость это не особо мелькает. Сегодня просто особенный день, когда мне тело чутка не слушается. И мне пришлось руководить им вручную. Интересно, забанить ли Бундома, если он так бомбит на картавость Бэпса будет? ББ. Так, окей. Гадание на Злату. Я честно не понимаю Дэна. А почему? Аркад. Заводить врагов вождя. Погадаем по-быстрику. Па-ра-ра-рам-мам-мам. Который не понимает, что он говорит. Ну, знаете, у меня реально есть такие моменты, когда я слишком отдаляюсь от микроча и что-то говорю тихо, но это не из-за картавости бумдом, поэтому соси член. Тупая скотина прицепилась к моей R. Камон, я сам иногда слушаю свои стримы, и бывают моменты, когда я зачастую уставший под конец. Реально, что тихо говорю. Не слушай громко музыку. Плохому танцору туфли жмут. Ну, блин, да, бум дома. У тебя уши что-то перекрывает. Так. Гимп. Блин, у меня что-то дергаться начало все на окнах. Прям, знаете, лагать. Ну, лагать, как в какой-нибудь игре 3D-шной. Які розумієш мені. А что насчет Исти, Мос? А я все понял. У меня есть Исти дома, но у меня Исти постоянно из одного блюда состоит. А, я розуміті. Я считаю себя гордым за это. Здравствуй, мистер 3D. Как у Валакиса. Ну, понимаешь, одно дело внешние уши иметь, как у зайца, а другое со внутренностями смотреть. What's up и why so. Я сделал по-другому чутка. У меня будет green screen. Так. Вот это зум. Благодарю за донатик, Мос.
Кролика. Ну да, ты же у нас живой. Тупокрол. Каптюр мини. Да не мамка твоя. А, Погоди-ка. О, да. Что-то оно не обрезанное. Погодит. Айо? А, угу. Яр дазе. О, да. Уф. Digital Circus? Не особо. Circus. Ага. Сиркис. На сиркисах. Color Key. Я всех убил. Я всех убил. Твой видос? А, да, пардон. Я хочу гадание завершить. И потом приступить к видосам. Мне же гадание заказали. Расклад на будущее златы. 2 карты будут про сейчасшнее, первые, и 2 последние будут про будущее. И дальше, да, я по плотненькой очереди пройдусь, ребят. В 16:30 я начну аук, то есть будет отсчет времени, во время которого я буду активно принимать варианты. Так, допустим. Начинаем. Первые 2 карты. Я перетасовываю. Я их вытягиваю. Пардон, И первый на сегодня будет отшельник прямой, The Hermit. Сейчас выведу и потом протрактую, потому что, да, у меня кошка не захвачена, моего рандомайзера. А я хочу, чтобы это все же интерактивно выглядело. Мы с тобой поссорились. Guilty Clause. Так это трап или не трап, Бомдом, объясни. Подстроен, ты же придумаешь. За Hermit, который еще мозг рисовал. И что он означает? Символизирует поиск духовной ценности, углубление в своему внутренний мир. Аутизм, то есть, да? Та же уравновешенность, осторожность, осмотрительность. Иногда указывает на осторожность и оторванность от жизни. Но обстоятельства могут сложиться и так, что временное одиночество может привести к лучшей жизни. Ну, то есть у нас Злата дико аутирует. Ей нравится то время, которое она проводит одна. Ну, поэтому она не заглядывает на стримы, она дико занятый человек сейчас. Особенно со своим внутренним миром. Модификатор. Туз мечей. Сила, власть, напор, мощь. Уверенная позиция. Правое дело. То есть, да, она еще как развлекает своего братика своим кожаным мечом. Я думаю, я вот так вот сделаю. Я не хочу перекрикивать музыку. Она сейчас чуть не на пике своей силы. Она довольно-таки, я думаю, плотненько учится, уверена в своих действиях и идет к хорошему будущему. Это сейчас. Фак, у меня гимп завис. О! Ну и гадание, однако. Look this dude. Режу правду, матка. Да, офигенно. Я удава кормил. Бомдом заснул в 5 часов утра. А пока отвечаешь, что делать день-два, бре.
Да, трап. О, да. Блин, а где пруф, что она трап? Я просто ничего не понял от нее. В этом тропологическом плане. Да, гадаем на будущее. Перевернутая двойка мечей. Черная ученица, заблуждение, бездуховность, нетерпимость. У Златы, видимо, от чего-то бомбанет. Она куда-то свернет в странный путь. Ой, это не то щутка. Она во что-то окунется, что будет, по крайней мере, со стороны выглядит очень странно. Ее вряд ли ее окружение будет принимать из-за этого. Но понятие раскрытия этой карты мы увидим прямо сейчас, в следующем, в следующем картонном искусстве. Прямая двойка кубков. Помолвка, первая любовь, встреча, дружба, начало совместных отношений. О, о. Смотрите, то есть Злата все же подружится с кем-то, возможно, новым человеком, либо она укрепит отношения с какими-то сейчасшними чуваками. Может, это мы, может, это мы. Но остальные люди, которые окружали ее, будут, ну, как бы такие, типа, блин, что ты делаешь? Что это за безвкусица? Но Злата, опять же, будет довольно-таки уверенно идти по своему длинному кожаному пути. Но новости, которые мы от нее услышим, возможно, будут довольно-таки странные. И может, они даже нам не понравятся, но с ней все хорошо будет. Надеюсь, с Дэном телефон есть. По ее голосу можешь догадаться. Ну, кстати, да, вот знаешь, в пользу ее троповничества можно сказать то, что... Ну, я буду говорить она формально. Говорит постоянно шепотом, ну, из того, что я видел. Я не знаю, к кому ты обращаешься, Бомдом. У нас Денисов вроде в чате нету. Вон. У тебя, ну, тогда Денчиком называй. Фигли. Хотел стать Тяночкой из Пучистой крысы, то есть имеешь в виду траповать. Ну, я даже не знаю. Мне вроде бы я нравлюсь. Маскулин и я. Ну, типа, камон, быть свой паспорт, там, не, у меня в паспорте имя Денчик. И ты никак это не парируешь. Да, гадание на молнию. Сейчас удалю все, кроме гринскрина. Знаете, очень много фриков фамилий есть. Вроде бы у того чувака, который плюс 100-500 ведет. Без бороды. В смысле без бороды? У меня она растет, но я ее ножницами состригаю. Ну да, бомдом. Ты видел мужчин раньше? Походу, для тебя самые мускулинные чуваки это люди, которые там, не знаю, в футбольчик играют и друг друга в попу шпехают. Или скуфы лысые. Это твои предпочтения, бомдом, понимаешь? Не мои. Гадаю на будущее молнии. Подожди-ка, да? На молнии просто. А что конкретно молния? Мы уже более-менее на твое будущее гадали. Давай какой-то уклон. Эй-эй-эй-эй, айо. Просто на тебя. Так. Что она трап? Не, мы не про Злату говорим, что она трап. Но если именно насчет члена Златы и так далее, она просто сама так писать любит. Мемчик. Но насчет именно того, что, а почему она трап, что ее голос и так далее, мы про другую женщину говорили из интернета, по которой она Бумдом недавно видео ставил, которая там ветерана соблазнила. Окей.
Мы оба рофы непробиваемые, ребят. Так, насчет молнии. Расклад. Здесь писюн и все, да. Это футанари, ребят, вы не понимаете. Ну, не знаю, мне нужно как-то сформулировать, что крет для молнии. На будущее мы чутка гадали. Давай насчет того, что у тебя произойдет в следующей неделе молния. Первая карта. Первая карта перевернутая пятерка мечей. А, что? Я знаю, чем. Давай. Ай-яй-яй, как же он отменяет проклятие. Ай-яй-яй. Я только хотел насчет болезни родственников погадать. Тварь. Большой сюрприз, все, да. То о учебе, то есть о результатах учебы, как ты к ней относиться будешь и так далее. В общем, да, буду гадать насчет того, как Самоуни будут ощущать насчет своей учебы, что относительно него будет происходить. Первая карта на сегодня. Это перевернутый туз мечей. Уязвимая позиция. Защита, оборона, контратака. О, контратака. Ага. Идея триумфа силы. Смотри, молния. Опять же, стандартное гадание. Первые два это что сейчас, а вторая пара на будущее. И что мы сейчас видим? Ты извиваешься насчет учебы, ты довольно-таки много используешь хитростей. Как бы, да, распрыжек, всяких спреев и хитростей. Но чтобы оставаться на плоту в том горле. Э, ну, я думал, молния не проф, однако. Ну, это так, субъективно из того, что я вижу. Оскорбил ли я Бомдом? Та-та-та-та-та-там. Блин, Бомдом приходит на мой стрим и права что-то качает. Типа, так не надо делать, нужно вот так. Он реально коммунист. Писец. Мол, не нужно будет молнии и там удалит, забанит или ну скажет, что ему обидно было. Понимаете? Ну так ты все же признаешь, что ты коммунист, да, Бомдом? Может, поэтому ты всяких там световых и так далее защищаешь? Маргинала периода сталинизма. Правки же прав. Ну какие правки? Ты о чем? Вторая карта. Опять же, мы про сейчасшнее положение дел говорим. Перевернутый священник. Означает символ клеветы, позора, сомнительных советов, приносящих зло вам и окружающим. Также ложные факты, в основном касающиеся материальных дел. Чрезмерно свобода поведения, игнорирование правил хорошего тона, фальшивый взгляд на жизнь, нужна доброта к людям, ее недостойным. Ого. Можешь дать неутешительный совет. Уповайте отныне все в руках богов. Ну смотри, Молния, у тебя, видимо, не слишком уж и, видимо, будущее в плане твоей учебы сейчас. То есть ты вроде бы извиваешься, ты вроде бы как-то дожишь, что-то выполняешь. Да, но что-то у тебя неуверенность внутри. Я вас обоих затаймаучу, ребят. Токсики. То есть, да, Молния, у тебя такой курс сделал то, что у тебя не слишком уж стойкая позиция, чтобы смотреть далеко в будущее и реально агрить. Так. Но что произойдет в будущем? Я сейчас священника выведу. Херофант.
Моу, не можешь удалить сообщение у Моса? Или тебе сложно? Я тут вообще-то тебя гадаю. Ну, я тогда затаймаучу Моса на 5 минут и бомб дома тоже, как провокатора. Пневдос пишет. Тишина. Уф. Окей, это карты на настоящее время. И что нам поведает будущее? Вытягиваю первую карту из нее. Принцесса мечей. Я, кстати, впервые вижу. Page of Swords. Разведчик, следователь, доступ, агентурные данные, полезная информация, контратака. Опять контратака, кстати. Подготовка и завершение процесса, доверие, нужные связи. То есть, походу, либо к тебе кто-то будет помогать, либо тебя кто-то замотивирует хорошо в окружении. В хорошем смысле это слова, да, не тапком по попе, а в нормальном. Может, у кого-то будешь списывать. Но опять же, твое виляние задницы мало куда денется, но оно будет менее бесполезным, и ты будешь более совестно вполне его ощущать. В хорошем смысле. У тебя будут дела в этом плане налаживаться. То есть ты более-менее, ну, все же зауюикаешь то, что ты хочешь в учебе. И я бы не сказал, что это будет сложно. Пейдж. Где-то ваша принцесса? Ну, папа же еще можно сказать, конечно же. Ну, это такое... Перевод говна. Принцесса мечей. Опа. Look at this dude dead. Ну, вы как фимбой. Или она. Следующая карта. Королева дисков. Прямая. Королева пентаклей. Да. Благодетельница, спонсор, доход, денежный выигрыш, удачное вложение, тактическая выгода, полезные связи. Опять же, полезные связи. И из своей щедрой натуры уважают за деньги, но не деньги правят ею. Рика олицетворяет надежду, способность создать свои способности преодолеть препятствия с помощью мудрости и благоразумия. Ну, то есть ты остепенишься, молния. Ты начнешь внезапно шарить, и у тебя все более-менее пойдет по тому курсу, который ты хочешь. Опять же, какая же карты за себя говорят. Тем более они не как-то на дикий рандом выпали. Они именно что полезные связи, полезные связи. Вау, 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 вау. И самое... И про контратаку несколько раз писалось. И это все в разных картах. Вау, вау, вау. Queen of Pentacles. Сейчас выведу. Диск. Диск. Еще арт такой пафосный. О. Да, Хейл Сейтан. Минутку. Кеп. Шугамами. А вот такой расклад, малята. Ну, сейчас, да, ты сосешь Бибу Молния, но в будущем. Опять же, это не объективно говорит, это просто о том, как ты себя ощущать будешь по этому поводу, Молния. То есть, да, ты себя ощущаешь уязвимым. Стараешься выкрутиться, но не особо сильно. Не особо сильно выходит. Но потом, еще какие-то полезные связи, полезная информация. И вау, удачные вложения. Я вышел. Это как тот самый мем с протогенами, которые в позу встали, и там звук подключения и
вставление и выставление USB кабеля. Где там чувак смотрит со стороны на этот идеальный видеоряд электропорева, и он не понимает, что происходит. А потом такой, Ладно, я отойду на минуточку, заполню водой свои очень-очень нуждающиеся в этом места. Да, 16:35, я Укичу поставлю. А Кукич. Вроде бы Мосс ничего не писал насчет того, что он что-то поставил. Именно в плане Аука. Nice balls, bro. Сюрприз, сюрприз. Блин, и, кстати, я Мальчик только один вернулся. ролик видел из этого мема Nice balls, bro, где под конец там не было звука минус ушного с разрушением кое-каких причинных мест. Что-то подобное было под конец. И я это посчитал самым добрым мемом за последнее время тогда. Окей, запускаю Кукич. Ура. Кукич. Let's go. Пошел счет. Фак. Я только сейчас наведал то, что у меня чутка обрезается таймер. Хотя он до этого не особо нужен был. Окей, вот так лучше выглядит. Знакомьтесь, в Вивальди браузер. Пошлую свободу снова нарушают. Ну, тогда, чувак. И извини, что запрещаю тебе ахать детей. Ты прости, конечно. Я понимаю, что это твои ценности, но, блин, пожалуйста. Прекратите ахать детей у меня в квартире. Товарищ майор. Всё. Так. Старый Гаги. Опа. Где доки? Какие доки? Марти твоей мамаши. I come slam your mom. Ну или может ты сравнение не понял, просто бомдом. И сейчас серишь даже больше, чем Ежи. О нет! Знаете тот самый формат мемов, где
Вроде показывают нормальную стену, там какой-то предмет, какой-то отвлекающий кадр нейтральный, и там потом просто впиливается из пикселей, буквально превращается из пикселей очень шакально и обрывочно, как будто с низким битрейтом, какая-либо срань. Как чувак, у которого надпись на видео была, а-ля, как эффективно самообороняться на улицах. И у него вроде пустая рука, он ходит по улице. Потом просто его в позу ставят, как бы у него все равно ничего нету, но у него буквально из кожи трансформируется черный глок. Ну, наподобие этого. Можешь без кровли вести поживую дискуссию только в постели твоей мамки. С такими манерами, как у тебя. Мерси твой деда. О, да, видео бомдома, пардон, мула. У меня теперь делишки отбавились, я теперь могу произвести поживые ролики поживого кролика. Сходство коммунизма и нацизма я осуждаю. Я же Сармат Икс Егор Погром. Конечно, коммунизм это плохо, но... А понимаете, я живу в той стране, которая до сих пор ценит его. Манеры хреновые, бомдом очень плохие. Как у школьника. Кем ты и являешься, я думаю. Несмотря на то, что ты говоришь, что ты что-то там завершил, что там кончил, но никаких проф у тебя не было. Просто чертов школьник до меня доколебывается. Пересмотрел своих световых, маргиналов и сейчас пытаться качать свои права, обсираешь на каждом слое. Ведя пассивные дискуссии. Политический вампик. Ну, типа, за исключением того, что вампир хотя бы что-то пробует, но он опирается тупо на том, что он не может защитить свою позицию. Да, и поэтому у него жестко горит. А Бомдом, мне кажется, даже не пробовал заняться чем-то с детьми, но он это защищает любыми способами. Ему стоит поучиться у Лорд Дарка. Эй, амбой, пожилой коб... Да, офигенно, Бомдом. И именно в этом проблема. Добрый вечер, дамы и господа, с вами стрим Царь Геймера. Также сегодня с нами господин Ежи Сармат. Ежи, здравствуйте. Какой визуал. Господин Ежи Сармат, Какой немножко расскажет визуал. о себе, кто он такой, чем он знаменит. Господин Ежи, вам слово. Да, здравствуйте, дамы и господа, добрый 5 лет назад. вечер. Меня зовут Ежи Сармат. По взглядам я придерживаюсь аксиологический элитаризм, меритократия и ультраправый этноплюрализм. А это плюрализм, Окей, простите, не как, изменил. В том смысле, что мне не принципиально... Мне не принципиально, чтобы в белой стране были белые люди, потому что я люблю ахать азиаток и получать от них массаж с хэппи-эндингом. Он это хотел сказать. Бомдом, я просто не хочу разговаривать на уровне такой тупой скотины, которой ты являешься. Поэтому я завершал какие-то тупиковые разговоры обсерны, которые ты начинаешь. Ну, или ты говоришь то, что не понимаешь, или говоришь, что не понимаешь просто тем, что я с твоей мамкой переспал, еще будучи 6-летним ультрасамцом, у которого ДНК нормально не сформировалась в семени, из-за чего выродился такой чувак, как ты. людях такого этнического происхождения. Без обид, конечно же, да, ты все равно личность и все эти прочие вещи, но попустись, пожалуйста. Речь. Мне гораздо важнее качество устремления отдельно взятых людей. Россия это... Понимаешь, ты еще и обижаешься очень сильно, что также показывает тебя еще какого школьника. не многонациональное Ну государство. или просто не выросшую личность.
государства, это Ну, государство простите, а русского как же народа, Чеченская и республика? примкнувших к нему малых народов России, которые являются коренными. Их статус состоит в том, что у них нету каких-то собственных национальных А, государственных образований вне границ. а, По большей части именно в таком формате и Паспец. проходят мои стримы на Ютубе и на Твиче на протяжении последних, ну, наверное, О, пары лицо тогда лет, показывал. может быть, чуть больше. Ну На, что ж, отвал. тема нашего сегодняшнего стрима заявлена как есть ли разница между коммунизмом и, собственно, нацизмом. Представители этих идеологий помещают друг Да, конечно, нацисты друга правые, на конечно. противоположные части политического спектра, говоря об одних как об ультралевых, а о других как ультраправых. А в действительности они являются Ну, противоположными есть Кубумдом. частями всего лишь в рамках социалистического дискурса. Что же общего Есть и такое. пункты мы можем перечислить, которые вот роднят между собой в ряде случаев вплоть до такого полного тождества и симбиоза Равнят, но не сравнивают, да? Маленькая пометка. Потому что не нужно сравнивать несравнимое и несравненное. коммунистическую Как и тоже я же нацистскую говорит. идеологию и политическую практику. Этатизм, да, милитаризм, агрессивный экспансионизм. В экономике это примат интересов государственной собственности над Примат. частной собственностью на средства производства. Дискриминационная политика в отношении определенных этнокультурных групп. Ну, потому что Ленин, он всю свою жизнь боролся против чего-то, что он называл великодержавный русский шовинизм. А против казаков, да, то есть идеология и политическая практика расказачивания. Ну, соответственно, я думаю, что в Третьем Рейхе также все понимают, что Ну, мне кажется, как будто перетянуто насчет именно того, что тут этнический фактор. А не просто то, что они там живут и, ну, что они на такие уровне идеологии мудаки. и политической практики также Пожалуй, примат. дискриминировались, значит, евреи, цыгане и славяне. Ну, прежде всего, это тенденция к сокращению Ну, блин, в Третьем Рейхе там буквально на матчасти, которая по КД менялась, как бы начиная просто с того, что уберменьши должны выглядеть как такие северные люди с, да, большими лбами, и очень белой кожей, до полной шизофазии с магией и эльфами. Клинический полиморфизма и дебил. Ну, я на всякий случай удалю молния. Да, хорошо. Просто все же очень sensitive word. Убер марципан. Так вот, а в Советском Союзе там не было таких прямо противопоставлений, то что вот эти санные цыгане, какими эльфы, ну я так художественно сказал. Ты можешь мне не знаю, я и то себя осуждаю, мол, не понимаешь, а я не использую это обычно. Да, и то, что напишешь, все же бывает, не вырубишь. Так вот. А в Советском Союзе там фокус был именно на, в кавычках, классовой борьбе. Там да, офигенно, бомдом. Я бы сказал, что Сталин, но я все осуждаю это. строению максимально Простите, Поэтому да. Ой-яй-яй. Плохой русофоб на бомдоме. Клик забанил. Все, больше не увидите бомдома. я с деревни. Что мать такое полиморфизм? построению максимально гомогенного, то есть максимально однородного в классовом и этническом отношении. Ну, опять же, упрощение. Вот всех этих правительственных функций и каких-то ролей и других вещей, это довольно-таки большая черта именно левачества. Можно просто сказать, пошутить, то, что леваки все настолько тупые, что им очень не нравятся сложные политические системы. Вот, знаете, пример, как в США есть. Ай-яй-яй, Бомбдом взял и с администраторами Твича заговор устроил. Вы посмотрите, кто разбанился. Клик снова забанил.
Ну, и Бомдом, ты мне сейчас будешь пояснять, что русский это генетически русский. Ну, пошел к черту. социального Клик организма. забанил Прежде всего, снова. ресентимент толпы, возведенный в степень политической практики. Ну вот и ресентимент тоже. Да, то есть Рядко. униженные, оскорбленные немецкие рабочие, униженные. В идеологии именно также очень хорошо мелькает. Не просто то, что народ такой обиженный, но это тоже и условия большую роль играет. миросайского мира и позиции космополитической буржуазии, Русские евреев по или там народности, ну это славяне, блин, молния. Но сейчас говорить им на русский в том, что какие-то люди с белыми волосами, не знаю, голубыми глазами, как-то тупо даже. У меня голубые глаза, кстати. Но у меня черные, у меня такие коричневые волосы. Понимаете? Fuck you. Эй! русские, там, не знаю, татарские, всякие прочие, еврейские рабочие, которые устали от гнета проклятого самодержавия. Запрет любых оппозиционных политических партий и любых проявлений инакомыслия. Да, что Ну, опять же, понимаете, это еще одно упрощение. Я по идеологии русский. Рузыки это в плане как рузик. Есть такие сладости, я забыл, как называются. Кукурузные палочки вроде бы, но которые еще очень мягкие, они на зубах налипают, очень сладкие. тоже, в общем-то, одинаково справедливо Я бы себя со сладостью не и для ассоциировал. Третьего Рейха, и для Советской Даже что-то мой член приравнивать к фруктовому леду немного страшно, потому что я люблю кусать фруктовый лед. России, для любой вообще Может, какой-то другой человек тоже. коммунистической диктатуры. В области юриспруденции, например, это Да, сказал или нет, но, опять же, запрет оппозиционной партии это, это то, что вытекает из прошлого, то, что там довольно-таки упрощенное положение, там действительно нету очень большой политической сложности обычно в таких формировании. примат принципа коллективной ответственности. Это поискотинность. Ключевой Коллективная фактор для ответственность. определения уровня Но, опять же, знаете, упрощение. того, насколько человек виновен в том или ином преступлении, то к какой социальной или расовой, классовой группе он принадлежит. Тенденция использовать угнетенную народную массу в качестве локомотива социальных преобразований. Ну, кстати, ладно, я могу признать, что в Советском Союзе, скорее всего, да, всяких там казахов и прочих людей, которые были в чем-то в основном виновные, просто брали, отлавливали именно по такому биологическому признаку. Окей. Коньяк, рузик. Пожалуйста, споить майн. Ля. Хорошо, как повысить полиморфизм? В Полиморфизм. целом не проводить национальной политики, которая была бы направлена на ассимиляционную экспансию и ее поощрение. Фу, Бомдом, у тебя что, в пятерочке узкий проход проводится через какой-то спиртовой отдел для взросленьких? Или ты реально заходишь туда поглазеть на то, что ты не можешь купить? И также отказаться от каких-то этнических геноцидов и так далее. Да ну нахуй. То есть основная часть любого этноса, она все Аря. равно будет искать себе половых партнеров, прежде всего среди своей этнической группы. Хорошо, а как мы определим место человека в общественной иерархии? Иерархия последний должна год определяться нет. при помощи тех критериев, которые уже выработаны каждой из общественных корпораций на протяжении долгого времени их существования. И поэтому у нас Да, есть такая часть. Тем более, можно посмотреть ситуацию с Советским Союзом, который вторгся где-то на юг, в середину Азии. И они пытались там изменить культуру, как бы обратить все это в более советский вид, то, что там чуваки брали. И, о ужас, у них женщины не работали на заводах, они рожали детей, их там воспитывали. Носили вот эти элементы одежды, которые скрывают женскую прелесть от всех остальных на улице. Ислам там исповедовали и прочее. И даже после того, как Советский Союз развалился, они не перестали исповедовать ислам и практиковать свои традиции в большинстве своем. После моего прихода узкие. Да. есть такое понятие Как проход в анусе твоей мамаши.
потому что я использовал хорошую смазку, которая не позволила ей перманентно уничтожить свое отверстие моим гигантским членом. Как образование в обществе. Ну вот, да, Так я и знал, Бумдом, коррупция, она но парализует. плати, тупая скотина. этот механизм. Почему? Потому что качество специалистов резко падает. Зачем я буду распинываться перед таким чуваком, как ты, об очевидных вещах? Может, тебе еще биологию объяснить 5 То класса? есть, если вы получили диплом за конверт, то в итоге все рассыпется. То если вам понравился тот Есть контент, такое. который был сегодня, Фак, подпишитесь какое на канал криповое Ежи лицо, Сармат как канал Official вида. Support Channel и на группу Ежи Сармат ВКонтакте и Даже на хочу канал скрыть на его. Твиче. Я не выдерживаю взгляда. Все, я умолкаю. Это вырезка из стрима, насколько понимаю, да, стрим. Железные булки, меня не зарофли. Да, конечно, чувак. Я тебя уже вынудил на то, что ты защищаешь. Ты такой говоришь, мою задницу нельзя раздвинуть, чтобы меня ахнуть. Но я все равно поставлю свои булки, я тебя атаковать не буду. Но, и как вы знаете, ребят, вечная защита — это не особо хорошая тактика. А если ты пытаешься атаковать и обсираешься еще на этом, то из защиты у тебя дико падает. А атаки не особо следует. Так. Ответы Mail.ru, нейросеть твоего деда 2. Блин, мне вспоминается ответы Mail.ru, где... Там чуваки просто абсолютную срань говорили. Там что-то наподобие: о, знаешь, у меня бабка... Ты хочешь вырастить мох дома? Ну, знаешь, они грибы же, да? Короче, их сахаром сыпь и водой. А есть что? Мос моху — это растение. Я, кстати, недавно понял, что это растение. Я искал отличия плесени и моха, и оно оказалось даже очевидным. Война. Так, Гой, да. Ты Гой? Да. Я принимаю варианты наук, а тебя тоже молния. Ты можешь просто какой-то дефолтный пока что вариант оставить, типа, чтобы какие-то чуваки не ворвались и не заказали Devil May Cry 4. Достижение мудирования на древнерусском. На повторный ролл лука. А в чем смысл? Ладно. Повторный ролл. То есть, чтобы мы час сидели еще, все это так смотрели, мозг у тебя тоже. А есть вариантик. Вы этого не видели. Всем привет, простите за видео. У меня в комнате ужасно низкая влажность, Отвал. мой нос забит, и я не знаю, как этот день может стать еще лучше. Ответы Mail.ru. Всегда во всем прав. Но смотри, это должно по деньгам окупаться. Если ты мне какую-то символическую сумму задонатишь, что я по стоимости ее, да, какое-то время проговорю то, что Бандом всегда во всем прав. Задумывались как источник народной мудрости на все случаи жизни. Что могло пойти не так? Ничего, все сработало Но как сейчас надо. я это Просто осуждаю. какой народ, такая и мудрость. В итоге получилась сырая, нефильтрованная нейросеть, собранная вручную миллионами людей, у которой даже можно спросить ответ на главный вопрос Что, жизни. попав что девочку, а я это физически не смогу показать. Ну и ты понимаешь, что это дорого будет стоить, во-вторых. Но первый фактор, он полностью отменяет этот варик. Типа, у меня мобильный интернет нет, чтобы вот тут И показать. вообще, и получить как новые вопросы, гармонично развивающие тему. И что я должен вынести из того, что моя сестра стала дрянью? Так и правильный ответ 42, который все проигнорируют. Но лучшим ответом все равно. Данный видос, Но выберут Моня. откровение деда. Первое мое переживание пришло в возрасте 8 лет. Во сне я находился в пионерском лагере и очень скучал по дому. Награду за мои душевные страдания мне приснился сон, в котором я Уф. попал в рай. Проснувшись и находясь между сном и бодрствованием, я
Я обкончал все свои штаны. Совершал великое таинство. Я Да? чувствовал, что я вечен. Но это неправильный ответ. Таинство. Но чаще здесь спрашивают более приземленные бытовые вещи, но принцип с ответами не меняется. Предлагаю вам сегодня игру. Угадайте в комментариях, какие вопросы задал я, а какие являются народным достоянием. Мамка твоя. Моя фантазия против массового сознания. Так легко я еще никогда не проигрывал. Домашний абьюз — серьезная тема. Родители запрещают гулять после 20. И довольно часто она касается молодежи, которая Уф. живет не самостоятельно. Но порой они выбирают слишком После 20. радикальные А. меры. Как отнять их Не после лета, а после просто вечера. Ну, из-за как хочешь, Мосс. родительские Давай, права? свой смелый вариант. 14, могу синяк поставить. Но тем не менее, где, как не на 14. ответах mail.ru, люди могут найти поддержку. Ну ты и олень. Кто-то подкинет дельный совет. Надо их споить или спрячь в их одежде наркоту, вызови милицию, типа Ура. нашел. Там даже встречаются опытные юристы. Подай жалобу в суд по правам человека. Там всегда Ура. будут люди, которые тебя Знаете, как на уроках обществознания нам говорили то, что вот, знаете, есть городской суд, есть областной суд, есть какой-то центральный суд у нас в России, а есть вроде бы межнациональный суд. И как бы если у тебя в первом жалобу не одобрили, то можно вверх не пойти, выше, 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 выше. Мне 15 могу убить. Да, арбитраж суд найдет, называется, скажет да-да. тебе, ты справишься, ты молодец, ты придурок, запомни раз и навсегда. Спасибо, я всегда буду Да, ты должен сжечь свой компьютер сейчас же. помнить. Проблема жилья сейчас стоит довольно остро. Цены как никогда У меня тоже высокие, стоит и очень некоторых остро. людей это толкает на довольно серьезные вопросы. Здравствуйте, мы семья по 20 лет. Недавно поженились, ребеночку год. Думали в ипотеку студию 11,5 квадратиков брать на 30 лет. Работаю только я, получаю 25, плюс премия Чири. А где они до этого живут? Жили? Раз в полгода. Или они как бы на У улице? меня вопрос. Как выписать родителей из другой квартиры через А. суд, если они не хотят? Не, ну вывод в принципе понятен. Как Папич. Как бы посчитав все за и Ему нужно было задонать Папичу против, 300 квартиру рублей. такую покупать не хочется. Ну вот, вывод. Нам больше нужно, а у них дача есть. Никак. Мудрецы, что с них взять? Они отвечают коротко. Анна хотела дать мудрое наставление, но по случайности подкинула неплохой совет. Родители не обязаны обеспечивать жильем совершеннолетних Ря. детей. Квартира чья? Родителей? Пинок под зад и живите как хотите. Ря. Родители пинком под зад, живем в их квартире как хотим. Спасибо, нормально. Следующий пользователь начал ответ со справедливых возмущений, но по ходу того, как он его писал, пришел к сомнениям. Вот этот ребеночек вырастет и вас выпишет в дом престарелых. И что значит из другой квартиры? Ура. Что, у вас две? Зачем тогда что-то покупать? И зачем выписывать, если ипотеку берете? Какой-то очень странный вопрос. Как это в жизни бывает, на сложный вопрос находится самый простой ответ. Вы больны? На троих студия. Должна быть двушка минимум. Я тоже порой удивляюсь, откуда в мире столько бездомных. Почему они просто не купят Это знаете, как у меня Lord Dark приходит на стрим и пишет, аля... Ну, блин, Дэн, ну, скоро компик купишь, да, все хорошо. Я такой, типа, дом? И у каждого человека должны быть свои опорные Да. точки для подхода к Кстати, насчет звука, ребят, и насчет микрофона и прочего. У меня скоро стоечка придет. И я смогу нормально позицию регулировать микро. То есть я смогу назад отодвигать, когда назад отодвигаюсь. И у меня звук не будет очень тихим. проблеме. Такие Чьи моменты. родители-то? И Чья я смогу на диване лежать, и у меня, скорее всего, будет слышно. квартира-то? Но хоть кто-то в ответах задумался о перспективе. Родители на панель. Во вы загнули. Женились, чем думали. Родители всегда пригодятся при вашем разводе, и от этого никто не застрахован. Понимаете, да, родители важны. Они как Воздушный сотка в зимней поцелуй. куртке пригодятся. Фак. Гуру со своими ответами, как всегда, в своем репертуаре. Гуру. А зачем? Строит из себя непонятно кого, блин. Итак, короткая рубрика «Юмор» на ответах Mail.ru. Одного человека зовут просто, а фамилия Леблан. Он француз. Просто Лебнан. Прикольно. Хотели бы так. Как ассоциации. Месье просто Леблан. В ответах Mail.ru очень дружная комьюнити, и каждый стремится поддержать шутку. Ну, мне кажется, у него есть жена с именем Яша, а фамилия Лава. И других. Есть еще одна. Но после женитьбы получилось я Так.
в реале и встать мог бы. В смысле, а ты, когда мы встретились, ты бы на земле лежал? Француженка арабского происхождения. Ее зовут Хажу Пержу. По-моему, типичная французская фамилия. Есть еще Дима ебан. Ну, не все шутки бывают удачные. А вот смотрю я на это все и думаю. Никогда ведь не поздно стать отшельником. Уйти в лес к природе и никогда не возвращаться в интернет. Ну, можно и не так. Они уже на Жизнь земле. все еще можно связать с Да. Чтобы понять, как расти мох в домашних условиях, нужно не только прочитать большое количество статей на эту тему и все распланировать, но еще научиться думать как мох. А чтобы думать как мох, нужно побыть в его среде обитания. Потому что этот мох, он красивый и вкусный. прекрасным, даже не отказываясь от интернета и заработка. Например, можно стать Хлопковой графическим земле. дизайнером с онлайн-школы. Соси. Просмотр часов 5:38. По ссылке в описании используйте промокод SIP, чтобы получить скидку 50. Мух стать слоном из мха. Да, понимаете, быть безработным, но при этом заставлять других людей находить работу на высоких должностях. 50%. Когда сталкиваются религия и история, это очень деликатная тема. А правда, что динозавры вымерли за наши грехи? Мне так сказала мама, она христианский археолог. И за какие, например, грехи тогда? Педро, за свои грехи ты вымрешь сам, если немедленно спать не ляжешь. Сразу видно, какое-то криминальное археологическое сообщество Криминальное очень чтиво. не хочет, чтобы кто-то касался этой темы. Пытаются нам доказать свою эволюцию, а сами, небось, с каждого откопанного динозавра снимают крестики и прячут их от нас. Уф. Несмотря на любые аргументы, Ряка коррупция церковная. скептики будут всегда. Неправда. Почему? Вы А да, археолог? а счетчик Я динозавр. 30 минут. Все, отчет идет. Якутич. К старой жизни Её возврата понесло. нет. Жизнь идет вперед, она как ветер, что проносится над полями, как лес, который растет, чтобы умереть, а из смерти снова рождается жизнь. Если бы это было не так, жизнь уподобилась бы стоячей воде. Знаете, некоторым вот лишь бы ляпнуть что-то, а? Вот по существу не хотим отвечать вообще. Но на помощь Но это ответ фарбойчика был. Представляете чувака, который вроде меланхоличный такой и не выглядит слишком решимым, но ему просто нужно подойти в область действия своего станда. Он просто такой кабидон к стенке, какой-то тяночки, и начинает свою пусибойскую троллечь насчет сущности бытия. И потом эта девушка приходит в сознание только уже тогда, когда у нее на матке нарисованы интересные вещи. Ну, точнее, на поверхности живота, в области матки. И у нее обручальное колечко, и она в постели с этим парнем. к таким сложным вопросам всегда придет мудрость поколений. Я не верю в сказки о динозаврах. Это была сверхраса Реально. до людей. Они вам Сверхраса. что-то хорошее оставили после себя. Не, ну извините, конечно. Нефть, на котором весь мир едет. А вы что, какашки свои? Отвечает духовная сторона вопроса. Грех присущ только людям, потому что только люди нарушают законы Бога, законы природы. Животные никогда не нарушают законов природы. Умирают все, но животные после смерти. Блин, ну законы Бога приравнял к закону природы. Аря. А в исламе не так. В исламе и травка молится Аллаху. Получают новое рождение. Но для справедливости у чувака аватарка цветка и ник Flower 8. В более высокой форме жизни. За Роман счет сказал. палатки. В ответ пришел человечек, А. который раскидал нам за правду. Не за наши, а допотопных людей. Это их поведение привело к необходимости уничтожить среду, где могли жить люди, так как они все нравственно разложились. Кроме Ноя, конечно. Короче, как я понял, динозавры нравственно разложились, устраивали там, видимо, Мне кажется, там скоро будет объяснение лора игры Ark Survival беспорядочные вот World. эти вот наркотики там продавали, матом Хотя к таким тематикам проходили высоким фундаментальным ругались очень сильно. И в лор-лиге. И, короче, за это утопили Ладно. их. Смешно. Каждый вымирает потому, что он кому-то просто становится ненужным. А, вот. А если мне нужен труп бабки для того, чтобы получить от нее квартиру?
Ну, то есть по причине ее смерти. Ее нужен, по идее, ее труп. Да, неважно, на руках или где-то еще, ну просто труп. Получается ли так, что человек умер, но при этом он нужен? Тогда не, чувак обосрался. Дело получается. Мгм. Я Стань этой бабкой. Я бы тоже После выпилился на потопа его климат месте. изменился, и динозавры не смогли выжить, так что частично она права. Вот это хороший ответ. Во всем нужен компромисс. Вот эти два воюющих друг с другом сообщества, да, Первомаз. с дарвинистических вот этих времен. А давайте, ну, были динозавры, но и потоп был, и как бы вот он их утопил. И все стороны Да, Блэкджек and all the Hooters. останутся довольны. Когда вопрос касается нашего организма, Один только. это всегда серьезно. Это норма для моего Ну, диамонт. органа. В 13 лет 8 см и 7 мм это норм. Ну, Нет клитор. насчет ого-го не скажу, но 8 сантиметров это широковато. Простите, пожалуйста. Бро без обид, но очень мелкий. Без обид здесь работает как этакий дисклеймер для видео, который снимает сразу с человека все грехи. И как бы если на дисклеймере написано, что ролик бро. данный Я проклинаю твою мамку, все остальные поколения. В кавычках без обид. может оскорбить определенную группу лиц. Окей, бро. Например, на протяжении 30 минут Пошкурни говорят девушки. про то, какая ваша мама толстая, то бро безобидно, она реально толстая. Также я задал вопрос лично. Ну, кстати, если вы не знали, то у девушек эта часть, она довольно-таки длинная. И она идет изнутри, прям из самого корня, из самого далека. Поэтому, да, у них реально там по 20 сантиметров, но они наружу редко вылезают. И потому что они довольно-таки глубоко внутри. А сколько? 10 Личного характера. примерно. Подписаны ли вы на канал? Проверьте, пожалуйста. Если нет, подпишитесь и нажмите на колокольчик. И ответов на этот вопрос, к сожалению, не нашлось. Никто не Надеюсь, вы спрашивал. сможете ответить на него. Купил курс «Как выучить английский за 2 дня за 1500 рублей». Скачал, а он на Ура. английском. Что делать? Переводчики не предлагают. В чем тогда смысл обучения? Конечно, первым делом в ответе на серьезный вопрос находятся клоуны. Учи английский, чтобы учить английский. Чертила. Никнейм очень соответствует. Отложи Нажми до на мои лучших колокольчики. времен. Не боись, не пропадет. Когда-нибудь настанут лучшие времена. Через 15 лет ты выучишь английский на Не, и этот чувак купил временный доступ на месяц. один Проходит и месяц. сможешь вернуться. И уж тогда-то точно осилишь этот курс за 2 дня. Хотя нет, там же за 2 дня. Поэтому не, он просто потужит, как Илья Муромец на печи. И да, в последний дедлайн Звоните в ложится. полицию. Так, говорите, вам продали курс английского на английском. И что? Хотите найти преступника? Петров Пусть Михайлович, дикут. у нас криминал. Слушай, у нас до сих пор пятерное убийство бензопилой висит. Фак, а же он это развивает. Этих по горячим следам возьмем. Вспомните, как вы нам дали 23 премию за минуты папку, осталось. ворующую хлеб. Надо серьезные преступления раскрывать. Никак. Язык это не выучить. Порой я задумываюсь, для чего некоторые люди тратят воздух на нашей планете. Вот все верно, человек говорит. Язык не учит. Это то, что впитывается с молоком матери. То, что создает твой образ мышления и восприятия мира. Ну, выучить это звучит как зазубрить. На родном языке говорит не только мозг. Знаете, как те самые чуваки, которые хотят именно выучить рисование. Типа Но и сердце. Когда нерациональную мастерья взять и рационализировать по максимуму. ты, тварь, растрачиваешь его на то, чтобы быть бесполезной, занудной задницей в интернете, это неправильно. Yes. Снова признаюсь, чтобы, так сказать, все взятки с меня были гладкие.
Следующий пользователь не я. И более того, зная, сколько этих жирных троллей на ответах Mail.ru последние года сидят, Прямо И- как ты, не чувак. то, что я задаю серьезные вопросы, социальные, я бы сказал. Чтобы не зачитать вопросы какого-то тролля, я посмотрел аккаунт. Это аккаунт обычного паренька. Смотрите, посоветуйте фильмы про гонки, «Форсаж» не считается, «Машину времени» и «Про повторяющийся день». Кому снился такой сон? Как понять, что ты нравишься девушке? Коротко и ясно. Какой можно посмотреть фильм? Помогите! Заклинило пневматический пистолет Дейзи 5501. Почему мы во Дейзи, кстати, переводится как ромашка. с ней никогда не... Что такое? Это как наручники, нежность. Сон. Но это не значит, что там не было места неожиданности. Мне нравится моя племянница, ей 12, а мне 14. Знаете, А в каком смысле нравится? В контексте познание мира, Бундома? чего только не может произойти. Это же всего лишь интерес вот этот, детский. Здравствуйте. Дело в том, что мне нравится моя племянница. Мне 14, а ей 12. Я ей тоже нравлюсь. Возможно ли нам с ней развивать отношения? Уж очень она мне нравится. Понимаете, детство. Потом они сами над этим будут смеяться. Типа, ой, а мы там за ручки держались. А мы там детей завели. Если хочется, можно. Но только отношения, а не интим. А если разница в возрасте 2 года и племянница дальняя родственница? Он просто не знает значения слова. А что за футаж сзади? Племянница дальняя родственница. Это плесень растущая? Подводные Он просто воды? не знает значения слова. Что интим? Я сам в детстве не знал, что это такое. Без разницы. Родство роли не играет. Превыше всего же. Для меня раньше в детстве слово интим значило пункт в меню сим-карты. Типа, знаете, когда вы запускаете телефон или на кнопочном телефоне переходите в определенный пункт, который посвящен настройке сим-карт, там открывается меню, в котором можно выбрать платные функции, типа ежедневных анекдотов, каких-то там анонсов, новостей, и там категория была типа интим 18+. Желание. Интим только после исполнения 16 лет девушки. Можно и раньше, если тихо. Слушай, ты, может, заткнешься со своими ответами? Светов. Да он не понимает это все 100%. Я знаю, я Светов. имею в виду кровосмешение. Черепа убийства. Будет, если с племянницей заводить там детей в будущем и т.д. Ну, получится как у евреев. Я почему-то не хочу это распаковывать, хотя там ничего такого нету, но с генами. Ну, чем тебе кровосмешение не нравится? На потомстве это не отразится, боятся. Да, а потом 70% смерть при рождении. Ну, у вышеупомянутых людей, про то говорю. Нечего. А скажите это этому парню. Пишут в Википедии, что кровосмешение отразится на здоровье детей, у них будут отклонения. Правда ли это? Но, к счастью, ответа на свой вопрос он не получил, и тема, видимо, замялась. В будущем, надеюсь, он не будет задавать А он решил эту ситуацию методом подбора. Я бы даже больше сказал, методом тыка. такие вопросы. Правда, что если зачать ребенка с племянницей, то ребенок будет с отклонениями? У нас разница 2 года в возрасте с племянницей. А парнишка-то пробивной далеко пойдет, не обязательно. А знаешь, что еще не обязательно? Отвечать на такие вопросы не обязательно. Желательно даже не обязательно. Нет, если у вас... Блин, работает каждому бы звонить двое. какой-то с На ведущем. У него 1 миллион подписчиков. Fuck you. бабушкой начинаете. С бабушкой. Ой. Что больше присунуть некому, извращенец? Тигр наказал. Я почему-то слово тигр и лев путаю. Именно не твари, а... Я хочу сказать слово тигр, но у меня получается слово лев. Ответа было достаточно, и слава богу, мы на этом закончим. Срочный вопрос о кровосмешении. Будет ли Тиф. кровосмешение, если заниматься этим с дальней племянницей, которая младше тебя на 2 года? Нет, Дальней не будет, но племянницей. срок светит, ей же всего 12. Это чисто теоретически. Ну, я могу сам ответить, конечно. А, пожалуй, так и сделаю. Будет кровосмешение, но оно не прям, чтобы такое сильно было, как с сестрой там или с братом.
Там как бы все же чутка другая кровь будет. Но это все равно будет кровосмешение уровня деревни. То есть, когда чуваки живут веками в одной деревне, они уже друг друга переахали. И там все же заболевания есть. Как бы такие наследственные. Это очень хорошо на евреев видно, опять же, потому что они в закрытых общинах долгое время были, и у них по религии было разрешение только с представителями своей религии. Разрешение на продолжение своего рода. И сейчас, конечно, ситуация лучше становится, потому что очень много людей... Там, походу, как-то открыли и границы, да, культуральные, и сейчас можно очень много помесей увидеть. Которые разбавили генетический код, и уже таких страшных проблем, которые не было раньше, не так уж и много сейчас. Вопрос. Мне нужно было просто узнать, есть ли кровосмешение, то есть с дальней родственницей. Лучшая В цензура. Википедиях, если пишут, что дети рождаются с отклонениями, это правда или миф? Нет, не верь. В Википедии говорят, что фашисты и нацисты правые. Это так, если нет, они могут быть, мол, типа, знаешь, там, опять же, это генетическая рулетка, игра в шансы. То есть большой процент то, что действительно... Знаешь, с чего еще процент вырастает? Процент того, что, к примеру, определен ген, который относится к какому-нибудь шедевральному умению рисовать. Или к хорошей устойчивостью к ВИЧ-заболеваниям и подобным вещам. Он передастся с большим шансом. Но в основном гораздо больше шанс имеют именно какие-то наследственные заболевания, насколько я знаю. Какие-то вещи, которые действительно будут очень-очень и очень плохие для человека. Поэтому там не особо есть какой-либо баланс, что как в играх серии Fallout ты берешь что-то, что тебе одновременно и пользу дает, и недостатки. Там чутка более несправедливо. Поэтому, нет, кровосмешение это не совсем выгодно. И оно зачастую вынуждено тем, что людей в окружении у человека не так уж и много. Это в каких-то там деревнях или... Ну да, в каких-нибудь даже больших деревнях встречается. Но не более того, в основном. Просто теорию, типа, ну как И там вот в школе, общинах, да, задают выучить теорию. племенях. Вот он, видимо, тоже хочет Племенах, я имею в виду. Зачем? И представьте, это вот такой момент, когда на ответах Mail.ru тебя уже помнят. Вчера же ответили, что риск кровосмешения только среди ближайших родственников. Ты Он каждый день пишет это. родная сестра. Чем дальше, тем риска меньше. В конце концов, мы все на земле родственники. Нашелся человек, который стер эти Лаликонщик. моральные границы, навязанные обществом. Вы, кстати, не узнали? Это тот же самый человек, который победил расизм вчера. И эту тему подытожил Сатурн Плутону. Занимайся с тетей, все будет хорошо. Осуждаю. Я хотел вам сказать, что я нашел интересную футболку в моем шкафу. Это Это твоя тетя. Так. мерч оказался мой. И я даже нашел ссылку на шпионская униформа. Это все, что нужно. Это шпионская, так что пытаются заложить Да, то, что сами форма считают Кукича. правильным, но иногда Я прям представляю, как он в этой форме просто прячется за очень большим стендом с растениями, там всякими горошками, пока его жену ахают. это выходит с побочными эффектами. Обижаю Да, мужчин, Бичик при бы попытке одобрил. Знакомиться, помогите. С 7 лет я хожу в спортзал, отягаю железо. Папа повлиял. Трехкратный мистер Олимпия города Череповец. Надежда И походу Сосина. растеряла природную нежность и женственность. Каждый, кто хочет познакомиться, думает, что надо быть мачо, а таким я машинально даю по лицу, и они больше не пытаются. Хотя я был и не против. Подскажите, пожалуйста, хорошие спортзалы в Череповце. А, ну вообще, как стать понежнее или там пыл умерить? Ради неженок качалку не брошу. Чтобы стать понежнее, надо быть достаточно добрый, но не такой, чтобы тобой пользовались. Следи за собой, и все мужики твои. А конкретики можно? Перестать тягать железо, начать вышивать. Вот это, кстати, Ура. один из немногих дельных советов. Смотрите, вот экземплярчик. Сама вязала и в процессе Мне такое ощущение, как будто ей 13 лет.
вязания потеряла более 50 Девственность. килограмм мышц. Собственно, доброта и нежность. Реально хороший совет. Всё, спасибо. Реально дельный совет. Но ей А. этот ответ не понравился. Можете пальцы сшить, чтобы фигню не писал. Далее я узнал очень важную информацию, а лучше всего она распространяется в ответах Mail.ru. Внимание! Космическая угроза! Предупреждение! Пожалуйста, скажите вашей семье и друзьям, что сегодня в 0:30 до 3:30 на нашей планете будет очень высокая радиация, чтобы все выключили телефон, сотовый, планшет и т.д. И Ура. положить дальше от тела. Космические лучи будут проходить близко к Земле. Проверьте на Аутизма. сайте Google, NASA, BBC News, что вы не Б- казах, только Биг им Бэк Хак. радиация не угрожает. Отправьте это сообщение всем людям, которые для вас очень дороги. А вы думаете, что от мобила до планшета радиация значительная? То, что вы пишете брехня, а если не брехня, то ваш рецепт нисколько не помог бы. Ну да ладно, реальные знатоки меня все-таки подловили. Глупость пишешь, Вот это я понимаю расовая теория с казахами, которые невосприимчивы к радиации космической. А, радиация будет в норме. 10-12 микрорентген в час. Вот вы перед сном чистите зубы, да? Ну, иногда хоть. А Елена Михайловна вместо этого залезает на крышу своего дома и дозиметром на палке замеряет радиацию. Не все герои носят плащи. Но, к счастью, хоть кто-то отнесся к этому серьезно. Ок, сообщу всем. Это правда? Я она, я думаю, просто имеет вот этот радиометр, или как он называется. Блин, я бы, кстати, название все же бы узнал. Иногда раз в неделю. На балконе, знаете, или за окном, как некоторые градусники вешают. Не целуйтесь со мной. Она за место радио включает вот этот сканер радиационного фона и под его трески засыпает. Если нужно более такой энергичный бит, она просто берет урановую посуду своей прапрабабки и ложит в него свой измеритель. герои носят плащи. Ну, к Именно она впервые открыла брейкор. счастью, хоть кто-то отнесся к этому серьезно. Ок, сообщу всем. Это правда? Я в России. Российская часть планеты больше всего будет подвержена воздействию. Но не будем скрывать, страна-то большая, часть планеты целую занимает. Понятно, я бы никогда не сказал там, ну, Ватиканская часть планеты. Ну что это, детский сад. Какие регионы? Ростовская область, Краснодарский край? Да, вся европейская и южная часть Уф. России, а также восток. А время московское? Хоть один, правильный вопрос. Конечно, да. Я знаю, вас это расстроит, но на некоторые вопросы ответ никогда не будет найден. Как называется музыка в начале, как играет бы на цимбалах, а затем рэп английский? Если кто-то знает Цимбалах. хоть какой-то намек. Блин, это цимбалами называется? Цимбал это такой вид музыкальных звуков, когда там по кровному колокольчику заглушенному бьет. Такой около фонк, но ИРЛ. Трудно писать. Я постоянно произносил цимбал, ну потому что я видел это как символ. Символ. Не как символ, а символ. И я это по приколу произносил как камболс. Такой, да. Есть на правильный ответ. Я вас прошу, я вас умоляю. Напишите Который его такой тык, допустим. в комментариях. Но это не значит, что вы На должны задавать заглушенных вопросы только колокольчиках насущные. Всегда коровьих. можно порассуждать. Как Ну, вас как на колокола, которые прям такие прямые. Как тук-тук-тук-тук-тук-тук. воспитывали глухой детей звук. в древней Спарте? Сарта — это будущее России? Какой же лучший ответ? Сарта. Ссылка на Википедию. Спасибо, гадина. Воспитывали защищать родину и президента. Чувака в Яндексе и Гугле забанили за особые вопросы насчет кровосмешения. Молодцы! Я тоже горжусь этой частью нашей русской истории. Спартанцы, вспомните, стоят на битве Фермопильской. У них стоит. 300 человек и скандируют перед своей смертью за Россию, Гойда, за Владимира Владимировича, Гойда, за родину и президента. Зет. Жалко парней, жалко, молодые были. В принципе, там других и не было. Факу не пошутил про это, несмотря на то, что год назад. 21 года. Ну, типа 2 года назад, но YouTube как бы тоже, как создатели аниме и манги, очень уж сильно довольно-таки изменяют возраст наших акторов, чтобы не иметь никаких проблем особых.
До 30 мало кто доживал. К рассуждениям присоединился Павел. В Спарте мальчиков били палками и превращали в рабов, потом они вырастали настоящими мужчинами. Это, кстати, древняя алхимия. Гениальная анимация. Ух ты, дюд. Мне это напомнило рассказ о мужике. Вроде бы, да, это из древнегреческого лора. Была история, как один мужик один раз ходил по улице и нашел двух змей, ахающихся рядом с кустами. Он их забил палкой, и потом у него поменялся пол. И так происходило каждые 7 лет. То есть он по КД менял пол таким образом. И в какой-то раз у Зевса и, насколько помню, Афродиты затеялся спор, чей оргазм гораздо более больше удовольствия приносит. И этот чувак ответил, что у женщин, тем самым подкрепив позицию Зевса. За что Афродита взяла, у нее срака бомбанула, она вырвала чуваку глаза, а Зевс одарил его ясновидением. Зачем я такое запоминаю? В рабов, потом они вырастали. Погоди-ка. Павел. В Спарте мальчиков били палками и превращали в рабов, потом они вырастали настоящими мужчинами. Это, кстати, древняя алхимия. Вы знаете, вот любой металл можно превратить в золото. Алхимус. Здесь тоже. Попробуйте превратить. Это прям как теория Аристотеля насчет того, что вся Земля состоит из воды разной плотности, которую я еще защищал перед МОСом. Можно еще истории, ну, там есть навалом. Своего сына в раба, свою дочку в раба, Почитает, не знаю, как он сам. черепашку домашнюю, собаку, кошку. И все они, поверьте, все они вырастут настоящими У меня на мужчинами. голову не приходит пока Можно что будет из создать кондачка. огромную армию и от НАТО этих защититься. Ох, хорошо я придумал. Сейчас Россию ждет 2 лагеря. Элитное общество и тоталитаризация. Ну что тут Ура. сказать? Беру оба. Сейчас все заткнулись, пожалуйста, и послушайте вдохновенную речь Николая. Спарта не Заткнулись. сумела создать идеального образца воспитания детей. А вот в Советском Союзе такой образец воспитания был достигнут. Единая Агаку. политика, общественная система. А. Школа, октябренок, пионер, комсомолец. Б. ДСАФ, значок ГТО, Это прям как в GTA RP. военно-спортивные лагеря, игра Так. «Зорница». Даже девочки умели разбирать и собирать автомат Калашникова или бежать в противогазе. Мы потеряли лучшую в истории систему Да, детей воспитывать воспитания разучились. подрастающего поколения. Так вот она какая советская романтика. По ромашковому полю. Ну, кстати, насчет Спарты, насколько я слышал, она была не настолько грозная и великая, как они говорили. Они в основном были популистами. То есть о них просто очень много новостей, всяких историй в их время писались, и все тупо заочно обсирались. Они такие типа, блин, да, хорошо. А вот битв, в которых они действительно были зарегистрированы, почти не было. То есть они либо отступали куда-то, либо они реально не приходили по приколу. То есть даже когда их позвали, ну типа в качестве, да, в каком-то альянсе побыть, посражаться, они тупо как Толян закрывались и такие, нет, идите нафиг. Поэтому да, в основном их грозность была только молвой. Бежит девочка в противогазе, и автомат Калашникова развивается на ветру, в воздухе Опа. витает запах свинца, кругом враги, на нас скоро нападут, и, возможно, это последний день, когда мы живем. Теперь уж никто из девочек в противогазах не побегает. Кто-то не очень понимает систему ответа. В матке находятся патроны. И они как бы дозированно выдаются. Я отойду, пополню свои водные запасы, потому что у меня что-то горло першить начало. Кстати, насчет автоматов жиза. У нас на УБЖ было очень много таких свободных уроков, где нам из-за нефиг делать показывали, как надевать противогазы и пересобирать автоматы. Это такой душной срань было. Не, вроде бы давали автоматы, именно автомат, не противогаз, именно автоматы желающим. И мне дико пофиг было. Там чуваки на скорость соревновались, но я такой типа, блин, какая срань. Нафига его разбирать? Для меня это что-то из рода Жигулей и подобного. Когда чуваки 8 часов подряд из-за того, что сама машина говно, берут просто и разбирают ее, и иногда сами даже доламывают.
Типа есть нормальное оружие, да, которое тоже стоит там прочищать, там что-то где-то застряло, ты должен долбануть по особому месту. Да, какие-то механические движения совершить, которые ты в идеале должен механически выполнять, но не с нуля пересобирать, просто писец. Разбирать Сюрприз, первым сюрприз, делом. ублюдок. Да. Денчик вернулся. Пусть это руки грязные, масляные. Я даже об этом забыл, Моуни, понимаешь? Это еще плюсом. Да. Да. Там люди умирают, значит, я могу умереть. Ну да. Но не только на войне ты можешь умереть. Опять же. Парирование. О, фак. Я Дискорд нечаянно раскрыл, и меня все засосало. Во. Продолжим. Теперь уж никто из О девушек нет, минус звук. Ты Кукич. на нас скоро нападут, и, возможно, это последний день, когда мы живем. Теперь уж Вам бы никто только сказать, умереть можно везде, да. из девочек в противогазах не побегают. Кто-то не очень понимает систему ответов Mail.ru и на вопросы задает больше вопросов. Это не так работает. Вы пишете сам. А все, писец. Повторный ролл. А, да. 20 рублей. Ну, типа ок. Типа ок. Повторный ок. Кукич. 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 А. А это будущее России. Ты говорил 25, да? Ну, я релов делаю. Или что в этом все стоит? А что такое САРТа? Это новое государственное образование? Или методика Перезапускаю. воспитания детей? Или степень образования? Непонятно. А, А нервничать-то зачем? Нет. ну, или ты имеешь в виду перекрутить колесо?
Типа, а в чем смысл тогда? К гуманизму, смертную казнь отменили. Большой шаг, так сказать. Некоторым людям многого не надо, знаете. Смертную казнь отменили. Отменили и хорошо. Тема современных проблем нас преследует, и где, как не на ответах Mail.ru, мы можем получить честный, объективный Окей. ответ на них. А в какой туалет мне зайти? Я ассоциирую себя мужчиной, трансгендер. Но родилась девочка, Уф. не знаю, в какой туалет идти в школе, в мужской или женский, помогите. Ответы не заставили себя долго ждать. А почему женский-то? Учитывая физиологические особенности вашего организма, в женский. Ваши половые органы находятся внутри, а не снаружи. Знаешь, какая интересная патология. Внутри, а не снаружи. Психическое отклонение роли при выборе Бупс туалета изнутри. не играет. Совпадение, к слову, они также не играют роли при регистрации на ответах Mail.ru. Выглядишь как парень, иди в мужской, как девушка в женский. А что такое выглядишь как парень и девушка? Ну, Это они, кстати, максимально политкорректно отвечают, не то, что вот этот картонный интеллигент на сибирском. Fuck you. стандарты, навязанные society. Объясните, где проходит Да. эта черта выглядения мужчины или женщины? Женский в угол, желательно темный. В угол? Кстати, не такой уж и плохой. Кто? Ну, вот этот чувак, который на камере сейчас лицом В кривляет. темном углу. Я специально вниз пролистну, чтобы его название почитать. Действительно меньше. Сибирский его вероятность, что зовут. увидит. В долб***ский. РПО ударяет своим ответом как молотом по наковальне. В женский. Ты долб***ь. А что, РПО как он? молотом А он типа, ну, он обсирается для меня. Сибирская язва. по наковальне проходит со своим ответом даже по другим ответам. Кожаная Видимо, наковальня. встал не с той ноги сегодня. Я даже решил провести социальный эксперимент. Я задал два вопроса от двух разных людей об одной и той же ситуации. Посмотрим, на чью же сторону встанут люди. Докопались завес в автобусе. Сегодня ехал в маршрутке, Уф. занял 2 места. Я не наглый, просто крупный человек. Тут мужик с женой стали требовать подвинуться. А я не могу физически. Они стали оскорбления сыпать. И они начали тебя трамбовать. Как с такими в обществе Задница в щели начала проникать. жить? Сегодня жене в автобусе Кресло. стало дурно, и я попросил одного мужчину подвинуться, так как он занял с собой 2 места. Он говорил, что не может, и в итоге жене пришлось стоять. Как дальше с такими людьми жить? Начнем с первой точки зрения. Да просто возьмите 2 билета, если заняли 2 места. Меня же заставляли брать Уф. билет на ребенка 3 лет, когда я ехала с 2 сыновьями, одного держала на руках. А вы чем Да, лучше офигенно. 3-летнего ребенка? Ну я взрослее, налоги плачу. Погоди-ка. На ребенка 3 лет? Что? Одного держала на руках. А вы Ну чем не, получается то, что... Не, а почему не 3 билета? 3 же человека проходят. лучше 3-летнего ребенка? Ну я взрослее, налоги плачу. Ну типа по факту, если. А если бы она Ну, у этого чувака тоже есть как бы второй ребенок. Ну, по типу второго ребенка, только не ребенок. плеванула, часть его да тела. ты бы пулей из маршрутки вылетел. Да, Хотя не, 2 места занимает. Ну и ребенок тоже отдельно, это уже отдельное существо, как бы даже по закону. Поэтому тут все равно неразрешимая срань. Даже после ее аргумента. Должны платить вдвойне. Мгм. домой шматье стирать. В таком случае Потому что если ты беременная, значит у тебя были финансы для того, чтобы содержать ребенка и воспитывать его, а значит у тебя есть более-менее хорошее надо состояние. было сделать. Что она не Финансовое. сделала? В США толстые пассажиры Ариа. покупают 2 билета на самолет. А в России у нас к людям относятся лучше, чем у них. Эта позиция ясна. Перейдем ко второй стороне. Да нет у тебя жены. У тебя даже мужика нет. Немножко не по сути, но справедливо. Я был очень приятно удивлен, что некоторые люди проявляли искреннее беспокойство. А насколько дурно стало? Начала блевать на сидящих пассажиров? Слава богу, к счастью, до такого не дошло, но спасибо за беспокойство. Хорошо совпало, что Кусану и Нина Смирнова попали на оба вопроса, и это только интереснее. Вашей жене надо было блевануть прям на этого наглеца. Повторяю вопрос. Уф. А чё она так не сделала? Ну ты вообще. Может, ну еще и насать? посадил бы ее к нему на колени. И все были бы... Кукич. 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 Я обкончать. Но... это Нина Смирнова. Блин, если бы это был мужчина, его бы действительно можно было бы Кукичем назвать. довольные. Ты доволен, что избавился от своей жены? Да, посадил ее на промежность чужого чувака.
Именно на Она место? довольна, что избавилась Походу, да, от Молния, да, это хлюпика, логично. А полный мужчина доволен, что у него появилась новая женщина. Ну, вот всегда должен быть кто-то, Да. кто лезет вообще не по делу, со своими дурацкими тупыми историями. Я 8 лет назад везла в троллейбусе домой котенка моего Тимошу зимой в мороз по объявлению на Авито, забрала его к себе домой. Ну, так и Зашла произошло, Молния, в ситуации с этой беременной женщиной. Но там второй ребенок не А поместился, вот и троллейбус пришлось... села на заднее сиденье с Аря, краю, там платить. мужчина сидел очень толстый. Мы с котиком стали съезжать на пол. Мужчина встал и пересадил нас к окну, а сам на краешке притулился. Разные Уф. есть на свете люди, но хороших больше. Я в это верю. Ой, блин, она еще зануда такая. И- Как вы могли заметить, данная нейросеть работает исправно настолько, насколько возможно. Я думаю, мы все сегодня убедились, что есть еще надежда, что люди готовы приходить на помощь с ценными советами абсолютно бескорыстно. Прикиньте, живых людей этот чувак называет Сегодня моя нейросетью. работа закончена. Спасибо за просмотр. Хотя там Занимайтесь есть ранга прибыльным творчеством. в Mail.ru за хороший ответ и прочую такую халупень, которая буквально называется искусственный интеллект. Я раньше реально думал, что это типа не звание наподобие гуру, там, мудрец и так далее, а реально какой-то ИИ сидит и промпт выдал. С контентед веб-шпион уходит. Да, шпион. Кукич. Он шпион в подглядывании его жены, ахаемой чужим человеком. Мой ник Раш Манибу Гуру. Бывает. Гуро или гуру, Молния. Тут очень хорошая разница. Бразильский фонг. Так, что? Гуру, отлично. Просто гуру это то, что Когану нравится. Дота 2 сломает твою жизнь. Ломай меня полностью. Назад я неосознанно запустил эксперимент под названием «Что будет с человеком, который в сознательном возрасте начнет играть в Доту 2?» После 6 лет в Лоле Дота оказалась эксперимент. настоящим чудом, но Воля. вы не представляете, как сильно я Один смысл ошибался назад по поводу Мембринер. этой адской игры. И в этом видео я объясню, почему вам не стоит повторять мой опыт в мобах. Ну, понимаете, Дота сильнее засасывает, она более разумна, более конструктивна, чем Лига Легенд. Ну, потому что я сравниваю очень близко и очень муторно. Это просто настолько идеальное срань в плане наркотика, то, что от нее реально люди избавляются, бросают, там платят деньги за то, чтобы дропнуть. И как они руинят вашу жизнь. Но все по порядку. Поэтому не рекомендую. Это его жизнь показывает, да? Я всю свою жизнь играю в компьютерные игры и вряд ли перестану. Я не вижу в этом никакой проблемы. По роликам на моем канале очевидно, что я не геймер. воспринимаю компьютерные игры как что-то инфантильное и бесполезное. Более того, я считаю их одним из самых сложных видов искусства. Хорошая синглплеерная Да, искусство. игра даст вам столько же, сколько и Конечно. хорошо написанная книга, а может быть и больше. Он книг не читал. Трек, визуальный стиль, геймплейный эксперимент. Ну или он сравнивает какую-нибудь игруху с детской книжкой. Ну, посыл вы поняли. Но думаю, очевидно, что условный диск Elysium с более чем миллионом Ну, дискализм, да, это компромисс, маломальский. И его, кстати, я могу назвать более-менее искусством, несмотря на то, что, ну, по моему определению, оно не является таким. Ну, типа, смотри, в чем является искусство, в чем не искусство. Если искусство, оно должно отражать в основном позицию автора. В нем должны быть запечатлены эмоции какой-то персоны. Да. Какой-то смысл. Хотя не, искусство это не особо про прям очевидный смысл. Ну, показать переживание автора. А как ты можешь переживание автора показать, когда над одним тем же предметом работает 200 человек, и они не соединены особо. То есть там, конечно, есть, они перекидывают там файлы друг другу и так далее, там есть какой-то скрипт, в котором написано, что вот так более-менее надо сделать, но
это все равно не реализация гаммы именно так, как видит какой-то один человек. Как в каком-нибудь кино. Кино считается искусством именно потому, что там есть режиссеры, которые буквально почти все исполняют там. Они все корректируют, они там за каждым процессом глядят в основном во все очи. И поэтому любители фильмов действительно берут и сортируют разные картины, вне зависимости от того, что это за тайтл, просто потому, что там определенный режиссер работал. Вот это именно то самое звено, которое управляет всем и контролирует все. А вот в игровой студиях так не происходит обычно. Очень разными не влияет молния. Вот инди-игры, какие-то маленькие компании сделанные, где, опять же, где процессом довольно-таки хорошо руководит один человек. Да, он свой посыл показывает, там какие-то эмоции просто из головы. Как он видит это, так он и указывает, портирует, как бы другим людям поясняет, что он хочет видеть. То тогда да, это искусство. Но более такие большие проекты, это, ну, как в тир сходить и считать это искусством. Можно считать отдельные элементы искусством, да. Вот в плане Disco Elysium там студия работала, но, насколько понимаю, она маленькая, во-первых. Вот да, понимаешь, молния, есть граница, когда гамма становится чисто бизнесом. Даже в фильмах есть такое, но гораздо меньше встречается, потому что, ну, это нетрадиционно, очень нетрадиционно. Есть студия, которая делает по 5 штук хорроров в год, и с очень маленьким бюджетом, и да, это фантастически большие сроки. Тем более, учитывая бюджет, опять же, как я сказал. Они все это делают обособленно. То есть они заказывают, они не генерируют арту у нейронки, да, получают какую-то ямаку, потом заказывают художников, чтобы они нарисовали постер с этой ямакой и каким-то рандом сгенерированным названием. И потом они тупо вокруг этого постера делают фильм. То есть они наоборот как бы все делают. И у них это довольно-таки хорошо окупается. Ну, типа, чуваки, которым нравится хоррор, они готовы даже какие-то проходники потреблять. Как бы это специфика жанра. В Disco Elysium там такая смешанная ситуация. То есть даже если эта компания какая-то делала, то она основывается на, насколько помню, романе. Ну, как романе? На книге одного эстонского писателя, который вроде называлась Elysium диско-детектив. Как так? Эстетика? В каком плане эстетика? Ну, типа, да. Эстетика — это довольно-таки интересный термин. Я даже хочу его загуглить, чтобы снова понять, что он значит. Ну, это да, что-то более высшее, прям такое вайбовое. Почувствуйте вибрации. Мозг в 20-ку никуда не вложил. Ага, сущность форм прекрасного художественного творчестве, природы, жизни, в искусстве, колосом форм общественного сознания. Ну смотри, эстетика именно у сольных проектов, которые регулированы одним человеком, сохраняется, и она довольно-таки сильно заметная. Но чем больше, чем дальше уходит это все от индюшности, когда гаммой занимается какая-то большая студия, и при этом там отделы не особо связаны, не особо кооперированы, там один чувак не регулирует этим всем, не слишком уж скрупулезно проверяет, и да, он может даже не знать, что в геймплее содержится. То есть он, к примеру, чисто говорит: о, смотрите, есть такая идея, давайте приступим. И все дальше без него проходит. То это уже вообще не эстетическая дичь. Но там может быть внутри эстетика, но она не от самой видеоигры будет идти, а от микроэлемента. То есть может быть эстетика определенной музыки, какого-нибудь арта внутри.
или какого-нибудь геймплея. Но опять же, не все игры. Игра уже в этом случае как холст, как здание музея, которое было тупо зданием под какой-нибудь колбасочный магазин до этого. Миллионам слов в диалогах не равен Доте 2. И это не отменяет факт того, что я все еще люблю мобы. Ну да, блин, Ну, там наверное, есть если лор. бы они мне не нравились, я бы на эту залупу столько времени не потратил. Но, так вот, почему люди вообще Сколько он играют потратил? в мобы? Казалось бы, в них ебанутый порог вхождения. Какое-то золото, какие-то крипы, предметы, башни, троны, и все так замудрено, что проще просто в этом всем не разбираться. Насчет магазина, он еще там вторую вкладку не показал на видеоряде, где просто итемов. Ну в этом и кроется их секрет. Которые Чем друг в больше друге нужно соединяются. понимать, тем интереснее в это играть, как только ты познаешь азы. Из-за этого мобы дают один из самых впечатляющих геймплейных экспириенсов. Ведь представьте, Есть такое. в них, как правило, более 150 персонажей, и если тебе стала интересна концепция этой игры, то простор для развития в ней огромнейший. И все это 150 это в твоей саной помойке, где почти половина героев вообще не пикается нигде. является главной изюминкой моб. И их нужно покупать еще плюсом. Соревновательностью. Согласитесь, мотивация играть гораздо больше, когда ты понимаешь, что соревнуешься с людьми, В гуманитарной сране, а в технической сране, где ты кто-то разбираешься. лучше, а кто-то хуже. И в итоге у нас получается сессионная игра, в которой огромное количество персонажей со своими Сессионная. уникальными механиками, обильный выбор предметов, и все это еще в соревновательном режиме. Ну и прикол еще в том, что там геймплей меняется в зависимости от позиции, то есть ты там можешь быть саппортом, ты можешь быть танком, можешь быть тем, кто вырывается, можешь быть хиллером, можешь быть каким-то аутистом-магом, который с каста всех убивает, но при этом сам тонкий, что писец. Там вариации геймплея очень большие, ультра большие. Потом Dota, да, большое количество людей затягивает. Режиме 5 на 5. Звучит Даже в Воле нету такого очень затягивающе, не правда прям ли? сильной И мобы вариативности, но она тоже там, да, В есть. идеальных ситуациях, где игроки всегда с холодной головой, это просто приятный досуг, который помогает вам развеяться. Но все же мы знаем, что в мобах так все просто не бывает. Но об этом чуть-чуть попозже, а пока вернемся к моей истории. Напоминаю, я играл в Лигу Легенд. Много помнить надо. О, Моня. Менять мнение, иметь другое понятие, но понимаешь, не особо. В гуманитарных науках действительно помнить нужно тоже много. Смотри, в точных науках ты можешь это все вычислить. В теории, как-то замерить. Тебе не нужно именно что к людям обращаться. Для меня главные характеристики именно технических гуманитарных наук заключаются в том, что гуманитарные именно они humanitarian, то есть человеческие. А гуманитарные они именно про человека и мир вокруг него. Есть стыки между техническим и гуманитарным, как какая-нибудь биология, там, медицина. Они и на том базированы. А есть, например, какая-нибудь там химия, которая более техническая. А есть там какая-нибудь психология, которая более гуманитарна. И да, вообще техническое такое мышление, такие науки, они более императивные. Я забыл, как это слово называется, заумное. Они более такие главенствующие. То есть, да, там действительно гораздо меньше тем для спора. И люди зачастую, которые приходят в гуманитарную специальность с технического, они очень сильно не понимают гуманитариев. Знаете, как те самые люди, которые пытаются хакнуть свой организм, которые такие типа, вот, я буду вот эти натропы принимать, вот, я там себе вколю ртуть в анус, и типа все, я целую жизнь буду бодрячком, все сосать, и никто не знает. Но, блин, так не работает просто гуманитарные науки. Гуманитарная наука проблема в том, что там большое количество вещей не изучено полностью. Нельзя точно сказать о чем-то. Там большая неопределенность. Есть, конечно, какие-то вещи, которые довольно-таки хорошо работают, и там, да, можно их рационализировать, но это не все.
И там именно то, всё довольно-таки хорошо лежит именно то, что было, что происходило. Если ты не оглядываешь на какое-нибудь прошлое, к примеру, да, где было много случаев, как какой-нибудь китайский император пил воду ртутную и там откинулся к фигам. Ты будешь это действительно применять потом и думаешь, что это реально работает. Там гораздо больше именно исторических опытов, каких-то случаев, которые кухичи ученые никак не описали, не рационализировали. Там, да, споры какие-то философские, которые веками продолжаются, вопросы эти фундаментально, какие-то там раскрываются, а считаются бессмысленными. Какие-то легко отвечаются. Конечно, ничего на ПК играть. Да. 6 лет, и даже представить не могу, сколько часов на нее потратил, но все-таки начинал свой путь лолера я совсем мальцом, а детям свойственно играть во всякую хуйню. Становясь взрослее, они постепенно дропают их объект обожания. Примерно так и было со мной. Я выиграл, ведь замечательно понимал ее проблемы, бесперспективность, да и впрочем, я изучил всех интересных мне персонажей и стало скучновато. Поэтому, когда у меня появилась подходящая компания, я решил попробовать вкатиться в доту. Я разочаровался в воле на 5-м часу. У меня получилось. Всё. На данный момент я знаю 90% скиллов персонажей, разбираюсь в мете и, в принципе, являюсь средним игроком в Доту 2. И таковым у меня получилось стать за 10 месяцев. Но какой ценой? Следующие кадры могут быть шокирующими, поэтому прошу меня простить. 1300 часов. А Вольни пока, кстати, вообще в проектах Riot Games не показывают, сколько ты часов наиграл. У них там же свой лаунчер. Сюда же можно приписать Да. За 10 месяцев 1500 часов на других аккаунтах, так что это число на других аккаунтах еще несколько сотен. И дабы вы понимали, насколько это огромное количество времени, я вам покажу небольшой расчет. В сутках 24 часа. Примерно 8 часов я трачу на сон. Значит, времени, когда я работоспособен, остается 16 часов. 16 умножаем на 30, умножаем... А на помыться, там, на покушать, или это чувак-разумист, который отсек все эти понятия? На 10 и получаем 4800. Это общее количество часов, которые я жил 10 месяцев. И теперь мы поделим почти треть времени. 1500 на 4800 и получаем вот это замечательное число, которое говорит, что я практически треть всего своего времени потратил на Доту 2. С учетом того, что в те же самые 4800 часов ходит поесть, попить, справить нужду, сходить в магазин и так далее. Проще. А сколько это в часах в среднем по дню было? Чувак пругу задавает. Подожди, треть. Треть из 16 часов. Подожди, то есть он почти 6 часов в день гамал. И у него, точнее, были выходные, и он догамывал это все. Говоря, это не ебическое количество времени, которое я потратил на какую-то дурацкую игру. Как так вышло? Первое время Dota 2 для... Беспечный чувак, как бы. Он и в шарагу, возможно, никакую не ходил. Хотя не, подожди. Не-не-не, он после шараги приходил с Ралгама в доту. Когда отдыхать? Я была глотком свежего воздуха после Лиги Легенд. Мне снова стало интересно играть в мобы, новые механики, новые персонажи и новое комьюнити. Учиться было увлекательно, а так как я играл в компании, то еще и угарно, но хорошее длится недолго. Как и во всех соревновательных играх, в Доте есть ранговые матчи. И именно они являются причиной того, почему люди так сильно просаживают время в ней. Во всех режимах, помимо ранкеда, люди настроены похуистично /положительно, ведь знают, что победа и поражение здесь сугубо символичны. У вас... Не, есть сингл драфт, то есть если ты там ливнул из игры несколько раз, если на тебя жалобы накатали очень много, тебя помещают в Хорни Джейл особый, где тебя заставляют отыграть выиграть именно 3 катки. Да, выиграть именно. В режиме, где абсолютно рандомно героев тебе кидают на выбор. То есть у тебя 4 героя на выбор.
ничего не убавится и не прибавится в любом из случаев, поэтому и эмоций здесь меньше. Ну, там Но именно изучать в доту ранкедах балдежно раскрываются становится. мобы игры. Именно в ранкедах ты ломаешь мышки, кричишь на тиммейтов и разочаровываешься в себе, потому что в случае поражения у тебя отнимут Я вообще так вне рейтинга делал. А в ритах я... Кстати, поэтому я дико поднимался. какие-то ебучие ММР, а в случае победы их дадут. И главное отличие от Лиги Легенд я встретил именно в ранкедах. Как вы знаете, в 2022 году в Доте 2 за победу в одиночной очереди вам дадут 30 ММР. Если же вы играете в группе, то дадут вам 20 ММР. В случае поражения у вас отнимут ровно столько же. В Лиге же Легенд, если вы не проебывали 20 игр подряд, обычно вам дают от 15 до 18 ЛП за победу. В случае Лигу поражения Points. снимает от 10 до 12 ЛП. То есть, смотрите, в Лиге Легенд, если вы выиграли игру, а затем ее проиграли, вы все равно оказались в небольшом плюсе. Если Или Козлов, ну, типа. Там, кстати, еще много вещей есть, которые довольно-таки упрощены. Там в основном именно момент делается на том, чтобы кликнуть где-то быстрее или там выбрать лучше. Я считаю гораздо более рандомный, потому что там довольно-таки много факторов, которые действительно могут под Казиныч попасть. М. А что я хотел еще сказать? Фак. Да, в Доте там гораздо более сильное планирование, ты там гораздо больше часов тратишь, несмотря на то, что даже на какой-то 40-й, там, 50-й минуте, когда вы все такие сильные, вас все равно могут атахать в секунды и, типа, сломать вас. Поэтому, да, там очень сильное же вы внимание выиграли, требуется. проиграли, а потом снова выиграли, то вы не отыграли прошлый проигрыш, а оказались на полторы В победы лиге там впереди. бывает В таком даже случае балансивнее. вы будете чувствовать себя, ну, относительно Но бывает. удовлетворенным. В Доте 2 в случае победы, а затем поражения, вы окажетесь в положении, Но в Доте на некоторые персонажи, даже если ты полный нулина, ты все равно можешь взять и реально задушнить чуваков. В лиге там в основном вы по деньгам, по опыту довольно-таки более уравнены. Но при этом персонажи, если какой-то персонаж все же пососал по деньгам, там, по опыту, он будет полнейшим чмом, которого ни в чем спрашивать не будут. Но при этом, да, подсосов именно потом, что опыта не хватило, золота там в лиге меньше, насколько в котором помню. будто бы эти две игры и не играли. Вы не Но сдвинулись неважно. с места, поэтому у вас возникает резонное желание отыграться. И в случае победы вы получите Да, ставлю свою мать. заветные плюс 30 ММР, но не более того. Да, того. Ебанулся, что ли? Поэтому велика вероятность того, что вы захотите получить результат ощутимее и сыграете еще одну, закрепляющую игру. Dota 2 буквально Кстати, я точно не могу быть уверен, потому что я рейтинг не открыл в лиге, когда я ее пробовал, но там вроде бы такая же система почти как в Хардстоуне, то есть ты вроде бы гамаешь, а потом идет сброс рейтинга всего там. А как не вайпы, по-особому это называется. Да, новый сезон начинается, и тебе приходится весь этот рейтинг. Не, конечно, если дико высокий рейтинг, то это тебе с бустом даться. И, возможно, в какие-то особых там участках сервака, но ты все равно с нуля там поднимаешься. А в Доте там на года. Поэтому такая призывает вас к система лудомании. Не зря сратая. же Папич, который кавычках. потратил больше 10 лет в Доте, параллельно в казиках заливается. Ведь мобы, а особенно Дота, крайне Не азартные особо игры. аргумент. В случае Винстрика у вас будет возникать почти. мысль: ну надо играть пока прет. В случае Луст Я просто, кстати, за то время, когда гамал в доту, я так много замечал людей, кстати, среди знакомых также, у которых тупо магическое мышление. Они такие: о, да, знаешь, вот мне не повезло сегодня. Вот у меня какие-то мудаки в команде. При этом сам чувак как пьяница играл, но он этого не замечал. Он такой: я все идеально делал. Это мне опять Габен подкрутил. Там дома в форточку залез, мамку ахнул и подобное. Трика в пизду. У меня максимально православное мышление было, и опять же, из-за этого у меня дико хорошо рейтинг шел. Но мне тупо дота разонравилось.
будет возникать мысль, ну надо играть пока прет. В случае лустрика, в пизду, Глаз играю, блядь, чешется. до победного, не Страшно. выходить же мне в плохом настроении. А в случае 50 на 50 я описал выше. И с учетом того, что по сравнению с лигой, в 50. которой катка длится в среднем Магическое мышление. 20-30 минут, в доте Мгм. же речь идет о 40-50 минутах. Именно поэтому Есть такое. время там проебывается с колоссальной скоростью. Игра Есть в Dota такое. 2 требует неебического самоконтроля, ведь играть и играть вам будет хотеться практически всегда. К мобам нужно относиться как к досугу, ведь в ином У него, кстати, трек какой-то от Тудур Cinema Club на заднем фоне гамает. И его не закопирайтили при этом, случае у да? вас появится самая настоящая зависимость. И как и любую зависимость, зависимость от моб сложно признать. Тем более, когда речь идет о какой-то ебаной игрушке. Вы можете оправдывать вашу зависимость чем угодно, но самое частое, что можно услышать, Зависимость именно в моем случае, именно в моей жизни проявляется, когда мне реально нефиг делать. То есть сейчас мне монтажики идут, у меня там стримы регулярные. Я там что-то думаю, у меня есть различные направления для собственных исследований. А вот когда у меня реально голова пустая, я такой сижу за ПК, и у меня внезапно это все уходит из головы. Ну или раньше как-то было, когда я даже не строил такую систему, у меня ничего такого не было. Мне реально хотелось гамать в такие адреналиновые срани по КДИ, всегда дрюкать каждый день. Зависимо самообучаться. Да. мол, игра в мобы это ваше хобби. Но Так я вот, именно хобби это про то, чем вы занимаетесь кринжовые в свободное зависимости. Про хобби, да. Ой, фу, не про хобби. Хобби это та вещь, в которую ты тратишь время, и ты вроде бы кайфуешь от этого. У тебя нету какого-то фантомного представления, что ты как будто ошибаешься. Ну, я долгое время в доту играл как в хобби, а потом такой, блин, что-то... Ну, я даже не знаю, что делать. Мне вроде там рейтинг поднять надо, там с друганами встречусь в дотке. Уже подобное что-то было, а потом такой понял, ну, блин, ну и срань, дропаю. время, не жертвуя вашими приоритетными делами. И Уф. самое главное, то, от чего вы получаете сугубо удовольствие. Конечно, вы Не мои можете игры, брать не для меня. Привет, Заварду. Приятно тебя видеть сегодня. Это хорошо. И сейчас тоже не для меня. Мне, конечно, если закажут там или... Да, как-то взбредет, я зайду туда и чисто на механике могу довольно-таки сильный скилл показать, я думаю. Но, да, тоже не для меня. А в киберспорте я разочаровался. А вы мои ребята, понимаете? У вас тоже нету особой тяги на какие-то там сессионки. мне и говорить, У меня в последнее время дико тянули рогалики. В последнее время имеется в виду так год, полтора, чутка даже больше. А сейчас меня даже на них что-то не особо тянет. И понимаете, у меня сегодня аукцион именно посвящен был тому, что вот, ребят, вы хотите, чтобы я вас что-то погамал или нет? Ну, видимо, никто не хочет, поэтому... Да, ребята, мы превращаемся в джаз-чатник чувака. Только если, да, конечно, у меня что-то мораль не поменяется. Одиночество аж мультиплеерное. что играете в доту или в лол, ведь они приносят вам только радость, но не врите хотя бы себе. Знаете, Дота одиночная игра также может быть, потому что там есть игры с ботами. Но, знаете, там нету системы, чтобы поощрять синглплей. Ну и боты там не прям чтобы умные. Там, кстати, можно скачать кастомные скрипты для ботов, и они бывают удивляют. Ну, по своей памяти помню. Но там можно свои цели придумать, как, знаете, у детей, которые там на Майнкрафте выросли, там в творческом режиме всякий сюжет придумывали. Та же, о, да. За этого чувака и снайпить этого. Совместно с тильтом и Да. выгоранием. Это практически неизбежно в игре, где результат зависит Но не всё равно только осуждаю. от тебя, но и совсем незнакомых тебе людей. Вот ярчайший пример того, как Dota 2 приносит так называемое удовольствие. В этой игре я с моим другом Вованом стоим EasyLine, пиком Omnic Knight и Baratroom. Довольно специфично, но результаты мы показали хорошие. Вплоть до 50-й минуты у Вована был топовый нетворс. 20 тысяч на творса. Результаты мы показали хорошие. Вплоть до Подожди-ка, в какой он команде? Блин, они с проглотом сосут, очень сильным. 50-й минуты.
То есть, как бы у вражеской команде на Networth это типа стоимость. То есть 20 тысяч золота это... На эти деньги можно одного героя очень дорого собрать. То есть буквально под конец игры. Только да, эти деньги у всей команды вражеской. Как бы средняя стоимость тут подсчитана всех предметов там и баланса у одной команды и другой. И другая команда выигрывает на 19 тысяч. Это просто писец. У Вована был топовый нетворс на Да, мапе и, конечно, топовый. самый большой урон О. у нас в команде. Так что Ну тут Вован в соло тащил. Он даже вражескую команду всех индивидуумов отфигачил. Нужно больше золота. Ну и опыт тоже там нужен. тут Есть даже... Были специальные ролики у одного канала, где сравнивали чуваков, у которых просто максимальный уровень, и у чувака, у которого просто максимальное количество предметов, но он на первом уровне. не к чему. Конечно, у нас были проблемы в виде Даунбрейкера, которая решила собрать Black King Bar против Зевса. У лишь тебя на не 45 только эти минуте. проблемы были. Золото команды, ну, как бы в общем. Понятно, что золото у каждого героя свое, но тут оно суммируется. Ты не можешь какому-то тиммейту, конечно, купить шмотки, за исключением некоторых вещей. Но да, Игры, но типа, тем не это как в Counter-Strike есть. Ты, к примеру, деньги подкопил, ты можешь там броню купить в рейтинге, да, если смотреть, или в более старых версиях. Ты там можешь какую-нибудь М-ку уже нормально купить, Аку, Авапу. И ты можешь Авапу своему тиммейту купить. Блин, гранату уже может перекидывать, но, типа, это уже не дотерская вещь. менее Да, вы просто говорю. И как бы все эти деньги, они складываются в единую сумму и показываются визуально, просто чтобы понять, у кого больше денег сейчас в среднем. справлялись. Но все переменилось в один момент, когда Вова заколил не совсем удачный файт, который мы благополучно проиграли, ведь Ну, Пак типа с затеял. Аегисом решил просто все проигнорировать. После чего Вова Да, абсолютно только один вежливо чувак, подожди-ка, Жага. Он за Омника играл. Он, кстати, очень хреновый результат показывает. Ну, он же саппорт. Окей, по золоту тут не стоит судить. Но он типа сосет. просит Пака отпушить линии, а не хуярить лес, ведь там могут быть варды, но тот продолжает игнорировать Но туда и... они группой шли, гэнгбэнгали И чуваков. затем Пак продает шмотки, фидит и встает АФК. Ну и чувак После чего начал мы тупо оперативно суицидиться. проигрываем. Ну И ладно. забыл сказать, в этой катке я решил опробовать возможности Обычная катка Dota нового 2. Battle Pass и удвоил ставку ММР, поэтому за проигрыш потерял 40 рейтинга. То есть за место минус 20 рейтинга он 40 И потерял. здесь я неизбежно злюсь на себя за то, что не сыграл лучше, злюсь на... У меня в какое-то время было 12 побед подряд за одного героя. И я никогда этот результат не мог повторить. Но, блин, у меня 12, побед подряд было за саппорта, который брал и лечил чуваков в команде и от смерти спасал другими способностями. своего товарища, Помимо того, что он мог замедлить и чутка урона нанести. который в соло не выиграл мне игру, Перехилил, есть такое. Но у меня еще предметы были. Фак, какой стоп-кадр стрёмный. У меня еще предмет тогда офигенный был. Я просто ломал игру. Никто не знал, как будто я открыл способ, как тупо забузить своего героя. Я тупо всех нагибал. а также злюсь на игру, в которой снэпки... Какой нахуй снэпки, блять, что это у меня тут написано вообще? И злюсь на ебучего Дудня на паке. Проще говоря, я тону в Дудни ненависти. из Fallout. Такого в мобах навалом. Топориком И думаю, ща. что коллекционирование почтовых марок, ну или 3D-скульптинг сможет вызвать у вас желание расхуярить монитор. Ну, кстати, да, Акс, на которого топориком фигачит, он... все эти способности, которые сохраняют от смерти, просто берет и игнорирует, потому что у него топор в коде, он типа инстант убивает кого угодно. Вне зависимости от того, какие сейвы на него наложены. Ну вот эти ребята точно могут. В ином случае, если мы выяснили, что игру в мобы сложно назвать хобби, то для того, чтобы это не было больной зависимостью, это должно быть вашей основной деятельностью. Что подразумевает под собой киберспорт, либо же стриминг и совсем в редких случаях контент-мейкинг. И давайте же О, вы оценим. знали, как много дотеров на Твиче? Там в среднем, насколько помню, я на одном сайте смотрел статистику,
одновременно, то есть в любое время суток, в среднем сидит по 200 с чем-то стримеров. Представляете, у большинства из них один зритель или 0. реализуемость таких вот перспектив. Наверное, чуть бы не самый желаемый исход для игрока. То есть там просто какая-то плесень нарастает, и там чуваки просто по автомату стримят. Они как бы пытаются быть уникальными и популярными, но их тысячи, поэтому всем насрать на них. Они как бы размазанная грязь. Просто песчинки в океане. Из-за этого. Доту это когда-нибудь стать профессиональным кибер... Но когда я стримил доту, это 2 года назад почти было. Ну, я так просто пробовал, пытался УБС там тестил и так далее на Твиче. И мне было очень стеснительно куда-либо выходить в сеть. Да, не знал, что делать, но я хотел общаться. Поэтому, да, потрубил дотку. У меня еще тогда вебка была. Понимаете, я не тот чувак, который только потом вебка обзавелся. Я тупо с телефона изображение вывел. В принципе, более-менее работало. И ко мне реально новые люди приходили, но как бы я не думаю, что это сейчас так работает. Может, там раньше менее популярна была дота. Гигачат, есть спортсменов. такое. Посмотрим же, что вам для этого нужно. Дабы не слушать мнение и аналитику какого-то ЛСича в виде меня, мой тайный агент задал пару вопросов одному из самых скилловых мидеров СНГ, игроку Virtus.pro ГПК. И вот его Да, ответ. офигенно. В каком году ты начал играть в доту? Первый раз попробовал в 2013, а именно играть начал в 2015. Как ты попал в киберспорт? Как ты попробовал Герыч? Мне дали в 2013, но я реально подсел в 2015. В киберспорт попал, как и все, наверное. Ездил на ланы с друзьями, так стал топом 1. А ланы — это такие маленькие турниры, где Вася Пупкин из других районов, из соседнего района, и ты приезжаешь в какой-то игровой клуб. Я не тот человек, который был 2 аватарки назад. Да, вы собираетесь в какой-то срань наподобие игрового клуба и типа фигачите на компах там. Один города. И Про в итоге друг друга нас в одну друзей лобби. позвали в организацию Вега. Сколько в среднем часов в день ты тратишь на доту? От 8 до 12. В этот прайм попадают тренировки и профессиональные игры. 8-12 Условно, если вы часов. играете в квалификации. Фак. Молодец, Молния. Я не узнаю людей, если не меняют авы. Знаешь, Молния, я не узнаю людей, если они меняют цвета никнеймов. Они мне начинают сливаться. Я раньше Мосс, Крипера и Злату путал из-за этого. Ну, сейчас, кстати, Мосс и Злату, я думаю, путал. Традиционные игры с командой, то сил меньше, и ты уже устаешь чуть быстрее. Но Крипер и Заварда, кстати, что-то мне... Возможно, потому что у Заварда... Не, у него символы просто З, В и... Там... Фак. Кажется, произносится 10. Они более уникальные. Почему-то для моего восприятия. Поэтому я цвет игнорирую. Здравствуй, Казис. Сколько, по твоему мнению, новичку нужно потратить времени, чтобы попасть на приличный турнир? У каждого человека по-своему. Мое мнение, более 2 лет точно, а будут у тебя успехи в этом или нет, покажет время. Обработаю для вас вышесказанное. Что за намеки? А вот знаешь... У меня просто есть такая система, то что я слушаю, что я говорю, и я сразу отсылаюсь на это. Как-то мемничаю. Они без косточек. Благодарю, Жень. Без косточек. Grapes. А Z. Сигма Женя. Я ему руку пожал. Вы понимаете, все Кремль проплатил виноградом. Z. Для того, чтобы получить шанс на шанс, вам нужно потратить пару лет жизни, Спиню сидя за удалено. монитором и губя свои драгоценные нервы, и в случае того, если это просто не ваше, то вы остаетесь ни с чем. Показать проказ на инвокере на кассе в 5, Ну, у вас почти как везде. Казис, блин, очередь соблюдай. едва ли получится. Да ты что, все возомнил? Приказываешь мне тут как стримеру, поинтересоваться причину. А другие места работы без соответствующих. Донатом ставь, не знаю, Казис. У нас уже ролик идет. Не считай себя таким особенным.
У меня не вкладки в браузере, у меня браузерный источник, и я не могу ролики так легко производить. Опыта или умений вам не светят, поэтому вывод делайте сами. Я не буду перечислять, чему бы вы могли научиться, Жди занимаясь очередь. 2 года от 8 до 12 часов в день, но плюс-минус чему нахуй угодно. Так что идти в киберспорт нужно с уверенностью того, что у вас есть какой-то талант. Что касается стриминга, здесь ситуация чуть получше, ведь даже не имея исключительно Блин, что за мужик это, кстати, с какой-то лицом, талант. который... Что касается стриминга, здесь ситуация чуть получше. Если Казис попросит, чтобы я ему вернул, Даже я не верну. имея исключительно Почему нет? скилла, у вас есть шанс набрать свою аудиторию. Вы сами по себе можете быть харизматичным, но и если вы загорелись такой идеей, то этот скилл всегда можно прокачать. И в случае, если вам перехотелось заниматься стримингом, то вы не останетесь голой жопой, ведь как минимум ваше умение работать с аудиторией применить можно. Но все не так радужно. И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, я взял интервью у одного из А если вы будете гамать долго в доту, то вы заработаете хорошую стрессоустойчивость, чтобы пойти на завод. самых влиятельных людей мира. Помолчи. И вы будете просто в какой-то грядовой сране совершенствоваться по почти механическому принципу, который вы выработали в доте. Привет, Папич. Привет. Сколько в среднем часов ты тратил на доту, когда в нее активно играл? Активно? Что И какой активно? у тебя был макс? Сейчас ли 7К вообще? плюс? Ну, это было супер давно. Что такое активно, блин? В лет 18 я играл в доту, очень много бывало. Знаете, у Папича такое ощущение, как будто просто вид психики в виде прочей нарезки Папича. Когда и где. Тогда Папич, знаете, он такой типа человек, что он философ, но из-за того, что он не так уж обучен в матчасти, у него там некоторые междоусобицы в голове происходят, потому что значит активно? Да, а что это слово означает? Он не может раскрыть свой потенциал ультра сильно. Альтернативно умный. Не Мог одобряю. играть по часов 9 в день. Года 24 мог играть, ну, редко играл по 9 часов, редко очень. Ну, типа, мог играть по 6. Но вообще, чтобы хорошо играть, мне казалось... Ну, я тоже много часов в день гамал, когда я гамал доту. Но в среднем так 4 часа. Я как бы... Блин. Проблемы-то в какие были? У меня обеды с интернетом были, потому что я соседского Wi-Fi питался большое количество времени. А когда у меня появлялся уже свой правный интернет, я, конечно, там тоже гамал. А в дотку... Но меня еще тогда забавляли и другие проекты, и вообще стримить начал. И я просто понял, что дота это что-то такое. Как бы я теряю там часы, и что-то мне удовольствие не приносит. Что нужно играть в день не меньше, там, 3 часов играю в танки. Буквально 3-4 часа, не меньше. Помолчи. Считаешь ли доту 2 деструктивной штукой? Сколько ты Деструктивной? часов на нее потратил? Много часов, не знаю, очень много. Деструктивная штука. Деструктивно для вашей мамаши. Что угодно может быть деструктивная штука, если, знаешь, это тебя приводит к непомерной... Как дрочка. И тильту бесконечно, да? Что угодно может быть деструктивной штукой. Ну, Но я, кстати, не помню, что у меня от переизбытка мастурбации был тильт. Как бы тильт в том плане, что у меня задница горела. типа вообще что У меня типа наоборот сэдбой состояние было. Но как бы да, и я чутка обижен на мир был, я думаю, в то время. Бля, любое занятие возьми, что угодно может быть деструктивной штукой. Ты можешь пить апельсиновый сок. Ну, кстати, депрессия после ФАПа довольно часто встречается. Мне раньше такой же был молния. Но... У меня эта халупень дико прошла. То есть, понимаете, я раньше реально менялся в настроении после... Не до мастурбации, после. В плане самочувствия. То есть я говорю такой, а после я такой, блин, зачем я вообще это делаю? Это бесполезно. Мной какой-то бес овладевает. И я просто принял это бес, ребят, понимаете? И я ему время узначил.
И после того, как я фапаю, смотрите, я фапаю в хорошее время, то есть обычно перед сном. Или когда мне особо сильных дел не осталось. Потому что если у меня остаются сильные дела, то я начинаю плыть из-за полуусталости. Но у меня настроение приподнято. А почему приподнято? Потому что фапу уделяю достаточно времени. Я вчера полчаса фапал. Я, кстати, самое быстрое из последнего прямо нормального фапа. Я ни на какие прям извращенный фетиш не приходил. Я провел очень культурно время, и я был доволен, в принципе, тем, что не прям чтобы дерзость, но вот эта токсичность чутка необоснованная, вот это напряжение, которое у меня собиралось, оно просто выпустилось и довольно-таки неплохо. Вот знаешь, Мой, я тоже так могу в теории, но если я делаю так быстро, то я себя ощущаю неудовлетворенным. Немного Норман Осборн нас охватывает зеленый гоблин. Каждый день. Ну, то есть, по факту это Гоблин, который трогает ваш писюн вашей же рукой. не сок, потому что в магазинах продают нектар, да. Ты можешь пить каждый день апельсиновый нектар, и он тебе просто уничтожит нахуй желудок. Это деструктивно или нет? Пиздец, ну типа, что угодно. Вы можете в задницу через воронку заливать нектаровый сок. Делать дохуя, это будет деструктивно. Отбросив все шизотеории Папича, можно сделать вывод, что, во-первых, он Шизотеории. потратил большую часть своей жизни на доту, ведь начинал он еще с Soul Stars. Во-вторых, она привела его к непомерной токсичности. И в-третьих, он обладал выдающимся скиллом и вряд ли бы добился таких успехов, если бы не был вверху ладдера. То есть, если вы глист-новичок, который решил стать стримером, вы все те же пару лет потратите на раскрутку, при том, что вы сами будете себе менеджером, аналитиком, монтажером, Да, продюсером и так далее. Ну, типа. И как обычно, не факт, что вы выстрелите. Пошли Так что отсюда. каждый раз, мечтая о миллионах на стриминге, не забывайте, что у ваших кумиров довольно длинный творческий путь, либо же вообще они продвигались такое. не самостоятельно, и здесь вам придется снять розовые очки. Как у Куплинов. Говоря о контент-мейкинге по доте, я особо распинаться не буду. А вы знали, что Куплинов заказывал рекламу в 13-х годах? В Ладно. русском сегменте уже есть Серега Пират и Shadow Race, так что сделать ваше творчество доступным каждому едва ли получится, и вам придется делать видео довольно-таки для узкой аудитории. А так как монетизация на русском ютубе не работает, а рекламодатели знают, что дотеры это бедные необучаемые крипольщики, то единственное, что вам светит, это реклама кейсов. Ну и знаете, не только кейсов, и еще каким наркоплощадок, как у Ивана Зова, или кто там был. Нет, другой чувак был. Shadow Race. Shadow Race — это способность одного чувака под названием Shadow Fiend из Dota 2. Такой герой всех Dead Inside гулей. Я помню, максимум Казик. Ну, Казики много, только всякие там РП-сервера. Знаете, в чем проблема стримить вообще игры? Набирать аудиторию, базированную на них. И особенно какие-то соревновательные гаммы. В частности, фри-то-плейные. То, что там в основном на аудитории бедные скотины, которые, конечно, будут у тебя дико активничать, возможно, в чате. Да, но не факт, что они именно тобой будут интересоваться, они будут в основном из-за игры приходить. Может им нравится твой скилл, может им нравится вайп, там какая-то музычка, которую ты ставишь. Но им будет дико на тебя именно насрать, и они тебе поэтому, кстати, донатить не будут нормально. Ты будешь какой-то кал крутить. Типа, есть разница между людьми, которые, к примеру, идут на определенный стрим, смотреть там потоки Рискварина, ну, потому что ты не такой уж и великовозрастный человек. Ну, кстати, да. Привлекать именно школьников на свой стрим — это чревато с нескольких позиций. То есть, если ты геймер, то у тебя, да, есть онлайн, но, опять же, ты раскручиваешься среди школьников, и какие-то шугадэдиков и так далее среди них очень мало. А что хотел еще сказать? А вот если ты джаз-чатер, если ты именно разговорный стример, те школьники приходят, там, не знаю, как был отток аудитории там от всяких там педофилов Михаила Световых к базированному старперу Ежи Сарматову,
то, ну, у тебя начинает срака гореть от того, что у тебя такие конченые скотины в чате появляются с очень тупыми вопросами или, да, они создают какой-то неадекватный вайб. Не всегда, конечно, но зачастую. Да, я говорил насчет того, что как игровой контент, он не особо деньги приносит. Вы можете это сравнить, чисто посмотрев на стримеров, у которых там 5К зрителей, и они тупо разговаривают, сидят. Там, не знаю, какие-нибудь видики смотрят. И сравнить их с геймерами, какими-нибудь про-дотерами, у которых тоже там в районе 5К зрителей может быть. Может, чутка побольше. Поток донатов там довольно-таки сильно разный. Есть, конечно, и середина, когда стримеры какие-то гамают в соревновательные игры, при этом шоу устраивают, там, не знаю, троллят кого-то в voice-чате, или они себя как фрики ведут, и при этом играют как говно, да, но у них очень много именно геймеров в этой аудитории. Это можно чутка причислить к джаз-чатинг стримерам, потому что там центр проводится именно на человека, который общается. Если вам комфортно Я кончил. объебывать ваших зрителей хуйней менее выгодной, чем сочинское казино, то, конечно... Они еще потом будут думать то, что тебя обеспечили на всю жизнь с этой рекламой. Ну, как Убер Маргинал говорила. И они тебя донатить не будут. Да? Дерзайте. Кроме того, я не знаю Твоя ютуберов, дармония. у Айо? которых ММР было бы меньше 5000, так что легкого пути здесь просто не существует. Мадик Но в inside свое the время из-за condom. популярности Доты в СНГ она смогла воспитать целое поколение селебрити, которые актуальны до сих пор. Азазин, Слиден, Хованский, Игорь Линк, Папич и так далее. В нынешних реалиях кажется, что СНГ и Дота буквально неразделимы, но из-за чего она всегда будет иметь спрос? Дело в том, что компьютерные игры это один из самых эффективных методов эскапизма. Заходя даже в синглплеерную игру, ты отрываешься от реальности, которая тебя окружает. И давайте будем честны, в СНГ странах от той самой реальности хочется убежать чаще всего. О, погоди-ка. И давайте будем честны, в СНГ В Октябрьске, странах от той Гренландия. реальности, Что это за которая статистика? тебя окружает. Айо. И давайте будем честны, в СНГ Тварь. Мне нужно скорость 0.25х поставить. 14.39. О. честны. Suicide in the world. Уровень самоубийств в Гренландии 82. Интересно, чего это коэффициент появлялся? Гаяна, Лесото, Россия на 4-м. 5-я Литва. А Латвия где? 8-й Казахстан. В СНГ странах от той самой Гвинея, Беларусь, Южная Корея, Уганда. реальности хочется убежать чаще. Очень много африканских всего. В стран. отличие от синглов, которые когда-то заканчиваются, мобы, а конкретно Дота, создает целый мани-мирок из таких же биокарликов, как и ты, перед которыми ты можешь выебываться ММРами, шмотками, скиллом, и этому никогда не будет конца. Это эскапизм Комьюнити. совершенно нового уровня, ведь для тебя может стать Это почти как фурия сообщества, кроме того, что дотеры не выходят из дома. важнее апнуть 5000 ММР, нежели любая другая жизненная активность. Ну или как было со мной, в мире... Ну и фурии, они в основном богатые, насколько я могу посудить. Блин, это как я вчера смотрел на вырезку из стрима старого маргинала, сейчас не осуждаю, да, чутка. Где он смотрел ролик про археологический айсберг. Ну, такой формат айсберг. Типа, там объясняли всякие тайны, какие-то интересные события, шизотеории. Но, да, и там был один случай, где реально задокументировали случай тысячелетней давности. Не, больше, чем тысячелетний, может, прям 2000 лет назад. Когда чувак потратил баснословную сумму для ихнего времени, там можно было очень много домов купить, на одну, статую человека с головой льва. И маргинал такой, а знаете все это почему? Потому что у фурий очень много денег. Пиздец. Не, он как-то по-особому аргументировал, но типа да. Лучше посмотрите, как я на Марсе. А даже мему стало.
Типа, что у Фрей постоянно много бабок. И непонятно откуда. Разъебывают. Почему очень много программистов среди фурёх? Ну или мне постоянно попадаются таковые айтишники, да? Не программисты, пожалуй. Может быть, потому что не проблемы с коммуникацией и когда они обращаются в фуре персоны, им не обязательно говорить как-то конструктивно, серьезно. Ну, еще плюсом там люди довольно-таки добро настроены по дефолту. Но что делать, если вы хотите дропнуть мобы и понимаете свою зависимость, но не можете себя перебороть? Что ж, путь будет непростой. Во-первых, вы больше не заходите в эту игру. Постепенно бросать мобы запрещаю. бессмысленно, потому что вы все равно сорветесь и будете тратить часы своей жизни. Первое время можете периодически смотреть стримы, но не более того. Далее заместите мобы на кооп или синглплеерные игры, и поверьте, вы Кооп как Torture. с огромной скоростью начнете чувствовать себя лучше. Вы больше не будете томиться своей и чужой токсичности, а начнете проводить свой досуг как досуг, познавая прелести платформеров, До сук. РПГ, файтингов, РТС и так далее. Думаю, если бы вы все часы, что потратили в мобах, направили на прохождение достойных игр, вы бы уже стали именитым геймжуром или геймдизайнером на уровне Кодзимы. Заметили, что тут чувак вообще не рассматривает вариант в том, чтобы дропнуть все игры? Если вам надоели игры, посмотрите что-нибудь. Любое поглощение информации лучше, чем прожигание. Не, и представляй, чувак зайдет, там посмотрит какие-то фильмы Марвел, и он просто расстроится вообще в этом синема мире, в мире искусства, и начнет снова играть в доту. Времени в мобах. Следующим шагом будет поиск настоящего хобби, будь то качалочка, игра на гитаре, создание видео. Лучше смотрите по ней, чем блокбастер или фильмы. рисование. Ладно, Нам подойдет что? все, что угодно, главное, чтобы вы чувствовали реализацию себя. Ну и после того, как вы перестанете быть крепочком, у которого в жизни нет ничего помимо злоебучих моб, а превратитесь в человека с широким спектром интересов и обладающим определенным скиллом, то можете спокойно двигаться по жизни и слезть с родительских плеч. Поздравляю. И если после всех перечисленных мною минусов Я ожидал панч с этим Зигмундом Фрейдом на изображении. То, что он не скажет не с плеч, а с ass. которые мобы создают в вашей жизни, вы все еще считаете, что в них стоит продолжать играть, то вот вам мое последнее напутствие. Это видео для меня искупление, повесть о потерянном времени, которое больше не вернуть. И я лишь предостерегаю вас от тех ошибок, что я уже совершил. Я не тот, кто хочет научить вас жизни. Вполне возможно, что вы как герой транспортер, не хотите выбирать работу, учебу, жизнь, потому что банально не видите в этом смысла. А на самом деле вы хотите быть как самурай, у которого Ваши денежки были поглощены. меча Dota 2, и вы желаете владеть ею в совершенстве, ведь у вас есть только путь и никакой цели. Может, вы хотите противопоставлять себя тусовкам со шмарами, карьерным лестницам, людям, которые хотят лишь наживы стрессу 5/2, мечтая о том, как ваш никнейм. Какая этимология вообще этих слов «наше» по отношению к противоположному полу? Напишут Чё так рядом много? с такими как Notale, Miracle, Мипошка и так далее, но знаете, что ради этого Кто они такие? вам придется положить на жертвенный алтарь моб самое драгоценное, что у вас есть — свою человечность. жизнь. Готовы ли вы пойти на это, зная, что пути назад не будет? Решать только вам, а я лишь предупредил. А вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я... Кстати, чутка зря я начал все эти винограды уплетать, потому что влияет на манту. Да, но я не помню как. Своевременно докладываю о моих планах касаемо видосов, и на YouTube тоже не забывайте. Играйте в хорошие Не терять место. Вот, знаешь, есть риск молния. не открывайте Я дверь точно не дядя в знаю. форме и Все нормально будет? берегите себя. Удачи! Я еще посмотрю, у Неронг спрошу, надеюсь, он по-русски поймет. Сколько манту. Мыться, если у тебя стоит... Ты написал ты... Пятница утром. Прививка манту. Не, манту это не прививка, но, блин, укол манту просто напишу.
Не трогай. Хотя бы как-то. Истапинг. Смотри, что тут Молния пишет. Если у вас укол манту, рекомендуется избегать прямого контакта с водой или мочалкой на месте укола в течение 24-48 часов после проведения теста. Это поможет предотвратить размывание аллергической реакции и сохранить точность результатов теста манту. Однако вы все равно можете принять душ или промыть другие части тела, избегая прямого контакта с уколом. Ну, то есть смотри, ты можешь, конечно, по рукам, по ногам мылом провестись и помыть, да, но чтобы вода была прям на той конечности, в которой у тебя манту стоит, это харам. Потому что это зафакапит результаты всего теста. Ну, смотри, там 24-48 часов говорили. То есть, знаешь, Молния, ты можешь на полторашнем дне попробовать. Но опять же, Сус, опасно. В харам я не верю. Хе-хе-хе. Ну да, ты можешь попробовать в воскресенье вечером. Но, опять же, будь аккуратнее с местом, где тебе сделали укольчик. Типа, если ты будешь специально втирать, то ты точно зафакапишься. А так, да, у тебя будут хотя бы какие-то очень-очень-очень хорошие гарантии. Втирать не буду. Да, вообще лучше доложить внимание девушек. Казис. Меня тыр в кабине дальнобойщики вчера. Ну вот, Молния, смотри, если прям писец, можешь попробовать. И тем более, что это манту делает. Вообще в топку. Я думаю, всем насрать будут, если ты ее смоешь. Это та самая история двачерская про карпиков. Мамины. Поэтому да, Молния, если прям под все щели льет, то, пожалуй, вымойся. Но я бы не советовал. Я бы не советовал в том случае, если тебе норм. Типа не потеешь и не пахнешь как скотина спустя короткое время. У меня такое происходит, когда я каждый день моюсь. Я бы пахну как скотина, если бы я ходил в шарагу и школу каждый день. А мыться каждый день не совсем уж полезно. Ну вот, тогда, Молния, да, мойся. Вот и пришли к выводу. Да, Денчик саботирует твою манту. Я отнесу тарелку, пожалуй. И, возможно, я буду скоро завершать стримчик. Что-то я плыву. Ну, знаешь, Молния, если ты потеешь, как скотина, то и пахнуть, скорее всего, будешь так. Конечно, химическое содержание всяких там халупений, которые бактерии поедают, у тебя в поту может меняться. Но, блин, там не прям, чтобы слишком большие различия. Скотина, свин. Ну смотри, Молния, если ты умеешь быстренько душем, то без проблем, вообще дико без проблем. Я не умею быстро душем, я не понимаю, как это люди делают. Мне, кстати, нужно реально нейронку спросить, как быстро мыться. Как-то быстренько в душ сходить. Типа, для меня быстренько в душ это, не знаю, какой-то лексикон действительно зависимых от мастурбации людей. И там не включается ничего в мытье. Так. Но я это потом напишу. 20-25 минут, ну я типа тоже за такое время, но я полностью моюсь, типа намыливаю все свое тело. Там шампуня довольно-таки много накладываю. У меня там довольно такие... Типа нормально, не час трачу. Но все равно долго.
Пуяу. Я до сих пор думаю, остаться или нет. Укол в матку. Уши почисти, голову, зубы. Ты это в душе делаешь? Споласкиваюсь у себя. Сюрприз, сюрприз, Денчик вернулся. А чем тогда отличается не быстрый душ, молния? Просто пока по описанию идет, как у меня длины. У меня просто матерь там за 10 минут как-то это делает, и она говорит, что это без шампуня, без всего такого. Я считаю это свинством. Типа ты свое до сих пор грязное, такое до сих пор жирное тело вытираешь об чистое полотенце. Тебе как бы полотенце уже выкидывать надо после такой срани. После такой bullshit. After all this, they all say bullshit. Так. Да, ну как-то так. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-тум. Ту-ду-ду-ду-ду-дум. Как поживаете, ребят? Как у вас вечер проходит? Пам-пам-пам-парам-парам-пам. Зубы, голову, потом встаю. Споласкиваюсь немного, мылюсь, еще раз споласкиваюсь. Уф. Один здесь, ну, я бы не сказал, молния. Пишешь, да, ты один. Но есть один нюанс. Блин, мне очень нравятся минусовки Prodigy. Они такие сырые. Такие картины. Я Кукич, я шпион. The red spy is on the blue base. Still in our intelligence. Эй, твоя мамка. Да, офигенно. Блин, я бы офигел, кстати, если бы матерь знала именно ссылку на мои стримы и прочее. Джаз. Тебе максимально чил. Мышапишь Продиджи с джазом. Я думаю, реально есть такие люди, которые берут и смотрю стрим. Включают стрим на заднем фоне. И, не знаю, не там какая-нибудь диджейская установка или не чисто в каком-нибудь Ableton Live или что там может быть. Просто берут и адаптируют музыку в секунды под звук стрима и делают мэшапы динамичные, как каким-нибудь диджей Анны. Рука, угомонись. Я думаю, где-то в 7 часов завершить. Поток. Команд кончается, когда фул железку делаю. А почему? Угомонись, не фапай. Не, у меня проволока не фапает. У меня она больше за то, чтобы ухватить мышку и скроллить, пока я фапаю. Get your fight on. Так. Ту-ду-ду. О, нет. Я вас запрещаю дальше играть.
никакие цели, смысла. Тебе, типа, кажется, алмазы гриндов вещью, да? Назарит этот уринальный. Ту-ду, ту-ду-ту-ду, ту-ду-ту-ду. Ту-ду. Из-за одиночества. Ну, я бы тоже бросил майн, если бы я в соло проходил. Ну, и вообще я бросил официально. Если вы посмотрите, у меня в Google документы, у меня тупо пункты, где... Да, моя хроника, или как так называется. Где я все свои просмотры, прохождения писал. Ну, почти все. Там просто все закрыто сейчас, кроме того пункта, что я в чате смотрю видики. Но, возможно, скоро, ребята, я в Dead Cells пойду. Может, даже на следующем стриме. Что вы думаете насчет этого? Это типа рогалик, который довольно-таки хорошо по спинномозговому идет, и при этом у него визуал классный. Но я боюсь то, что у меня может лагать. Но при этом я не могу протестить, лагает у меня или нет, потому что там сюжет. Я как бы знаю сюжет, я прошел Dead Cells до этого, но я его прошел по-инвалидски, я так скажу. Ну, типа давно-то много обновлений прошло. Угу. Приятно слышать такие ответы. Ну, просто факт ответов. У меня еще скоро дойдет пантограф за 400, рублей. Не надо, я. Не, да. И знаете, в чем преимущество пантографа будет? Мне очень трудно сейчас брать и действительно прислонять свое лицо как-то к микрофону, что максимальное качество достичь. И я чутка нагибаюсь подсознательно. Знаете, Вселенная, как бы, да, Солнечная система, она гелиоцентрична, то есть вокруг Солнца идет. А моя голова вокруг микрофона уже как-то подсознательно крутится. Поэтому иногда, когда я отодвигаю свое кресло, когда вот такой угол ляжек формируется, я начинаю выгибаться передней часть тела подсознательно. И это вроде такая маленькая деталь, но она дико неприятная. Я дико покончу с этим. Ну, кстати, и не только ради осанки. Мне хочется просто взять на потоке. Просто иногда садиться на диван или ложиться. Ну, к примеру, когда ем. И при этом подвигать микрофон ближе к диванчику. Знаете, как подкасты те самые, которые, в которых есть стол, да? В стол уже встроено крепление для микрофона. И эти микрофоны, они тупо направлены на какой-нибудь пуфик. Или какое-то очень удобное седалищное место, где чуваки усаживаются, и они как будто дико чилят. Как будто они друг к другу в гости пришли. Да, в гостях у фембойчика. У них там у обоих под руками всякие блохажи разные, ну, эти мягкие игрушки. Они в программерских чулочках. И они просто говорят ня-ня-ня-ня-ня-ня. Что-то наподобие этого. Полежу на два разложенном и беру с собой мышку. О, у тебя блюпуп мышь получается. Та-да-да-да-да. Вообще, Slipknot, я думаю, многим людям известен как какая-то агрессивная группа. Но у них так много пусибойских треков наподобие Dead Memories. Но кто при этом агрессивный инструментал, который довольно-таки неплохой. Неправда? Угу.
Я помню, у меня раньше монитор... Не, у меня был один эпизод, когда я переезжал из одной квартиры в другую. Ну, когда у моей матери появился мой младший братик, нам все же государство выплатило став для того, чтобы мы могли в квартиру другую переехать. Но там квартира была дико каловая. Ну, мы ее за дешевизну взяли у какой-то бабки. Решили ремонт провести. И мы за какое-то время продолжение, типа месяца, мы жили на съемке. Ну, на съемке знакомой, которая не так уж и много требовала. И мы как бы торопились чутка. И из-за того, что не так уж долго было, мы решили все не переносить. И моя мать такая: в пусе твой ПК. Ты оставишь и монитор, и корпус на подоконнике. Мне тогда было где-то 10 лет. Поэтому я такой, блин, да, ладно. А я тогда в Half-Life нормально начал играть, Half-Life 2. То есть я там долго тупил на начале, и только потом прошел как-то нормально, продвинулся вперед. И меня заставили расстаться с прохождением долгое время. Потом, когда ремонт был завершен, я вернулся. У меня ПК включился, а монитора нет. Он меня просто взял и замерз к фигам. Монитор. Но решение подошло быстро, и нам удалось подключить через HDMI провод мой ПК к телевизору. К маленькому телеку такому. Внушительным размером, однако. Не прям чтобы дико маленькому, но не прям чтобы крупному. У меня он на комоде стоял. И я так играл довольно-таки долгое время на большом монике, на котором, блин, все пиксели были видны, даже на высоких настройках. Типа, знаете, лестники у объектов, которые устраняются сглаживанием. Так вот, даже на максимальном сглаживании в Half-Life 2 все равно лестники были. Я до сих пор не помню из-за чего. Может, потому что у меня видеокарта была GT 210. Хотя для такой старой игрухи. Ну окей. А потом, в какой-то день, у меня подключение к телеку зафакапилось. То есть, как бы сам телек работал, но через HDMI что-то не шло. Я попробовал монитор, благо мы его не выкинули. И он разморозился, он буквально начал работать так же, как и раньше. И сейчас я этим монитором пользуюсь на стриме, ребят. Вот такая история. Я еще тогда в Left 4 Dead 2 начал играть. Хотел другу показать, но что-то у меня монитор зафакапился, телек. Обязательно выжил, есть такое. А мой 4:3 монитор. Вау. Я помню, у меня долгое время комп был тупо бесполезным, потому что у меня не было подключения к интернету, грубо говоря. Я только потом понял то, что я могу... Гигачат монитор есть такое. Что я мог просто переместить ПК к окну, подсоединить по проводу к своему телефону, а телефон положить на табуретку, которая на подоконнике, подключенный к соседскому Wi-Fi, и раздать интернет таким образом. Кстати, когда я начал раздавать интернет соседский, у меня новая эра началась. Я прям вкусил жизнь. Знаете, как будто я был никем и стал всем. Подобное. Так вот. До этого времени я играл там всякие Mounted Blade Warband, вторые Diablo иногда. Но мне дико не доставляло это. Я на телефоне в основном задротил что-либо. Там или с друзьяшками гулял. Но иногда я качал какое-нибудь изображение высококачественное, хентайное или ролик. И я производил его на компе. Потому что у меня тогда телефон был дешевый, самсунговый. Samsung. Вообще Samsung неплохие, они очень живучие, но дешевый телефон мне просто
Отврат. Уф, ах. Так вот, и у моего телефона было разрешение экрана наподобие 640 на 480p, то есть 480p максимально. А мой монитор, который сейчасшний, он почти Full HD. То есть 1280 на 1024. Как так? Больше HD, конечно, чем Full HD, но все же неплохо. И я такой, в высоком разрешении сейчас подрюку на изображение. Это такой элитной вещи было для меня. И я как бы в этом эстетику чувствовал очень сильно. Я представляю, как меня Заварда через субтитры читает. Типа он слушает свой джаз, а мой стрим ведает через subtitles. А, кстати, могу субтитры врубить в теории. Правда, я боюсь, что у меня сейчас OBS нагнется. Но как бы кто не рискует, тот и вино не пьет, как говорят. Вроде бы... Пам-пам, парарарарам, пам, парарарарам. Алло? Caption One. Open Captions. Да. Я просто хочу понять, как это. Алло, ем. Да, я заутирую, видимо, да, чутка? Приятного аппетита, молния. Как там с деньгами, так сказать? Дубликат. Ну, ФФ, допустим. Сонная ведьма. Ага. Что получается? Мы создали бесформенный кусок кала. Выводы на источник. Text source. А где? You're not fun anymore. О, FF. Fun anymore. Сосать. Southside. Мне что-то не так пошло. Не-не-не-не, не Suicide Ninja Turtle, ничего такого нету, асу. Сатанас вселился. Нам нужно чутка change language. Алло. Да, отлично. Офигенно. Только эта срань не имеет смысла, но это как магия, понимаете? Это просто фокус, это трюк. Надо просто, ребят, смотрите, что я могу. Это технически очень душная вещь. Какой душ? Соси. Кто-то за кадром пишет слова под диктовку, конечно. Я же рассказывал о тех микрочелах, которые у меня под столом крутят педали, чтобы у меня электричество подступало к ПК. Так вот, это они и есть. Гои. Ты знаешь слово гои? Гой. Да, он написал слово гой.
Да, Гои. С большой буквы. Фак. Вы просто посмотрите, как большие буквы пишет. Гои. А, детская радость. Гои. Хорни. А Хорни он умеет писать, да? Скотина. Как же он с задержкой написал слово скотина? А Risk of Rain 2. Все. Амбатукам. Все, завис. Он обиделся. Он хорни. Он сексуально возбужденный. Скотина. We have your pronunciations. Хорни. Знаете, как ворон учат говорить, повторять? А. И они выборочно повторяют некоторые слова, которым понравились. Некоторые вообще имитируют звук машины сигнализации. И они не просто производят по каким-то частотам, да, аккуратно по тональности, так еще и по громкости могут довольно хорошо. Есть такое видео на ютубе, может я найду? Аутирование. Мне оно реально аутирует. Айо. Сегодня мы будем заниматься сексом. Капрук-то срань. О, да. Что вчера? Он хорни. Я хочу, чтобы экран очистился, и там было просто он хорни. Да. Наконец не хорни, а хорни. Воу. Тогда я хочу про воронов поискать. Или ворон там были. Там ворона была. Шампунь Жумай Сымба. Жумай Сымба. Не, он аутирует. У него внутренний культурный фильтр не позволяет сказать слово аутирует и Жумай Сымба. Так. Крау или Рейвен? Да, там Крау было. Крау. Кар. Хонг. Он хорни. Фак. Скотина ничего не умеет. Он хорни. Relu, ce-i tată? Ce-i? Hai, pune-te aici sus. Aici, hai aici pe mână.
А. Просто посмотри, что. Relu, ce tată, ce? Hai, pune-te aici sus. Aici, hai aici pe mână. Что происходит там? Там ворона, которая имитирует звук машины. Сигнализация. Не сигнализация, а Hai, pune-te хонька. aici sus. Aici, hai aici pe mână. Блин, мне очень нравится способность ворон. Relu, ce tată, ce? Да. Hai, pune-te aici sus. Aici, hai aici pe mână. Они очень много что имитировать могут. Топ-5 Крау. О, фак. Не, просто боженька. Todavía había visto Нам top 5 сказал. Crows. Número 5. Stupid Crow. Número 4. Crow Они Stream. могут имитировать. Número 3. Crow Spin. Это монтаж, конечно. Número Но 2. Crow Lauk. он перебивает меня. Honorable mención. Número 1. Crow Free. Фали. Honorable mention. Блин, офигенные ролики были с тем, как показывали, как они имитируют звуки. Ну, я не помню, как это называлось. Опять субтитры аутируют. А. Саси. До. До. Strange sound of raven. Они разный звук могут имитировать. Это, походу, какая-то автомобильная деталь. Субтитры? Плагин. Но чем этот плагин хорош? Почти все другие технологии, они заставляют держать какой-нибудь браузер типа Chrome открытым на заднем фоне. И как бы там используя какие-то железяки, которые очень много ресурсов требуют. Довольно-таки... Фак, аж много инфы. Это можно регулировать, и что, но я нифига не настраивал. И, походу, сама прога поломалась чутка. Так вот. Для того, чтобы иметь Google сервисы, которые специально берут, там речь распознает. Но именно в этом плагине все эти комплектующие, которые именно Chrome нуждаются, они вплетены прямо в плагин. Субтитр инвалид, да. Наш любименький лог-юзер, у которого имя... Ну, вы понимаете, к чему это пришло. Фак. Почему так трудно? Я тебя постоянно уна не видел. Что-то на N. Не-не-не-не-не-не-не. Нярн. Нярн. Дин уже волоса, а я их ращу. Нярн. Я, кстати, без Дискорда вспомнил, потому что у меня в Дискорде режим стримера. Нярны. Скажи ТТ, не ТТС, как надо субтитры. Нярны, нярн, нярн, нярн. Он аутирует. Забейте на нее, у него легкий аутизм. Приятно тебя видеть. Во. Мы тут на ворон смотрим. Жаль, что не могу нормально перелистывать. И, кстати, это очень важная вещь именно в ежедневной жизни ворошек. Потому что современное общество довольно-таки хорошо их подстроило. Они просто бывают именно в самых населенных местах. Особенно это среди
именно ворон проявляется. Да, они имитируют звуки, которых окружают вокруг. Там звуки людей, какие-то машины. Они просто имитируют окружение. Надеюсь, что им люди дадут покушать. Погадай Нярну. Уф. И Итачи с своими воронами. Уф. Эти ваши Наруто. Да, погодите, я субтитры выпилил, чтобы у меня ни рез пока не жрали и все подобное не делали. А что у нас новенького? Ну, я даже не знаю, с чего начать. А? У нас всякие категории поменялись, мы начали больше времени уделять джаз-чатингу. Да, и мы сейчас будем гадать на твою судьбу, Ниарны. Вот знаешь, ты пришел и все. Ты попался в наши цепкие лапы, как Гоблин говорит, которую я чутка осуждаю. Я открываю гимп. Систястой змейки уже на фоне нету, но... Возможно, даже к лучшему. Так. Лапа фришная, да. Черная карта. Это какая-то марка кофе. Не, мы не на кофейной гуще гадаем. В 8-10 просыпаюсь вот вечером. Ну, я в 5 часов утра обычно начинаю засыпать. Пать-патик. А до этого я делаю всякие нарезочки по своему YouTube-каналу, на канале Скали Старыга. Я занимаюсь самообразованием. Потом часик-полтора дрюкаю. Очень, очень страстно и очень, очень полезно. И дальше, да, спать иду. Ого. Да, у нас и программа особенная. У нас не Photoshop, у нас волчик с кисточкой в своем ротике. Айо. Почему у него окно так расставлено? Не в 16:9 перспективе. Хоть у меня квадратный монитор, но я 16:9 ставлю гимп. Нейронка пишу курсач. Знаешь, молния, Ниарн это как Коган, но постарше и... Я не думаю, что у Ньярна есть тяга к гуру. Его? Это наш еще один зритель, знакомый, который иногда нас посещает. How you doing, fellow kids? Давайте что-нибудь релятивное к нашему Ньярночку поставим. Я не хочу просто его атарку брать. Ну, что-то нужно фамильярно сделать. У него вроде бы Луна была на ПФП. О, да. Я хочу какую-нибудь гифку из Дискорда засумонить и там какой-нибудь кадр очень хороший вычленить. Гайс. Наши вимбои. Ну, если он не против, сейчас так называть. Во. Папа, просто в рекомендуем, в Дискорде есть буквально гифка, где Луна поднимает конечность к Солнцу. Ну как к Солнцу? Тут уже к Луне в этом случае. О, очень вайбовый гифка нашел. Но на 4:3. И я какой-то стоп-кадр уставший делаю. Хотя не, нормально, вот это нормально, вот это неплохо. Отлично. Будет маленькой такой пикче наводящей.
Пожалуй, подкорректирую чутка. Гимпик. Удо. Там-та-та-та-там. Гадание не такой же быстрый процесс, особенно если оно чисто техникой делается. Что все по канону. Уф. Отлично. Утро много что встает. Ну, знаете, у меня лично... У меня утром, конечно, встает, но это мне не мешает. С выпрямленными волосками сижу. Выпрямленными? What do you mean? У тебя было какое-то очень хорошее причесочное наведение до этого. Щищ. Отлично. Как же громко. 0% громкости. На улицу выйти просто. Уф. А мне уже давно не приходилось, но мне скоро придет несколько вещичек с Озона. Там с Китая наушники на замену моим поломанным, у которых левая сторона не работает. Вот бы мне такие красивые волосы. Я за своими... Не, я привык за своим ухаживать. Не сказать, что я ничего не делаю с над ними. На самом деле много. Одно только расчесывание их. Не обалдею, кстати, от него. Но все равно. Аукцион прошел, да. Ну и знаете, там победители, прям такие победители. Знаете, как суд при анкапе. Да, народ пришел. Так. Вот наш рандомайзер. Рандомайзер, который от человеческого фактора зависит. МГТФ для наушников. Подожди, МГТФ это который 2 джека имеет, да? Или ты про что другое говоришь? Может, есть более какой-то хайповый разъем для аудиофилов? Да, мол, не прошел и типа 0. Не шути про чулки. Стоит ли мне говорить про медицинские чулки с Озона вам? Так, да... Первые 2 карты будут. Фак, мне этот речитатив раздражает на заднем фоне. Дай-ка. Громко. Сейчас нужно 2% наставить и... Чтобы... Тут тоже. Аря. Детектив Бюран может. Ой, я вообще этого автора вспомню почему-то с 2 тычек в попу. Да, детектив. Или мне показалось, что был такой. Он чего в треке делал? Нет. Нет, это не то. Аря. Окей. Тут целос. Оплетка к наушникам. Советский провод просто в приятной изоляции. Алло. В кожаной изоляции. Про чулки деда. Ну вот дед там соли заказал. Фритрушка в Dead Cells, знаешь, ты меня конченым придурком будешь после этого считать, возможно, мост, но арбалеты. Я чисто с арбалетами прошел весь Dead Cells. Ну, я опять же, я проходил как инвалид в особом режиме. То есть у меня задница горела с самого начала, и я подумал, что не, я лучше сам предметом буду выбирать, чем не рандом. Хотя это канон все равно режим. Так, начнем расклад Нярну. Тяжелый арбалет, мост. И только тяжелый арбалет. С сложностью инвалида. Тяжелый арбалет и насчет аксессуаров, насчет предметов дополнительных. У меня был, во-первых, замораживающая граната. Перемешиваю. И шприц. Для того, чтобы тоже тычки впитывать. Натерпил, убьет, но очень хорошо дамажащий.
Тем более, когда ты вкачиваешь живучесть, не только урон увеличится, но еще и жир. Так, первые две карты будут о текущем состоянии Нярна. Просто жизни будущем размазанном. Относительно того, как Нярн ее воспринимают. То есть, может, он живет в пределах года, то есть планирует, что да, в пределах месяца, недели. Мост сообщения. Понерфили тяжелые, а когда? Фак, мне ПК завис. А не, у меня гимп почему-то захватывает все управление иногда мышкой. Дико раздражает. Да, первые две карты сейчасшние, вторые две карты будущее. На контрасте. 2 ячейки занимает. Ну, блин, мост, я в это время играл. Как бы. Я другого арбалета не видел. Королева дисков. Благодательница, спонсор, доход, денежный выигрыш, удачные вложения, тактическая выгода, полезные связи. Мы не особо ведаем насчет жизни Нярна. Я только из последнего знаю, что он в доту начал почаще играть. Ну и то, что он курсач с помощью нейросети пишет. Поэтому все же, думаю, именно эта карта повествует нам о том, что... Бой дотера. То, что он открыл для себя нейросети, дало ему довольно хорошее преимущество в жизни. И я думаю, с этим спорить бесполезно. Пардон. Сейчас выведу карту. Может, какую-то колоду раскрыть? Фак. И я папку с проном открыл нечаянно. Так. В Стиме торгую. А может, это из-за торговли в Стиме? Понимаете, я расклад карт делаю, я вам рассказываю, как они могут интерпретироваться, а вы уже сами как-то для себя формулируете в кое-каком другом образе. Но ко мне тоже прислушивайтесь. Писал нейросетка, вряд ли узнают. Сосать. С котиками есть. Ладно, я буду другую колоду использовать, но не особо тематическую. Она просто детализированная. Королева дисков. Queen of Pentacles. Я бы пентакли не назвал диском, но это, скорее всего, просто круги с сатанинскими узорами, но все равно. Локализация есть локализация. Ones, Major. Кто-то их вообще монетками называет. Queen. Не, какой-то арт всратый. Я лучше, ладно, дефолтные покидаю. А у вас музыка это время не шла, окей. Диск. Вот какая милфочка. Не на вторую сценку? Как-то впадло. Мне там окна еще перетаскивать. Кира Квин. Штука предсказал, которая сбылась. А вдруг непредсказуемое воплощение? Вот знаешь, Нярн, у меня плохих гаданий еще не особо было. Не, я, конечно, гадал Молнии, то, что у него жизнь будет чутка трудновато, но у меня позитив есть в каждом гадании. Я пожалуй, гадалку скрою, однако. Что-то смысла особо нету в таком маленьком окне на него любоваться. Так. Queen of Pentacles. Ну, и там не главное, чтобы детали всматриваться. А нужно изображение полностью обхватывать. Глоткой. Очень мягко и очень приятно. Вторая карта. Семерка жезлов. Диспут, дискуссия, защита диссертации, научный спор, бескомпромиссность, отстаивание своей точки зрения. Я не уверен, что у Нярна будет в ближайшее время проверка его результатов курсача. Я, если честно, не знаю, как это работает особо. Но, видимо, все же будет какая-то вещь, которая проверит его. Может, он его куда-то сдаст оперативно. И там будет первичная проверка или что-то наподобие этого. Но
А, у него это, скорее всего, пройдет. Знаете, так справедливо. В любом случае, у него будет нейтральное настроение по отношению к этому всему. Семерка жезлов. С двоих ходил вчера. Там не было. Второго боя развалил сэр своим предсказанием. Да, это я заказал. А вы знали, что Бобы Пригожина убил? Он ему гадал еще до его смерти. Не надо в Ромейку. А вот знаете, ребята, я за военным билетом поеду в Дурку. В ноябре. Да, это опять же маленькое предупреждение. Не должны. Хоть фу, да. Фу. Какие мы суеверны, однако. Знаете, я на Таро людям гадаю, но у меня не особо суеверия. Хотя мне настроение поднимает, когда гадания попадают прям в точку, как сегодня было несколько раз. Так, начинаем расклад будущего. Первая карта вперед. Двойка кубков. Мне, кстати, впервые эта карта выпадает за все время. Так, встреча, дружба, начало совместных отношений. Не дашь много информации? Драконы, пожалуйста, попуститесь. Возможно, даже любовь. Так, интересное событие у Нярна. Так как он состоит в каком-то учебном учреждении, мне кажется, он либо наладит одна милая фырка, либо что-то в учебном заведении наладится, либо на личном фронте. Двойка кубков. Опустил драконов обратно под стол. Да, крутит педали для того, чтобы мой ПК работал стабильно. А ее? Это финальные карточки. Так, размещу. Следующая. И действительно завершающая для будущего. Так, откуда я возьму? Вот отсюда. У меня буквально интерфейс, откуда я забираю карты скрытые, но у них своя позиция есть. Как в реальной жизни. Двойка жезлов. Ограниченность, привязанности и привычки, рамки представлений, границы, возможности, апогей. Апогей. Перевернутая двойка жезлов, есть что. Так. Погоди-ка. Ну, я бы не сказал, что привязанность привычки. Так. Вы так. Сегодня выпускали. То есть у Нярна будет рутина. Он будет вроде бы готов раскрыться, к чему-то новому прийти, но он окунется в рутину. Понимаете, то есть не будет ничего плохого, будет что-то среднее. Возможно, у Нярна выйдет какая-то возможность. А может, я смогу выйти с кем-то ПРПшить, с кем-то погамать, с кем-то погулять. Но как-то это плавненько, но все же перейдет на нет. Ну и пофиг. Может быть. Может быть. Да, тут именно карта о том, что Нярна, он вроде бы захочет что-то сделать, и оно будет доступно для него. Но он внезапно попустится, он поймет свои границы. Что отчасти неплохо. Иногда. Рамки представлений, границы возможностей, апогеи. В связи с... Если это связано именно с прошлой картой, которая была в будущем, они должны быть связаны. Да, насчет дружбы, может даже первой любви, начала совместных отношений, то, возможно, в этом именно и будут ограничения проходить. И именно те ограничения неочевидные, которые будут
Конечно, встревающими, но я бы не сказал, что слишком плохими. Двойка жезлов. Погадаю за Варду потом. Как же они сливают свои баллы канала. Я хочу какую-нибудь колоду придумать, покинуть. Хорошку. У меня есть Фурехим колода, но она дико ванильная такая, минималистичная. Там не проаутируешь. Я, кстати, все шорткаты гимпа запомнил уже. То есть, что ты там на Shift-R нажимаешь, чтобы перевернуть. Shift-S, чтобы размер изменить. Это полная шизовая вещь по сравнению с фотошопом, но у меня она так сильно на механике выработалась. Это очень удивительно для меня. SFM карты. Так, более спокойно. Infected Mushroom, да, я вспомнил. Хороший автор. Infected. Вот это максимальный аутизм. Ура. На будущее за Варда, значит, да? Я Сильвестр Андрей из кучи баллов. Папа, мне не нужны твои баллы. Алло, Сноумос. Тут не проутируешь? Так. Отсылку понял. Да. Значит, на будущее за Варду мне придется фон поменять. И да, я хочу какую-то колоду новую попробовать. У меня очень много закачано. Блин, ну мне очень нравится Ава за Варду. Я хочу ее как-то сымитировать, что ли. Так. Я не знаю, может, это какой-то персонаж из-за ним, конечно, но как я вижу. Ня. В пуще. Не проаутируешь. Знаете, самое лучшее гадание, это когда ты знаешь человека, и ты просто затрагиваешь его струну души, как будто. Ты ему говоришь, а вот у тебя такое событие в жизни проходит. И вот как оно связано. Я просто до дофига бронефида довел. Ну, давай-ка вот так сделаю. Пожалуй. Аватарочку ставлю. Мне хочется это еще как-то приправить по-особому. Я на удачу. Ладно. Вот тут я пришпилю на удачу. В качестве... Не знаю, просто хочется. Захотел слона из МХ добавить для удачи. Чтобы еще фон не было слишком однородным. По очень, знаешь, к какому тонку льду ты идешь, молния. Ты бы представлял. Ва. Ага. Папаги, Фута дочь. Это как та самая манга, которую ты отправлял молния, да? Тепло в энергию преобразовалось. Тепло, чтобы, понимаете, все мои промежности брать и избавлять от чрезвычайной влажности. Потому что у нас довольно-таки жарко сегодня. Что я отправлял? Про Фута дочку и фимбоя отца. Я не помню, там что-то наподобие этого. Я тоже забыл. You know? Мне очень нравится, как тут черные очки мохом покрылись. Окей. Гадаем на ближайшее будущее за Варду. Опять же, неизвестно на какое время ты... Тян понравился, поставил человек пустой. Понимаю. Там. У меня был момент, когда я играл на
втором аккаунте в Стиме, в Доту, и я там всякие никнеймы менял. Я тогда Коносубу посмотрел, и что-то по впечатлениям было. Я что-то... Я какой-то никнейм кринжа выбрал, типа Паладин Садист, и очень такую сус-эротичное изображение с Darkness, которое Лалатин поставила. Итог Нярна. Итог Нярна мы уже сказали. В общем, что? И есть с кондачка с памяти достать. У него будут отношения. Ну, сейчас. Что? Мы упомянули, как он пишет свой курсач. Там были упоминания отношений. В будущем мы заметили то, что у него будут маленькие ограничения в плане этих межличных отношений и что-то там еще было. Я думаю, Нярн вспомнит. Или ты... Такое нейтральное гадание вышло. Не скажешь, что ни рыба, ни мясо. Ребята, оставайтесь со мной, общайтесь со мной больше. Я буду вам очень хорошо гадать. Первая карта на сегодня. Опять же, на ближайшее будущее Завардиса, нашего любимого чувачка, который нас смотрит, я думаю, знаете, на диване так, с большим экраном перед ним, Кровиндена. Он определяет границу этого ближайшего будущего. И первая карта, которая определяет именно сейчасшнее положение дел, является Принц Мечей. Исполнитель упорства, самоограничения, дела, пессимизм, обязательства, добровольно принятый долг, расплата, сосредоточенность, педантичность. Так. Знаете, очень удобно, когда ты знаешь другого человека очень хорошо, когда ты в курсе его дела, и ты такой, да, у тебя это именно так. Вот, видишь, ты вот это делал, и у тебя это так провернется. А что могу сказать про Завардова? Если он искал работу, а он отзывался о том, что у него проблемы с работой, есть, как раз ему сайт посоветовал, ну, я не думаю, что он прям слишком полезно будет. Я думаю, он не слишком уж депрессивный период испытывает по этому поводу и все же пытается вылезти именно из затрудненного положения, которое у него вышло в жизни. Он понимает, что на нем повешена ноша, но он идет именно к тому, что он ее сбрасывает. Как вот знаешь хорошо, я тебя знаю хорошо, я Моса знаю хорошо, я Бронефида знаю хорошо. Ну, для гадания. Какой-нибудь бичка, возможно. Да. Я могу ему тупо затрактовать гадание, вмешая туда очень большое количество его мизогинических мемов. Ты плохо мне знаешь, я тебя знаю достаточно, чтобы тебе погадать хорошо, Мос. Более-менее. Да, ты не представляешь, я думаю, как я вырастил твой портрет у себя в голове. Тем более по сравнению с другими людьми. В каком доме я живу. А я именно про характер, Мос. Ой, Молния. Вы что слишком буквально воспринимаете? Рика? О. 204. Писец. Жидкостного кристалла, который поражает струну. Мемы про бензол. Я имею в виду мезогиния. Ну, ненависть к женщинам. Вроде бы как так, очень душно формулируется. Я просто не хочу это говорить вслух. Как бы порочить имя человека, который мне донатит, тем более. В отличие от кого-то из вас, не буду показывать пальцем. Фимоз в головном мозгах. Я видел гифку, в которой какую-то кошка-девочку ахали два чувака в уши. Я думаю, у нее действительно фимоз головного мозга мог возникнуть, если эти ребята не мыли свои приборы. Лучше меня, чем я? Может быть так? Вторая карта, которая говорит о сейчасшнем. Ого! Перевернутый туз жезлов.
Мне, кстати, очень смешит эта карта. Это буквально какая-то уюй рука, которая вытаращивает из облака, и она держит палку. И она при этом в небе, она огромная. Переосмысление, переоценка, расстановка акцентов, уточнение позиций, не деяния. Не путай с бездействием. То есть невозможно сделать чего-то. Перон-то жезл, да, к импотенции. Не-не-не. Не стоит мне так шутить. Но я думаю, наш Заварда в чем-то чутка расстроится. Ну как расстроится? Он такой типа, не, фигня. Но он на своем переосмыслении не будет жалеть. Как бы и то, и другое будет. Гадание шуткой испортил, фак. Да, давай сначала. Не-не-не. Заварда будет стоять, очень хорошо. Может, даже лучше, чем он ожидал. Да, не нужно тут ничего. По крайней мере, если он не хотел, чтобы у него не стояло. Да. У него все будет. Правда, мы это все равно перевернем. Представь, реально, ко мне поток донатов обровез поток моих донатов, и я буду всем назло гадать, чему спит сифилис и импотенцию. Это то, что ты будешь страдать, не знаю, как-то на русский перевод premature ejaculation. Ты будешь, в общем, кончать в штаны во всех местах. И при этом не хотеть этого. Будущее. А сейчас что? Как мы можем связать эти две карты? В сейчасшних событиях наш Заварудо будет довольно-таки нормально себя ощущать. Он, как бы, знаете, у него ничего в коре не произойдет. У него, конечно, будут какие-то сложности, у него будут какие-то возвышения, но у него будет жезл внутри, если вы понимаете, о чем я. У него будет зона комфорта, которая не прорвется. У вас будут проблемы с эякуляцией и с импотенцией. У вас будет проблемы с импотенцией. Она будет реализовываться в том, что у вас будет потенция. Он свой, не наш. Ну да, типа, знаете, как его и егошний. А что он говорит будущее? Первая карта — звезда. Карта звезда означает прилив творческих сил, вдохновление, новые идеи. Вы знаете, что собираетесь сказать или создать. Вы испытываете чувство покоя. Верите в свои силы, можете решить все свои проблемы. Смотрите, наш Заварда сейчас довольно-таки стабильно живет, и он копит. Он копит потенциал для того, чтобы просто взять и зарампажить чутка. Выйти из комфортных платиновой звезда, типа. Я покажу. И магу звезды. Он вырвется и как бы довольно-таки плотненько раздаст и песелей. Сори, что-то я засолил. Так очевидно, что никто не спорит. У него будет вдохновление на это. Да, давайте я вторую часть с другими дорожками проведу. У меня есть с фурями. О! Мне с фурями интересно, кстати. Или не нужно пинчес фурос? Нужно с фурями? Давайте с фурями. Она из какой-то инди-игры была взята и вырвана. Понимаете? Ахну не глядя. О, у меня звон в ушах начался. Фак. Знаете, мне как будто ударили по голове. Очень неприятно. Аккумуляция аута. Я вам нижнюю часть не буду показывать. Ладно, буду. Фак, как же это больно было. Я слух потерял на несколько секунд. Nice ass. Да, это мальчик был. И есть. Ваше самочувствие,
как физическое, так и психическое улучшается. То есть улучшается, не улучшится, а улучшается. То есть, да, в более будущей перспективе наш Заварда будет довольно-таки открыт. У него будет довольно хороший потенциал именно в том плане, что он сможет решиться на какой-то новый шаг, попробовать себя в чем-то новом. Пушистая. Я помню, как хотел написать трек насчет кошка-девочек. Ну, там чутка неприятные подробности были. Ударная волна по ушам, столкновение разных энергетик Таро. Да, это тот самый момент, когда тебе бро говорил, что это не гейство, когда balls do not touch. Поэтому можно так продолжать. Но внезапно ваши balls коснулись жезлом внутри. И вы поняли, что это любовь. Завершающая карта, и которая раскроет потенциал звезды. Да, они в комбо идут. Луна перевернутая. Звезда и луна. Как же ему лакичит. Но луна перевернутая. Ага, подожди-ка. Угу. Вау. Ого. Аркан Луна говорит о том, что некто прячется за маской. Может быть связан с отказом принимать какую... Я про перевернутую что читаю, да? О наследственности гена, который привык к определенным событиям жизни. Ого, то есть какая-то темная вуаль. Пустяковые ошибки. Погоди-ка. Ключ неизвестного. Тут трактовка очень фигово дана на перевертыша. Я процессирую сейчас. Я хочу максимально точно сказать. Не пришлось. В общем, да. У Заварда, конечно, будет очень уж хорошее прям вдохновление. Знаете, жизнь будет переполнять его тело. Может, кстати, из-за жезла внутри, но отпустим эту идею. Но кое-что будет тоже сокрыто от него. Что-то чутка неприятное. Он будет понимать, что он что-то, скорее всего, не знает. Что он хотел бы узнать. Будет какая-то вещь, возможно, в которой он не шарит. Если бы он читал мангу, он бы точно понял, такой, блин, чувак, действуй так, а не так. Может быть, будет какой-то внезапный маленький облом. Да, карту выведу. Но он не будет крупным. Это просто будет неожиданность. Неприятненькая. Потому что перевернутая. Если бы это была обычная луна, то была бы более приятная ожиданность. Неожиданность, точнее. 100 потерял. Ой. Сейчас. У меня очень фигово остальные колоды разложены. Мне очень трудно в их ориентироваться. Давайте другую колоду попробуем. Или с Фурос. Секрет какой-то. Мне они какие-то слишком ванильные. Давайте Фурос все же. Зямун. Было хорошо узнать, кстати. Хотя неплохо, очень неплохо. Фурос лучше. Фурову. Буквально то, что вы ожидали. Уф. Не, хорошая колода, однако. Вот такие гадания, малята. Что по итогу? Я тебе по процессу говорю, Заварда. Давай пройдемся снова. Что у нас есть принц мечей в связке с перевернутым тузом жезлов. Угу. Идея, переосмысление, переоценка. У тебя будет период, когда ты поменяешь свое направление. У тебя, точнее, этот период происходит прямо сейчас. Ты буквально этим занимаешься. Расставишь акценты, уточняешь позиции. У тебя есть такой период, когда ты продумываешь действия. Но при этом ты продумываешь действия в маленьком пессимизме. У тебя как бы такой довольно-таки интересный период.
Ты более аутируешь сейчас, чем действительно какие-то резкие действия выполняешь. Но, опять же, это по контрасту идет. Не говорю, что абсолютно. Но потом, относительно сейчасшнего времени, у тебя осенит в очень хорошем плане, у тебя будет прилив силы. Но ты о какой-то вещи точно забудешь. И это может и быть довольно-таки неприятной вещичкой. Но в будущем у тебя более-менее всё нейтрально будет. То есть ты вряд ли подохнешь, вряд ли что у тебя плохо будет. Но будет к очень хорошим вещам, которые тебе придут в самочувствии, еще неприятная изюминка в чем-то, что ты не знаешь. Или о чем ты довольно-таки поздно раскроешь свои карты в уже более переносном смысле. Персонажи из игр. Погадать. Мос. Не, я не гадаю на вымышленных персонажей, которые, ну, чисто не в техническом плане, а тупо, у которых уже сюжет был составлен и все сделано. Это бессмысленно. На Безгвального, либо на Пипина. Хорошо. Ладно, хорошо, забей. Ладно. Я тебе верну награду. Но мысль понятна. Я не про его член. Памтри. Ну да. Это, возможно, последний расклад на сегодня. Я планирую завершать в ближайшем времени, ребят. В общем, Заварда, жди то, что у тебя будет довольно-таки много сил, но ты можешь их вложить в какую-то пуси. Если ты будешь неосторожен, то ты можешь попасться, и это будет дико неприятно. Но если ты будешь все же соблюдать меры, если ты будешь все же продумывать именно свой рывок, даже в тех местах, где он выглядит очевидным, не фанатический прям, а чисто тебе, возможно, какие-то новые врата откроются, возможности, и ты там в какой-то новый коллектив попадешь. Я тебе все же не советую там все на чистую монету воспринимать. Советую быть чутка поосторожнее. Факин камень силы на Нярна. Мне периферийным зрением показалось весь кам в Нярна. Я такой, ого. Я тебе верну баллы, Мос. Про отношения Нярна. Да, больше таких запросов. Вообще офигеть, ребят. Очень классно. Прям, я люблю в таком копошиться. Мистер Эми. Да, похоже, арт найдем. I can recognize. Вау, какой милый артик я нашел. Вообще, сама Луна из МЛП довольно-таки интересный персонаж. Когда мне не заказали МЛП, я думал, что она чисто такой стереотипный злодей, что наподобие того. Как бы такое противопоставление вроде есть, но в самом МЛП она выглядит довольно-таки не забитая, как сказать, очень стеснительная. Вроде бы у нее довольно-таки хороший род есть, какое-то прошлое, но она внезапно стала очень тихой и покладистой. Может, потому что она начала следовать правилам, которые ей невольно, но все же очень-очень серьезно заставили, не знаю, посоветовали. И как бы этим можно вроде бы пренебречь, но она это сочла очень серьезно. Окей, обнять. Ты напрасно делаешь вид, что знаешь все наперед, Джорна Джованна. Ты не успеешь даже пожалеть своей гибель, сопляк. Сотри время для всех, кроме меня самого.
Вижу, как движется его стенд. Все просто понимаю, что он задумал. Эти ничтожества меня ничем не удивят. Теперь любые атаки голода и экспириенса будут обречены на провал. Ну, я думаю, не стоит насчет финала пояснять. Буду на Фурос гадать. Можно Тарта, это гифка. Я тебя отправлю. Там луны гладят. Я, кстати, не слышал об этом аудио. Но у меня закачано при этом. Оф. Будет работать? Не, оно, походу, не выводится. Ладно, я тебе в личку кину. Ну, в общем, да, там Twilight подпатает. Там Copy link. Уф. Где же вас найти? В сообщениях. Я вроде не с таким большим количеством людей общаюсь. Сейчас кину. Пардон, мула. Как ощущаете, ребят? Пур. Пам-пара-па-пам. Нярно. Message. I've got a message for you. Погоди-ка. 27:03. Нярно, а ты пришел ко мне с... Ноэты? Я даже как-то забыл. Она как МП4 скопируется, погоди-ка. Погодит. Нет. Я тебе перекину. Вот. Почему оно сконвертировалось в МП4? Все хорошо. Но это частенько поглядываю. О, ей. Получили. Отношение Нярна. Да, давайте ему тоже слона из мха поставлю, чтобы никого не обделить. Ну, я вот так в углу поставлю, чтобы всю малину не портило. Сас. Давайте еще так сделаем. Scale. А, новый слой. Или нет? Не нужен новый слой. Окей. Падам. Смогу ли я изобразить? Фак, оно не изображает. Айо. У меня слон булит. Чисто в мыслях. Что слой замха приносит удачу, конечно. Вообще, я смотрел статью, как люди выращивают мох. Это такая балдежная вещь, на самом деле. Но там, опять же, довольно-таки интересный мох нужно искать. То есть не на природе, а вот желательно в городе где-то плитки отодрать и его взрастить. Потому что он самый живучий. Он действительно сити-бой. Будущее отношение Нярна. Погнали. Первая карта я сейчас размешаю у себя рандомно. Первая карта на сегодня будет перевернутая 8 мечей. Недостаток сил, изоляция, пессимизм. Мне еще пригадали удачу. Понятый жезл. Но опять же, о чем ты можешь говорить?
Возможно, Нярн не будет уверен особо в себе, но это ничего не отменяет. Тут, кстати, она... Что? Почему мечи вырисовывают букву Z? Да. Но я не должен был это говорить, возможно. Я сейчас выведу мечи. У меня другие мечи. Да. Мы по дефолту на Фрос гадали, поэтому то, что увидел, не особо влияет. Мне типа колодка дефолтно показывается по КД. О. Пернутые мечики. Сейчас чутка отрегулирую уровень по сети. О, нет. Отлично. Z. О, Дискорд. А. Сижу после дома Хику. Человек и все такое. Есть такое. Но мне не прав, чтобы люди пугают. Меня пугает то, насколько они могут быть бесчеловечными под определенной системой. Уль страшные скуфы. Следующая карта. Это есть, что первые две карты говорят о том, что сейчас происходит. Относительно отношений Нярна. И две последние будут о будущем говорить. Двойка жезлов. Укрепление своих позиций. Оборона, защита, охрана, персональный мир. Семья, работа, дом, хобби. Возможно, у тебя войдет в ежедневные... Может, хобби. Я бы не назвал рутиной. Более такая позитивная карта. Так. Нечто неожиданное. У тебя что-то новое появится в жизни, и ты к этому привыкнешь. Может, у тебя действительно будет какая-нибудь девушка, может, милый мальчик, которого обязательно что-то появится в твоей жизни относительно отношений, относительно взаимодействия с людьми, что войдет в твой каждодневный базис. И при этом оно не поменяет твою обычную жизнь, оно просто встроится. И это вряд ли будет что-то плохое. Я ведаю. Два жезла. Тут, кстати, жезлы интересно у Фурос карты. Два жезла. У меня названия файлов очень сильно тут разнятся, поэтому мне очень трудно ориентироваться в других колодах. Может, как-нибудь поправлю. Вот. Тут палочки меняются, которые змеи обвивают. На последних картах по номеру с этими жезлами там просто писец творится. Это что мы имеем сейчас. Не, пардон, я про будущее начал. Не. Мы говорим про сейчасшнюю вещь. Смотрите, у Нярна он говорит то, что он познакомился с какой-то тянучкой. Если именно слово про тянучку было, там что-то миленькое было. Познакомился с каким-то новым человеком. Ну или сблизился. Возможно, она будет довольно-таки продолжительное время с ним. По крайней мере, на уровне знакомых. Не совсем тяночка. Вот поэтому, да, я проявил сомнения. Какой-то милый человек. А может и не человек даже. Тянутель, тянучек. Фырка. Два жезла била змеитянка. Но при этом же мы имеем перевернутую восьмерку мечей, которая символизирует в нашем случае о том, что у нашего Нярна будут маленькие проблемы с тем, чтобы действительно вкусить полный потенциал. Те не нужны. Уф. Бичик все же активничает, но теперь в личном сообщении у каждого члена моего стрима, да? У тебя будут маленькие, в основном внутренние такие колебания с тем, чтобы действительно взаимодействовать с этим милым человеком.
Будущее. Но, в принципе, у тебя есть стабильность. У тебя, конечно, будут старты низкие именно в отношениях, но потом он выйдет довольно-таки хорошим. Стабильность. Может, даже пойдет вверх. Перевернутый суд. То, что в будущем случится. Предостерегает, не тяните с принятием решения. А все равно этого не избежать. Не опоздайте, пользуйтесь случаем. Гласит о том, что у нашего Нерна будет довольно-таки интересный QTE-момент. В будущем у него будут довольно-таки интересная пора, в которой ему придется быстро действовать. И именно что будет какой-то момент, который будет делить его отношения на до и после. И если он не проворонит время, если он постережет это тайминга, а он, скорее всего, будет его чуять, да, но он будет его как-то откладывать. Так. Если он попадет в эту временную линию, если он вовремя сделает то по отношению того, что он считает чутка неизбежным, то будет все чики-пуки. QTE в реальность проиграл. Нет, это не правда, чтобы QTE, как какие-нибудь Майнкрафт в Story моде, от которых мне бомбило. Но будет определенное количество времени дано на то, чтобы принять действительно решение. Если будешь аутировать, то, возможно, будут некоторые трудности с отношениями. Даже предполагать не хочу, какие. Judgment, перевернутая 20. Вторая карта решит и все же соединит смысл первой. Пока что выводы поспешные делать не нужно. Chariot. Judgment. Вау. И так как у нас фури карты, тут довольно-таки интересный должен быть арт. Видите, слон? Как слон из МХ. Кто-то все же за демократическую партию в США. Наш! Уф! Последняя карта сейчасшнего расклада. Туз кубков. Полнота чувств, готовность воплощения, рок изобилия, потенциал, духовное братство. Врашлем кубить, таскаться и тискаться вырчать. Хе-хе. На зиму, что вроде того. Кстати, можешь напомнить мне, пожалуйста, Нярна, ты в Казахстане? Или в России? Или где-то еще? Туз кубков символизирует плодородие, праздное веселье, скрепление полезного союза. То смотри, у тебя будут довольно-таки в Анапе. Да, анклав. В отношениях. Что у нас получается? Вместе с перевернутым судом? В любом случае, но желательно положительном, у тебя будет довольно-таки веселая пора. В хорошем плане. Смотри, видимо, именно перевернутого суда смысл заключается в том, что ты можешь оставить этого друга либо в плане плотненьких друзей, либо у тебя другие друзья будут, да? Не обязательно про этого парня, о котором ты пишешь. Либо перейти на другую ступень отношений, которые тебе действительно понравятся. Не действительно, а в особом плане. Может, даже большем. Спокинокимос, если планируешь. У меня живот уже разбручался, я чувствую запах супа. С кухни. Two cups. Ты не понял. Окей. О, это не туз кубков. Пардон.
О нет, что я сделал? Я нажал одну кнопку, и все стало черным. Ace of Cups. Cup. Тарантула. На будущее кто как опса? Могу. Ace of Cups. Тут рыбоньки будут. Ух ты, dude. Это, знаете, прям как карпик из той двачевской пасты. Это автор, собственно, форса про слона из мха и других шизовещей. Что в итоге? Ну, давай пройдемся снова. Сейчас ты ощущаешься довольно-таки неуверенно. И именно в контексте отношений, но... У тебя не уже чутка происходит. Погоди-ка. Косвенность мышления, пессимизм. Именно по текущим сейчас отношениям. Что я могу сказать? Я не хочу какую-то лирику. Да, по теме чутка. Я давно, кстати, этот трек не слушал. Тоже речитатив, но 0%. Не будут идти. Я буду громче говорить, что в итоге у тебя будут они постепенно идти. Не так быстро, как ты ожидаешь, но более-менее стабильно. По крайней мере, у тебя отношение будет такое к отношениям. Да, не удивляйтесь. Диалектика во всей красе. В будущем, спустя какое-то время, и именно время, которое потрачено на отношения, может оно быть, это будущее и через неделю, и через несколько месяцев. Это зависит от того, как ты сильно будешь сосредоточен на них. У тебя будут довольно-таки довольно-таки решительные периоды, где тебе нужно будет действительно что-то выбрать между чем-то. И это повлияет на твои отношения. Отношения в широком плане, насколько я вижу. То есть это могут быть и друзья, и какой-то определенный индивидуум. Ты это решаешь сам для себя. Тебе отчасти даже виднее. Но в любом случае, даже если ты пропустишь это окно возможностей, но, скорее всего, ты в него войдешь, ты возьмешь инициативу и воспользуешься тем, что тебе дала жизнь, какой-то короткий временной промежуток, ты ощутишь себя довольным. И довольно-таки excited. Возбужденным, но не в сексуальном плане. Прям, знаешь, в тебя тоже в душа вдохнется в гораздо большем смысле. Как знаете, я сегодня проснулся утром, и я ощущался полузомби таким. Как будто у меня вся эта интуитивность, все это подсознательное, и оно как бы не успел проснуться. Я танцевать не мог, ничего делать. Но я потихоньку, по прохождению дня, послушав там какую-то музычку, более-менее стал себя энергично ощущать. И, прям, знаете, радоваться жизни начало. Вот у Нярна будет эта радость именно по отношению к отношениям довольно-таки завидной. Или от отношений. Тут уже зависит от его жизненной позиции. Искать. А что будет еще как-то как опса, да, Мос? Что ты конкретно от меня хочешь? Знаете, запросы лучше один другого. Как я не стану говорить. Уф. Еще раз инфектный машрум. Я хочу какую-нибудь другую колодку попробовать. Или на фуру составить. Secrets. Есть очень такая ванильная. Прикольно-таки выглядящая. Может даже приглянуться стилю рисования Мосса отчасти.
Хотя я бы не сказал, что прям так сильно снова стал грустно. Ну, я даже не знаю. Будущее кто как Копса. Давайте самую шизовую колоду возьмем. Чувак, это прям шиза и всех шиза. Я буду сейчас через все свои... Сколько у меня колоды? Ой, ты черт возьми. Примерно 18. От меня не отнервно. Медифал. Нужно что-то прям аутистическое. Вау, тут есть даже более-менее современные. PC, а что я наколлекционировал? French Experiment. Во. Есть более-менее постраничная. Такие, знаете, еще с вайбом Vaporwave, вот какой-то Мухаммед между двух баранов в небе. Короче, да, нам подходит. Нам дико подходит. Я выведу слона из МХ и проклятого котика. Проклятого в том плане, что Джинкс Кэт, у которого глаза еще очень странно стоят. Да, он никаких нагрузок не несет. Окей? Я его просто так назвал так. Дай-ка. Не-не-не-не-не-не-не. Я нашел гифку какую-то в срату, где у него цвета глаз меняются. У него каноны оранжевые, но они у него просто как какая-то клава трейзер переливается. Я не хочу какой-то фриковый цвет взять. Ну ладно, более-менее. О. Я даже по-другому сделаю чутка. А? Ок. О, это я. Мы сейчас подберем что-нибудь. Так. Погодит. Тут довольно-таки много режима смешивания, мне это очень нравится. Grain Merge. Не. Luminescence. Более-менее. Я хочу еще кое-что сделать. Я хочу еще слона из МХ наслоить наверх. Как бы это босс-вертолет сегодня. Darken. Dodge. О да, мы такую кашу сделали. Почему не Маша и Медведь вспомнилась? Пара-пам. На будущее ютубера под ником Кто как Опс, который любит топы шизофрении всякие там составлять, ну, точнее, ментальных болезней. Радует интересным монтажом, вдохновляет нашего МОСа. И да, очень отвлеченная тема, поэтому я ее пердолю максимально. Но заказ есть заказ. У меня ПК начал лагать. У меня ПК завис. Или нет? Не, у меня не завис. Окей, это опять гимп шизует. Первая карта на сегодня будет двойка кубков. Перевернутая на этот раз. Это отношения будут мост кто как Опсу. Потому что мы относительно только его можем это все делать. Основном. Относительно ваших ощущений, ребят. Я как бы беру и привязываюсь. Просто на шею сажусь и впиваюсь вам в голову, пока не выдержал гадания. Размолвка, первые конфликты, притирка, основ приоритета, бытовые неурядицы.
Это то, что сейчас происходит. Первые две карты сейчас, вторые две карты, что в будущем будет. Какое отношение? Возможно, Мост теперь что-то чутка не устраивает в Кто как Опсе. Он ему донатил раньше, этому чуваку. Саппортил. Может, поддержка не оказалась настолько приятной, как ему ожидалось. И кинуть деньги какому-нибудь Денчику, ну да, как, просто какой-нибудь. Неважно, может это я, может нет. Было бы гораздо более выгоднее, чем ему. О, а как голосовать? Голосовать что? Аукцион прошел уже. Тут закреп? А, пардон, муа. Ну, в принципе, закреп уже не действовал. Заказать за денежки. Поэтому... Ну или за актив. Я активным людям даю финансы на все это дело. О. Блин, тут детали маленькие. Хотя, в принципе, мы видим два гачемущих мужика. Перевернутые. Ой, слон из МХ. Просто посмотри, мне тоже он кажется. Тратенюраев. Вы все проаудировали аук, ребят. Просто писец. Вторая карта. Королева кубков. Беззаботная красотка, девушка на выданье. Женщина без... есть паж кубков, а есть королева. Окей. Сливка общества, экзотика, какие рекламные акции. В общем, Кто как Опс будут выходить в верхний интернет. И так получилось. Да, успокойся, все в порядке, как в Доте есть сообщения из колеса сообщений. Нам бичик его копирует постоянно в чатик, когда что-то не так идет. Кстати, еще раз кубки. Кто-то говорит на заднем фоне. Батя воды. Что? О, Mother of Water. Тут еще и название фриковое чутка. Это знаете, как я хотел скачать колоду с The Binding of Isaac связанным, а там замес всяких пентаклей, жезлов и так далее, сердце, бомбы, ключи. Это из Доты? Да, это из Доты, Молния. Там очень развита коммуникативная система. Ну, поэтому ее токсичной считают. В Лиге Легенд довольно-таки ограничено это все. И голосовой чат нет, насколько помню. Если не в пати. Что мы видим? Что мы видим? Что-то сейчас про... Я постоянно аутирую. Это то, что сейчас получается. Размок, первые конфликты. Мосту будет не нравиться то, что Кто как Опс начал довольно-таки сильно вырастать. И, скорее всего, в финансовом плане он уже не особо ценит поддержку, которая к нему была оказана. Он становится более таким элитным, элитарным. В отличие от такого бэдас чувака, которого видел он до этого момента. Я, кстати, Кто как Опсе могу лучше нагадать, чем какому-нибудь другому чуваке, оказывается. Не каждому чуваке могу так же нагадать, как об этом ютубере, которого видео всего 4 раза видел. Примерно. Но насчет будущего. Почему одни и те же карты? Или это не одни и те же карты? 6? Возможно. Принц мечей. Исполнителю просто самоограничение дело. Я перемешал ее что? Дело пессимизм, обязательства, добровольно принять долг, расплата, срочность, педантичность. Угу. Ого. Возможно, ты будешь продолжать его смотреть, несмотря на то, что тебе какие-то вещи будут в нем не нравиться. Ну или ты будешь довольно-таки хорошо ждать, что у него нового появится на канале, какой у него формат выйдет. Возможно, что-то проанонсируют интересное. И ты будешь чутка томиться даже в ожидании нового. Несмотря на то, что у него там какие-нибудь ролики будут проходить и так далее. Принц мечей.
Ага. Сложно. 10? Какие-то циклоны. Дочь воздуха. О, Son of Air. Это мечи 12. Хорошо. Варп 12. Кэп. Наповод перемешанное чувство грусти, скуки, тоски, аутирования. Грусти, скуки, тоски и аутирования. У меня было такое. У меня даже было так, что... Я не знаю, мне какая-то шиза, мне психоз начался, я тупо в полночь под стол забился. И я тупо страдал от жизни. На серию книг про некроманта, потом лича, спать и продолжить там некросов, химер заниматься. Блин, интересно, на каком факультете ты сидишь? Вау. Некроманта, лича. Что-то из рода мифологии. Не просто мифологии, но да, что похожее. Фэнтези. С таким флером. Некросов и химер. Ау. Последняя карта. Шут. Просто со временем. Ну, знаешь, ты лучше растворить с кроватью молния, чем с твердым полом. Даже если на нем ламинат и прочее, он все же не такой же мягкий. У меня слова начали путаться, ребят. Буквы. Мне нужно завершать. На начало нового цикла в жизни, либо нового дела. Ну, короче, шиза продолжится. А зими силы и счастья. Будет очень душный период, МОЗ. Прям даже противники чутка. Кто как опция, но потом что-то щелкнет, может, ты свое отношение поменяешь, и будет все чики-пуки. Я full of calm. Кэп. Вот такие картишки. Я и даже вряд ли буду использовать, они какие-то шакальные. Хотя не, более-менее нормальные. Перевертышей нету. Кста. Все прямое. Кроме двойки кубков. Your calm tastes right. Oh, forgotten. Блин, насчет личей и так далее. У меня слово лич теперь только с дотой ассоциировано. Карта, ты имеешь в виду именно колод, которые могу вывести на экран? Их... я сейчас посчитаю. 19. 19. Много колод, которых хотел взять и скачать. И они для Твича не подходят. Материя соединится со временем. Ну так скажи, Мони, что ты хочешь кончу и покрыть что-то. А тут не особо что-то нужно просто взять и утаивать. Я вчера плотненько кончил. Воскресший некромант для другой маг? Да. Ну, собственно, как лор Лича из Доты. Это был раньше мой любимый перс. Восставший из зада. Про Adventure Time. Ну да, мне раньше такая же ситуация была давно. Ну вот, который такой голубенький. В Ледяном Королевстве. Что, рисовать? Ну смотри, Мосс, что результат получается? У тебя, ну такие, чутка натянутые отношения с кто как опсом. Но через какое-то время ты будешь ощущать, как это время проходит. Может, немаловажно. У него формат поменяется, что-то, в общем, сделается, и тебе это понравится. And you'll like it. You'll love it. Понимаете, у меня люди сходят с ума прямо сейчас.
Что будет дальше? Может, мне развернется такая же драма, как в «Зеленом слонике» была. Так. Аудио... Не аудио. Я на аудио сфокусировался. Ролик от Феника. Exploring a forgotten Minecraft world. .mp4. Слушай, давай, удачки. I created this Minecraft world almost a decade ago, and ever since then, it's been left abandoned 10 лет on my назад. computer, rotting away, forgotten in my files. But now, it's time I revisit this forgotten world. Иван. Seriously speaking, it would help out the channel a lot. Anyways, let's Блин, get это into it. гринскрин. Loading the world took a minute since it had been so long since it had been played. But once I loaded in, there it was, the world I had made nearly 10 years ago. Exactly how I left it. Писец. This world was one of my first Minecraft worlds, so the only thing I really built on it was this one house. It's definitely not very impressive looking at it now, but 10 years ago, I was proud of this. This Оно was my home. портативно, типа, в My building 1.20 skills сейчас? back then were less than amazing, if you can tell, but I just started playing the game. The roof is a little low, there's not really a proper floor, it's very Proper. boxy, but this was my first home, so to me, that was special. I even built a second story. I had it as my bedroom. It was a very utilitarian bedroom, but a bedroom nonetheless. Besides the second story, I also had a Красная кровать. basement. I don't remember what I put in my basement. И дети Билай, которые долго не кормили в подвале. Скобочка 10 лет. And I guess the answer is nothing. I never put anything in my basement. Huh. Anyways, heading back upstairs. Here's the Эти door that гличи. leads to the stairway that leads. Welcome to the break rooms. Honestly, I don't really remember this part of the house that much. Было бы иронично, если бы как в МЛП там бесконечные лестницы были. Да, зеркало. И это на 8 минут. Ребят, кидайте ролики, если хотите, чтобы я что посмотрел под конец. Я буду где-то в 9 часов завершать. Нагадал так нагадал. И там все таблички просто исписаны а-ля I hate Antichrist, I hate Antichrist, I hate Antichrist. But even though I don't remember doing any of this, it still feels familiar. But it's not quite right. All the feelings, all the memories, all the Yesterday dreams that will be a associate good with this day. place have been distorted. This was my home. But at the same time, Как назывался тот мем? Вроде бы фейк насчет того, что в какой-то определенный час на ТВ у людей разных начал показываться... Да, просто шизопрограмма с названием «Безногим». Там еще символы были некоторые рандомные русские на латиницу заменены. И там под конец просто написано было, типа, не, ребята, успокойтесь, все будет хорошо. Вы будете себя ощущать отлично после конца этой передачи. Мы пранканули. Да, и там был заяц, писец. Я вспомнил пикчу. this isn't my home. Не, ну что, больше нет смысла жить. Каждый молния присасывается. Where I am. At the end of the hallway was another door that led to the Заяц library. бум-дом, да, пожилой заяц. This place held books that Бон captured Фемдом. every moment in the house. Эффект... Эффект манипулирует со временем. Я уже читал эту книгу. Зачем я снова подошел к ней? After climbing the endless, spiraling,
dizzy Звуки ваншот? staircase in the middle of the room. Возможно. I ascended into the Я не играл в ваншот. The observatory overlooked the house. I didn't know what I'd see through the windows, but luckily I had a telescope on me. Пудо. Самая шикарная игра. Новая версия. Блин, каждый странно себя ощущаю в том плане, что чувак берет, к примеру, версию 22 года Майна и запускает на ней карту из 2013-го. Опять расизм какой-то. Почему там не белый человек стоял? Ну, благо наш главный герой оранжевый. Херабрин. Силі, щоб навзріди. Представь, как иронично это видео воспринимается тем людям, которые знают оттуда все музыку. The basement did have something in it. Я за то, чтобы в каком-то своем искусстве занимать какие-либо другие песни, там, модельки и изображения, но я именно за то, чтобы их брать и изменять как-то очень сильно. То есть, если это песня, если это какая-нибудь музыка, то просто можно какой-то кусок лирики взять, там, да, кавер сделать, не против. Если музыка, да, то можно сампл какой-то найти, где-то мелодию чутка скопировать, не полностью. I couldn't remember what it was. Под какими-то фильтрами сделать But the house had хорошими. been trying to remind me. It was another mirror. And in it I could see myself. But it wasn't После того, myself. как I didn't know свет who в that was in студии. the mirror anymore. Подожди-ка, во многих видосах. То есть... Окей, ты все же там внутри библиотеки пользовался. Ну, там, однако, большая коллекция. Алло. I had forgotten. Скримак? Ура, победа. I created this Minecraft world almost a decade ago, and ever since then, I've never Да и left для it. поиска музыки почти одно и то же. I've never left it. I've never... Describing, it would help out И там музыка, скорее всего, от Кевина Маклеуда какая-нибудь была. loading the world. But once I loaded in, there it Отвал. was, the world I'd made Медиаданы в автономном 10 режиме. years ago. Exactly. Аря, почему на украинском нету? Мы же не разумите. Я постоянно скримака ожидаю. Ну это какой-то софткор. Там предупреждения эпилептикам не было. А знаете, когда предупреждения эпилептика нету, или рейтинг низкий у какого-нибудь фильма, сразу все понятно, что будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили, убили, убили. В том, чего не было. Да, Бреню. В чем не было? Я думаю, может, тебя часть понимает в этом. Но он при этом и создал эту ситуацию.
Или про что вы? Какая-то тема из Dwarf Fortress началась. Там очень повторяешься, и именно такого рода, что малость подыгранной гитары, такой акустической. Ребят, вы можете отдать отчет себе, что вы имеете в виду друг другу? Что было до этого? Потому что у меня такое ощущение, как будто вы оба начали шизить. Типа, знаете, как групповой психоз. Мои стримы так воздействуют на людей, это не впервой. Последний ролик на сегодня. SpongeBob experiences Delta P and dies instantly. Может, мост на тильте. Зеленые пятна. А это вроде тот самый чувак, который звук не может регулировать, да? Писец. Мне страшно. You're going to Brazil. Это выглядит как предыстория к тому самому клипу Gorillaz, который Feels Good Inc. Такой фильтр цветовой. Это размытие. Сказала. My name is Squidward. I'm a Transocean offshore drilling contractor. I do the same thing every day. Drill for Заводе. Когда ляжками двигаю, у меня звук слева опять пропадает. There's nothing like a cigarette out in the Gulf of Mexico. У меня диск идет. I should probably go home and do nothing. Get back down here, Squidward! И настал этот момент. И камня... Нет? Это анилингус. What the fuck are you doing? Понимаете, это те самые чуваки, которые на пособие от государства живут. Это Ралсей наша. We live in a cruel, disgusting world and I'm alone. И тут тоже блюете. Фак, заколебали. Who gives a shit? Oh, hey, Patrick. You look like crap. Why do you even exist? What do we do? I think they should run a negative pressure test before they do anything else. Delta P, or differential pressure, refers to the situation where the pressure between two bodies of water are dramatically different. The cement plug depth below the wellhead can influence the differential pressure created during a negative pressure test, and can also be caused by a phenomenon referred to as angular compression. Великобритания. Who cares anyway? Well, you're the expert, Sharkward. I smell like the deep Sharkward. What the hell are you even saying? А то он заговорит, не мыслит. Can somebody throw hot glue onto my lips? Take a look at these. They show what it looks like from space. Now, the spill is that white area. It's about 35 miles off the coast of Louisiana. Efforts to activate the well's blow-up pump failed. Valve that is at the wellhead. It's designed to shut off the well. This is the quickest Отсоська. Блин, какой-то токсик мост. Such an impact on us. Тебе уж говорю, что это до этого началось, мост. Это усугубилось. Вау. Вау.
What an ass fix. Oh my god, it just blew up. My wife is on the top. Ты можешь заантаймаутить Мосса, молнии, если хочешь. Involving one or more relief rigs that would drill deep wells nearby to push mud and concrete into the gushing cavity to stop the flow of oil. But that could Я даже забыл. Знаете, есть очевидные вещи, которые на самом деле не особо очевидные. То есть ты о них не задумываешься, но они есть. И они вроде бы должны быть. Да, по твоей же логике. Ну ты их не видел, поэтому они все равно какие-то редкие для тебя, потому что ты их не воспринимал. Так вот, такое же с нефтедобычей в воде. could take weeks, be more than a month. Mr. Krabs. I think we have a blowout incoming from 18,000 feet below. Somebody ordered Blowout. standard drilling cement to contain the well bore. God damn it! We should evacuate the crusty oil platform as soon as possible. Crusty oil platform. Squidward! I'm going to run him over with my car. Где нитро? Марио Карт начинается. Let's go. Help me God. Watch out for Антаймаут. you stupid. Он пожертвовал своей жизнью. Anywhere near there. Two of 3 commercial diving fatalities involve Delta P. It is invisible to a diver, and it strikes suddenly without warning. Can you shut the fuck up? I'm trying to play the clarinet. A normal pressure could accumulate inside the marine razor as it goes up, expanding rapidly Вот and вау. blowing Patrick, you fucking idiot. Pull me. an emergency hydraulic device to sharp cutting blades to seal an out of Shut up, control you well. meaningless organism. Likely would activate. Stop Like talking. buckle, preventing the blind shoe ram from functioning Аутизма. properly. Instead of cutting and sealing the Наглотался? Ау. What the hell have you done, you stupid idiot? Я всех Don't know убил. my investments. И тут тоже русская речь. И русский микрофон тоже. Хамтяр. Здравствуй, бедный Such a капибара. beautiful view of the vast. Давно тебя не видел. Sea. I wish I had someone to Молния. experience this Хватит. with. Что I don't это? think that will ever happen though. I look like someone beat me up. Да. I don't know Биба, how I биба, do биба, биба, anything молния. anymore. Понюхай. We're like old watches forgotten in some drawer, Я никого ни о чем не прошу. walking away unnoticed by the world until we eventually seize up. Может, поэтому я и страдаю части. Как же качество сделано. We're gonna down. Посмотри на границ с Мексикой. Да, удачи, Капибара. Мы скоро будем завершать. Ты в гениальный тайминг зашел. Ну, то есть, смотри, если минуту позже, минут там раньше, было бы странно. Да, сейчас хорошо. Я думаю, Нярн вернется. Что ему поки сказать. Ну, у меня есть, что в Дискорде сможет написать. Но знаете, в чем минус? Мне писать с Нярном в Дискорде. Он разговаривает на очень профессионально на УВУшном языке. И
мне приходится подстраиваться, а подстраиваться я чутка неловко. Хотя, может, лучше. Но, опять же, все эти прелюдии и прочие вещи, более-менее милашные, я могу написать на английском языке, но по-русски я не знаю, как это не кринжово сформулировать. Понимаю. Но, блин, мало кто из людей знает английский язык, и поэтому я такой, Я чувствую себя арабомигрантом, который приехал в какую-нибудь Японию. При этом, знаете, еще с очень темной кожей. Чутка, по крайней мере, чутка темнее, чем среднестатистический азиат из Японии именно. И все на тебя озираются такие... Ладно, что-то я начал слишком сильно аутировать. Удачки, ребят. Сегодня был неплохой стрим. Аукцион, конечно. Мы его технически протестировали. Это, знаете, как такой тест-драйв продуктов. Как на какой-нибудь клавиатуре пишешь, что вот, эту технологию протестировано на 10 миллионов кликов. И да, у нас сегодня были эти 10 миллионов кликов. Чутка поломалось что-то, мы это пофиксим. Но вот так, да. Точно было, да, даже 2 раза. По твоему желанию. Науки произошло, было ук. И все. А что было после него, никто не знает. А те, кто пытается узнать, тех мы довольно-таки сильно, но скрываем от других людей. Я только так это могу сказать. Все, ладно. Всем пока, ребята. Спокойной ночи, хорошего аппетита. Ну, по крайней мере, я про себя сейчас говорю, потому что я скоро покушаю. Следующий лук в субботу. У нас субботние луки. Потому что шаббат. Чтобы развести игоев. Ладненько, ребят. Goodbye, my dear. Да, есть что про аукционы у меня в описании стрима показано. То есть там можно найти ссылку на Google документы в кликабельной картинке. И там не только ссылка на документы, но там еще и информация о тех играх, в которые играл и прочее. Да, темы, которые я испытывал. Тайтлы, которые я смотрел на стриме. Заказанные. Да, все хорошо. Удачи, ребят. А у тебя растение не так уж плохо, Моня. Главное, чтобы ты зрение расслаблял. Да. Не смотри слишком близко в стену. My final message